Ну ты дикая. Дикая, так. Ну, норм, все просто прикалываюсь. Где наш чат? I'm living in the 80s. I push 80s. I'm living in 80s. I push 80s. Короче, эти переменные в SSS, они так не работают. Я так понял. Все-таки придется какие-то простые variable. А для чего нам вообще CSS? Для того, чтобы вложенные теги иметь. Все. Все остальное лучше на классике писать. Типа, получается, переменные мы удаляем. Удаляем цвета отсюда. CSS. Убираем их из конфига. Там это не надо. Оставляем main из CSS. Этого будет достаточно. Здесь удаляем переменные. Ставим обычный variable. Не помню, как там. Синтаксис. Две черточки, что-то такое. Primary. Secondary. А если root у нас и внутри у нас dark mode, primary и secondary перезаписываются, это все. Надеюсь, это сработает. Background color. И здесь синтаксис такой var, primary, secondary. Здесь var, secondary. Ну, типа, лучше ближе к CSS классическому идти, если честно. Так прикольнее. О, заработало. Light такой же, да? Не факт, что заработало. Давайте здесь FFF 000. Здесь 000 FFF. Не работает Dark Mode все равно, короче. Я не знаю почему. Хотя там есть класс Dark Mode. HTML класс Dark Mode. Ну, тогда root надо убрать просто и все.
Должен заработать. Заработал. Light, Dark. Light, Dark. Окей, все, заработало. Eighties. I'm living in the 80s. I'm push 80s. Давайте, я вчера без вас накидал CI/CD небольшой, то есть начинаю уже как-то проекты к проду вести потихоньку. Он разрастается, становится каким-то ебанутым. Workflow на гитхабе накидал. То есть он сначала тестирует. Я работаю в дев ветке, потом пытаюсь ее мержить. И он запускает тестирование. Если тестирование неудачное, то это уже за мной решение, мержить или нет эту ветку. Желательно, чтобы тестирование прошло успешно. Тестировать будет на гитхабе. I'm living in the 80s. I'm push. О, мама звонит, пятсек. Сейчас скажу.
Так, 80s. I'm living in the 80s. I'm push. 80s. Так, ребята, надо кочегариться. Ну как кочегариться, когда в мире столько всего интересного, можно посидеть на ютубчике. На самом деле, сегодня наконец-то в Viewmaster курсы вышли. MyPath. View 3, View 2. Welcome to ViewMastery's Intro to View 3 course. We're going to take a journey through the View universe to explore the technology and build a solid foundation of View skills so we can build upon that to head towards View Mastery. This course is your first step along the way, and on our platform we have a whole library of courses you can. Как мне списком вывести my dashboard? Intro to recommended courses. Это прям курсы. Advanced components. То есть это вот весь курс из 12 видео. Advanced components. Бля, как же неудобно. Пиздец, вообще неудобно UI. Пиздец, неудобный UI. Потому что когда ты работаешь с образованием, когда тебе нужно структурировать информацию, здесь она не структурирована. Тут она просто как дерьмо выложена тебе. Просто вот тебе это вывалили все, как будто на тебе сделано. И сиди. Deep dive with Evan View. Familiar with in order to really understand everything that he's talking about, from the DOM Привет, Зим. DOM to render functions to the three modules that make up the View core. In this video, I'm going to give you a bit on the screen. So if we load this HTML into the browser, our browser creates these nodes, which it uses to display our web page. So this HTML maps to a series of DOM nodes that we can then manipulate. Какой проект сейчас делаешь? Свой сайт делаю. Using JavaScript. Финансовый стриптиз. So to interact with the DOM, we can write JavaScript that looks like this, retrieve this element, we can change its text content to new heading, which updates the node, and then updates our browser. Web pages can have a lot of DOM nodes, which means DOM trees can have thousands. Как мне это покачать? Слушай, ну вообще, конечно, здесь, ну вот это приятно сделано, что здесь еще текстовая расшифровка. Просто у нас всего 2 дня, 11-12 доступ к этим курсам. That's why we have frameworks like Vue to do the heavy lifting for us and make a lot of these JavaScript calls. However, searching and updating thousands of DOM nodes can obviously get slow. This is why Vue and other frameworks like it have something called the virtual DOM. The virtual DOM is a way of representing the DOM using JavaScript objects. For example, this HTML can also be represented by a virtual node, which looks like this. As you can see, Ну, короче, это просто как объект в JS он хранится. Что тоже, кстати, не zero cost. Это дело объекты в JS жрут и память и все остальное. it's simply a JavaScript object. Vue knows how to take this virtual node and mount it onto the DOM, which То есть, на самом деле, мы свой видом можем накидать. Я не знаю, насколько там сложная работа под капотом, но вот такую структуру, такую абстракцию вы можете сделать и самостоятельно в JS. updates what we see in our browser. There's actually another step in here where Vue creates a render function based on our template, which returns a virtual DOM node. Render functions can look something like this. When a component changes, the render function gets rerun, which creates another virtual node. We then send the old vnode and the new vnode into Vue to compare the two and make updates in the most efficient way onto our web page.
An effective way of thinking about the virtual DOM versus the actual DOM are the blueprints and the actual building. Let's say I've changed some data on the 29th floor. I've changed the layout of my furniture and added some kitchen cabinets. There are two ways I can make these changes. First, I can demolish everything on the 29th floor and rebuild it from scratch. Or I can create new blueprints, compare the old and the new blueprints, and make updates to do the minimal amount of work. This is kind of how the virtual DOM. Ну, то есть, да, мы сравниваем текущее значение в доме и в виртуальном доме и апдейтим только те части, которые изменились. Сколько по времени планируешь стримить? Дофига сегодня. Сегодня буду до того сидеть до вечера. DOM works. And View 3 has become even more efficient at making these updates quickly, which is something you're going to learn all about in this course. Vue has three core modules. There's the reactivity module, the compiler module, and the renderer module. Let's go through them one at a time. Но здесь дело не в стримах, а в том, что я буду до того проект делать. Our reactivity module allows us to create JavaScript reactive objects that can be watched for changes. When code which uses these objects are run, they're tracked, so they can be run later if the reactive object Тебе нужно сделать changes. вид, что тебе препод что-то объясняет в смысле. On Vue 3 reactivity, which I highly recommend you take. If you take it before this course, things will be a lot more understandable when we get to the reactive part. Next is the compiler module. This knows how to take HTML templates and compile them into. То есть у нас есть реактивность и компилируемость. Есть некие функции, которые подписываются на изменение этих моделей. But more often happens when a Vue project is built, so that a browser only ever receives render functions. Finally, the renderer module contains code for three different phases of rendering out a component onto a web page. There's the render phase, the mount phase, and the patch phase. In the render phase, the render function is called and it returns a virtual DOM node. In the mount phase, the renderer takes the virtual DOM node and makes DOM JavaScript calls to create a web page. Lastly, in the patch phase, the renderer takes the old virtual node, the new virtual node, compares the two, and updates only the parts of the web page that have changed using DOM JavaScript calls. There you have it, the three modules of Vue Core. Now, let's dive into an example and look at the execution of a simple component. Объясню, когда сейчас ситуация расчется, бы меня пока проверяют, и мне нужно делать вид, что, мол, я работаю, у меня обучение на работе, тренды. So here you can see my simple component, and it has a template and a reactive object which is used inside the template. First, the template compiler changes the HTML into a render function. Then the reactive objects are initialized using the reactivity module. Next, inside the renderer module, we enter the render phase. This invokes the render function, which references the reactive object. We now watch this reactive object for changes, and a render function returns a virtual DOM node. Next, in the mount phase, the mount function is called using the virtual DOM node to create the web page. Lastly, if any changes happen to our reactive object, which is being watched, the renderer invokes the render function again, creating a new virtual DOM node. Both the new and the old virtual DOM node get sent into the patch function, which then makes updates to our web page as needed. Okay, with this information, it should be a lot easier to get through the information that Evan's going to throw at you in the next few lessons. Hope you enjoy it. А он будет автопереключение делать? Так это и есть Evan Yu? Вот он. The most important one is that it completely decouples your component rendering logic from the actual DOM and makes it more straightforward to reuse the runtime of a framework in other environments. For example, Vue allows third-party developers to create customized rendering solutions that targets not just the browser but also native environments like iOS and Android.
It is also possible to use the API to create a custom renderer that directly renders to WebGL instead of DOM nodes. So in Vue 2, we in fact already have this capability. However, the API we provided in Vue 2 was not officially documented and required forking our source code in order to maintain it. So that places a lot of maintenance burden on the developers developing these custom solutions. In V3, we are making the custom renderer API a first-class API, so developers can directly pull in Vue runtime core as a dependency, and then leverage the custom renderer API to build their own custom renderer. In fact, we already have early users reporting that they've successfully built a WebGL renderer using the Vue 3 API. Another important aspect about Virtual DOM is it provides the ability to programmatically construct, inspect, clone, and manipulate the desired DOM structure before actually returning it to the rendering engine. And you can do all of this with the full power of JavaScript. Now, this ability is important because there will eventually be certain cases in UI programs. Здесь он объясняет, что вы можете кучу вычислений в виртуальном доме проводить, а потом уже конечный результат пушить в реальный дом. И это достаточно, да, сильно бустит перформанс. Programming, where the template syntax will be somewhat limiting and you just need to have the full flexibility of a proper programming language to express the underlying logic. Now, such cases is in fact pretty rare in day-to-day UI development. It happens more often when you are authoring a library or authoring a UI component suite that you intend to ship to be used by third-party developers. Let's imagine components like a complex type ahead box or an input box associated with a bunch of tags. These type of components typically contain very little markup, but they will contain a lot of interactive logic. And in those cases, the template syntax sometimes will actually restrict you from expressing the underlying logic easier, or sometimes you will find yourself putting a lot of logic into the templates, but you also still have a lot of logic separated in JavaScript, whereas render function allows you to sort of combine all the logic in one place, and you typically don't really need to think too much about the markup in those situations. Вообще, желательно все это записывать и заучивать, ребята, если честно. Прям важно. Чтобы мы конкретно могли объяснить, что именно происходит вот сейчас, что мы делаем, и как это должно происходить. Что происходит, когда все это запускается? Templates will get you where you want to go in just writing out the HTML like 99% of the time. But every once in a while, you might want to do something more programmatically. And in that case, you want to code up a render function. Yep. And what does a render function look like? So a render function Вот, render function looks like this. So this is an option in your component definition. Instead of providing a template option, you can give your component a render function instead. In Vue 2, you will receive the H argument that we talked about earlier directly as an argument to the render function. And you can use that to create what we call virtual DOM nodes, or V nodes for short. A V node takes, the first argument is the type. So here we're creating a div. The second argument is an object containing all the data or props on the V node. In V2, the API is a little bit verbose in the sense that you have to be specific about what type of binding you're passing to the node. For example, if you want to bind an attribute, you have to nest it under the attrs object. And if you want to bind an event listener, you have to nest it under on. And the third argument is the child nodes of this V node. So directly passing a string is a convenient API for you to say this node only contains text children. But it can also be an array that contains more child nodes. So you can have an array here and nested with more nested H calls. Now we changed the API with the goal of simplifying it. Больше всего меня бесит в JS, что я до сих пор все, что фигурные скобочки, называю объектом, а не array. Все, что квадратное, это array, типа. Надо опять посмотреть, как грамотно. The first notable change is we now have a flat prop structure.
In a sense, when you call h, the second argument now is always a flat object, and you can directly pass an attribute to it. Here we are just giving it an ID. And event listeners, by convention, will start with on. So anything with on will automatically be bound as an event listener. So you don't have to think about the nesting that much. In most cases, you also don't need to think about whether this should be bound as an attribute or a DOM property, because Vue will intelligently figure out the best way to do it for you. We in fact check whether this key exists on the native DOM node as a property, and if there is a property, we'll set it as a property. If it doesn't exist, we'll just set it as an attribute, and it has been working out well so far in practice. I know that the original sort of virtual DOM implementation, you took inspiration from other projects. Yes. Is that correct? There was a library called SnapDOM, which was Vue 2's virtual DOM was essentially forked from that. Okay. Yeah. And then Vue 3, the way you coded it here, is this just improving upon the patterns from Well, Vue 2? Vue 3 was kind of a complete rewrite. So Nice. pretty much from the ground up, everything is just custom. Obviously, there are existing algorithms or say like node diffing, because these are areas that we've seen the community doing extensive research on. So if this is built upon knowledge of all these previous implementations, but the code itself is now written from the ground up. Wow. Yeah. And that's all in TypeScript, right? Yes, all in TypeScript. Nice. Yeah. То есть в Vue 3 написано на TypeScript. То есть смотрите, ребят, адепты, которые говорят, что TypeScript замедляет. Приложение, разработанное, весь Vue сам на TypeScript написано. А Vue быстрее React. Is the H helper is now globally imported directly from Vue itself. This change mainly comes from the frustration from some users when in Vue 2, because the H is passed here and in Веб-шторм, привет. special because it's bound Фора to за the Horizon. component instance. Я перед тем, как подрубить, посмотрел, чем ты там занимаешься. Опять играешь. Привет, Кэнди, привет, Веб-шторм. Рейдеры, да, Кэнди. Лови рейдеров. Ребята, мы проходим, короче, на Vue Master с 10 до 12 числа платные курсы открылись. Если что, это платные курсы на Vue Master, вот мы сейчас их смотрим. Игровой стример, да. 144 Гц, и как тебе тема? Я сильно заметил разницу между 60 и 144. Бешеная, огромная разница. Гига разница. Один в Доте, другой в Horizon, а ты все программируешь, ты на другие, да. Нет, ребята, я очень хочу играть. У меня ломка дикая. Дикая. Ёбаный сайт Vue чуть не оглох. Там видос на авто. Да, я тоже, я чуть не умер, я чуть инфаркт не схватил, когда зашел на Vue Master. Зарегайтесь, и вам дадут 2 дня бесплатно смотреть все курсы здесь. Которые были до этого платные. Я хочу это все выкачать себе. Типа render function изменился у него. HD, ID, full, on click, with on click, hello. Зарегайтесь, и вам дадут. Да. Надо найти приложение. Есть расширения для Chrome, которые позволяют выкачивать видосы. Intro to how render function really looks like in Vue. Suppose we have a component, a Vue component. Что, не понял? Но пока это, если что, для deep dive, то есть это для профессионалов я видосы выбрал. Самые сложные видосы включаю сейчас. И пока что, во-первых, не особо о чем-то. Ты по приколу смотришь? Нет, конечно. Вот сейчас я жду что-то уже конкретное. The template option, but in order to use render functions, we can replace that
with Хиросима или a function called Нагасаки. render. А может пососи And по Сасаки. in view 2, we would receive something called h. Here the arguments. Что, опять Ивана Вью оскорбляешь? Я, кстати, не знаю, Иван Вью, наверное, из Китая. Эван Ю. Непонятно, откуда он. Ну, по-моему, из Китая. Поэтому не то, Кэнди. Это японцы. Import h from view. And we can use that to say return h div. So this would be the equivalent of a plain div in your template. Right, and that returns a JavaScript object representation. То есть вы смотрите, вы можете рендер функцию, аналогичную с Vue 2, вытащить прямо из компонента, ну, из фреймворка, и свою рендер-функцию написать. Of the div. Exactly. Which then your virtual DOM, like, compiler, is it the compiler that takes that? The renderer. The renderer takes that and then it actually does the DOM calls to bring it into the browser. Exactly. So we can give this virtual node some what we call props. So hello. So this would result in something like div id equals hello in the final DOM. And then you can give it more nested children. So you can have, say, span world. So this would result in something like span world div. Вот, то есть понимаете, что это просто массив, точнее, это объект, короче, состоящий из пропцев, вот и все. И потом это все рендерится в дом. Похоже на React, на самом деле. В React, в JSX ты, по идее, то же самое делаешь. Yep. Now we know how to generate a static structure, but some of the common questions when people first start using render function is how do I do, say, vif or v4, right? Because we don't have, say, like vif or something like that here. Yeah. Instead, То есть, смотрите, я могу прям render function использовать, поэтому это advanced. Это самое такое жесткое обучение, потому что здесь он объясняет, что я могу прям прогать так. Я могу прям прогать так, а не темплейты писать. directly with JavaScript. The equivalent of something like vif equals okay would be, we can use a ternary, so something like this dot okay. So if we do apply that to our little root div here, so you can say this dot okay h. So I like to format my ternaries this way. So I'm gonna do that here, just so it's easier to understand what's going on. Right. So this is the equivalent of having a VF. When true, it will render the div, and when it's false, it'll render the P instead. Again, this is just JavaScript. If you want to have v else if, you would have to do this dot other condition, and you will have to nest the ternary like this. Or I guess you could probably А кто-нибудь юзает это на самом деле? Exactly. add the different Yep. So nodes onto that variable. So this is useful when you have to say nest this whole thing in a single expression call, but you don't have to do that, right? So here's the flexibility of JavaScript. You can say let node to return, and if this dot okay node to return equals Let node to return. Okay, node to return. some condition, else if. Now this looks a bit more like normal JavaScript, and in some cases would make your code easy to understand as well. So with JavaScript, yeah, remember it's just JavaScript.
So inside render functions, you can, when your code becomes... Я юзаю в TreeRap из-за того, что юзаю UI кит, где нормально не сделали слоты под темплейты табличных данных. Приходится ебаку писать. Не, просто может это дает буст к перформансу, в отличие от классических темплейтов. То есть если мы берем такой синтаксис и рендерим в React Way, может быть это работает быстрее, чем вот такое. Хотя вот это все рендерится во время билда, по идее, вот в такой код. Да, да. Во Vue в это и рендерится. Этот... так это еще TypeScript. Это dist. А где конечный результат-то? Ну это надо билд запускать, чтобы посмотреть конечный результат. Так, смотрим. Так, сейчас я найду, где ты. H from view, да. Computer ты H дергаешь из view. Return H. End tag. Row name. Вижу, да. Да причем это в компьютер ты еще возвращаешь. Ну у тебя дико, ты далеко ушел, конечно. Наив UI используешь. Ты далеко ушел в понимании. Да. И за математику делаешь. Это ради... Все ради стиля. Я вижу, у тебя здесь в основном работа с цветами и прочей штукой. Пиздец. Это жесть. А ты это у тебя еще получается language pack. То есть у тебя еще и функция T вызывается везде. Да? Нет, я не вижу, где ты это T. Ну да, по-моему, T оттуда идет. Use, вот она. Лютая дичь. Ну, на самом деле выглядит как профессиональный код. Может, я, конечно, и страдал, когда я его писал, но выглядит мощно. Вопрос... Все равно интересно по перформансу. Ну, по идее, ладно, фиг там, наверное, по перформансу особо выиграешь, если уйдешь от классического темплейта в React Way. Я не особо шарю в программировании, но момент такой, зачем вот это все, если можно писать все легче на React, выглядит все понятнее. На Vue вот как все выглядит. На Vue ты пишешь все в HTML. На React сложнее все выглядит на самом деле.
На Vue все проще выглядит. Это просто у нас Vue попался, который, скажем так, максимальный advanced level. Это он, грубо говоря, чуть ли не на ядре это пишет. Это в ViewMaster. Но Advanced я выбрал. Сейчас скажу. Я нажал вот здесь Advanced. И Deep Dive with Even View. View Reactivity. Composable GraphQL. Gmail Clone with View 3. И Advanced Components. А Gmail клон, они вместе с защитой, которую Gmail у себя держит на фронте, надеюсь, билдит. Тогда это топ. Becomes a bit more convoluted. You can just use normal JavaScript refactoring techniques to make them easier to understand. So we talked about the Поэтому React выглядит сложнее. if and v4. Он, грубо говоря, более замусоренный. То есть, если ты откроешь какое-то сложное React-приложение, там просто ад какой-то. Something like Хотя на Vue, наверное, то же самое будет. equals item in list in JavaScript in render functions, it would look more like this dot list dot map item. And inside this, you would then return a corresponding item. And you can key them as well. So item.text as well. So this is rendering lists inside render functions. Another thing that you will deal with a lot in render functions, in fact, you will probably always have to deal with this, is slots. This is because typically when you are writing a markup heavy component, or what I prefer to call them feature components, that are components that's related to how your app looks, the layout structure, the actual markup that you're displaying to the user, right? For those type of components, I prefer to always use templates. The only occasions where I actually have to use Ты написал на React проектик один, все коряво, но победили в конкурсе. Красота, ты когда добавишь смайла, когда избавлюсь от рутони чата. Я сейчас его увожу. Мне надо все переделать тогда, мне нужно в OBS-ке встраивать другой оверлей. render functions is when I'm writing something that is utility-based components, a component that sometimes would expect to take some slot content, wrap them up, or manipulate them in some way, right? That's actually the most common cases we're using render functions. And in order to deal with slots inside render functions, you usually grab them off this $slots, and in v3, so the default slot will be exposed and this $slots.default. In v3, this is always going to be a function if it is there. So if there is nothing provided to the component, this will be undefined. So you'll have to first check it that it exists, then you can call it. And this will give you the slot content, which will be an array of vnodes. So if it exists, it will always be an array. Now the thing is, if you're familiar with А поставь, так мне надо будет чатерейна подключить к OBS. Надо же будет оверлей, надо будет внешку настроить вывода чата на экран. У меня чат на экран выводится, мне придется опять с этим ковыряться. scoped slots, we can pass props to a scoped slot. So passing Это займет времени, я час точно проложусь. Пока чатерейна подключу, пока настрою, пока потом посмотрю, как пробросить оверлей чата в OBS, пока там. Чат от VRAP возьми. У меня проблема в том, что я все равно с рестримами завязан. Если бы я только на Твиче сидел, то это да. Тогда у меня огромное количество возможностей. А так как мне надо мультистримы, то от этого геморрой. Because it's an array, you can directly put it in the children position of another element.
So you can compose this as much as you want. And one powerful thing you can do with slots. Ну просто представьте, сейчас я должен записывать видео и выкладывать их везде. Ну то есть у меня сейчас в очереди уже 25 стримов. Фишка в том, что у меня 25 стримов сейчас записанных, у меня уже места нету, я уже не знаю, куда их складывать. Мне их надо хотя бы как архив куда-то заливать, а залить там, ну, наверное, 1,5 терабайта уже они весят. Это надо сидеть, в ВК их лить, на YouTube лить, и смотреть, где там музыка, где не музыка. Это до хера работы, то есть. Это я должен стримить 5 часов, а потом еще несколько часов их заливать. Say manipulate the slot in some way. You can inspect them because it's really just an array of JavaScript objects. You can filter them. You can inside the map. You can say wrap them in something else if you want to, right? So what would be a good example here? I wonder of like wanting to intercept that and change the slot data. Okay, so let's find an example. Imagine we have a stack component. I've seen this in some of the UI libraries where a stack component is a layout component. You can use it like this. So you can say stack size equals 4. And Что такое stack? You can say div hello. Right? You can pass it a bunch of things, and then you can have nested stacks. And the render result is that it will wrap every direct child passed to it with some margin. When you nest stacks like this, you get the nested margin layout. Okay. Kind of like. Сейчас хочу начать один проект делать на реакте, начать более глубоко изучать это, ибо я до джуна еле дотягиваю, наверное, веб-сокеты изучить, ибо многопользовательская игра будет. Но так лень, ибо тяжко, когда из дома и один делаешь. Сложно заставить себя делать то, что-то, короче. Возьми мой путь, устройся на автомойку, ты сразу захочешь что угодно дома делать. Я охуенно сейчас сижу, я готов сидеть до вечера, я готов здесь за компом умирать, мне похеру. Потому что альтернатива, это сейчас я бы сидел и ебашил бы машины просто одну за одной. Или еще бы постоянно заходили ко мне и ебали меня, говорили, ну ты хуила, давай быстрее, давай, блядь, здесь по 3, здесь по 3. Давай языком здесь вылежи. Okay. Right, so the desired render output of this will be something along the lines of class equals stack, div hello, another stack. Oh, actually, each of this will be wrapped with something like this. So MT4 is a utility class which will give it some margin. Ну я понял, что такое стак. Он трансформируется. And then you'll have another MT4 here that wraps another stack. So this is the same thing here. Right, so it just creates a bunch of wrapping elements. The only purpose of this is to give some extra padding or margin for layout purposes. So how do we do this, say, inside a normal template? На самом деле, когда я это смотрю, мой мозг идет в отключку в любом случае. Уже тяжело, потому что он объясняет то, что я еще не использую. Template-based syntax. Because what you want is all of this is. Я не очень понимаю, что Эван Вью от меня хочет. Он хочет доебаться до меня. Inside the same slot. They're all the default slot. With the template syntax, the only thing you can do is to render this part in one shot as is. So inside the template, there's no chance for you to say programmatically walk through each item inside the slot and then transform them into something else. Okay. But you can do that with render functions. Makes sense. Right? So if we were to implement a stack component like this,
In fact, let's keep the example Бля, хотел бы я... Он же, получается, разработал Vue. Прикиньте, насколько он просто и глубоко все это понимает. code here, and А мне, получается, чтобы разрабатывать на Vue, надо сначала понять, что он там понимает, а потом уже а потом уже делать еще саму работу. То есть его работа это делать Vue, а моя работа это делать сайты на Vue. Сайты, приложения или еще что-то на Vue. we'll just rename this to stack, right? So we got the default slot content. What we want to do is to first wrap everything inside a class stack, right? That's the main wrapper. And Поэтому now we can вроде add с ним- something Мы вроде с ним вместе, но на самом деле нифига. into it, and we can simply do slot.map child return hdiv class. So this would be empty, and we can say this dot props dot size, and we give the child. Но объясняет, кстати, он хорошо, действительно. Даже несмотря на то, что это advanced level, я понимаю, про что он. То есть он вот эту конструкцию разбирает в обычной рендер-функции, как бы это выглядело. So we are using a slot.map to generate a new list of vnodes where the original slot child is wrapped inside. With this, let's move this into a stack.html file so that we can actually see it working. I'm gonna just grab Vue 3 directly from the CDN, div app, and we're going to take this raw markup here. So notice we are using ingdom templates, so the uppercase will be converted to lowercase, but in this case it'll work just fine. We'll say, sorry, I'm going to take this over here. Const h create app equals view, and we'll say create app components stack mount app. Do we need to add a template? Он это писал, все, и ему так легко это дается, потому что это его разработка. Грубо говоря, если бы вы написали какую-то CMS-ку, и все бы на этой CMS-ке делали сайты. А вы-то бог этой CMS-ки, вы же ее написали, вы не разбираетесь лучше всего. This is the root component. If it doesn't have a template, and when you mount it to app, it'll just take this as the template. Oh, wow. Yeah. So that's the same as Vue 2, where when you do new Vue without a template, it'll just use the ingdom template as a template. Oh, okay. Yeah, but if we want to be extra clear, we can still just do this. Right. Cool. So one thing we want to do is give it the styling. So we'll say MT4 will give you maybe a margin of 10 pixels. And let's open in the browser. As you can see, Wow. it gives you that stacking effect. So if you stack it further, you get this type of layout effect by doing that into a component. Wow. Nice. Yeah. So this is a very practical example. In fact, I got asked of this by Adam Wantham, the author of Tailwind CSS. So he was working on Tailwind UI, and he came up to me and say, "Hey, how can I do this stack component if I'm using only templates?" And my answer was pretty much, "Oh, it's in fact very hard in templates. So, but you can always use render functions." And Смотрите, короче, вся фишка этого видео про то, что он сделает древо бесконечной вложенности. Кстати, у меня на текущем проекте то же самое. И он сказал, что на темплейтах это тяжело сделать. Потому что, получается, темплейт должен сам себя вызывать. Это же рекурсия.
Но это очень легко сделать, если вы используете рендер со view компонентом. It's pretty straightforward if you use render functions. So I think this is a good example. Это where очень хороший пример. authoring these low-level utility components. Sometimes you would really just run into situations where render functions make more sense. But with that said, it is also important to understand the pros and cons of each approach. And hopefully the whole purpose of going through all of this here is for you to better understand under what situations you should use templates or use render functions. Right. And so it's basically when you run into a limitation inside using a template and you're trying to do something like we just saw, it might be beneficial to use a render function instead. Yeah. Блин, этот мужик так себя поглаживает просто за шеей. Пиздец. Просто сидит, смотрите, себя поглаживает там. Охуеть просто. Что это значит? Ухо теперь. Я теперь свое ухо сидит мнет. Теперь свои бакенбарды трет. Nice. Yeah. And in general, from my experience, this happens more often when you are authoring utility reusable components that's intended to be shared across multiple applications or shared across inside an organization. And in day-to-day development, where you're mostly authoring feature components, templates would typically be the more efficient way to go, because template has the benefit of being easier to optimize by the compiler, especially when you have a lot of markup. Other benefit of it is it's easier for designers to take over the component and style it with CSS. So Vue provides both so that you can pick the right tool for the job when the occasion arises. Окей, это он объяснил. Погнали дальше. Ну, у меня сейчас башка уже взрываться начнет. Потому что я только впервые увидел про эту рендер-функцию аж. So this is what we call the template explorer. We have one for Vue 2 as well, but the Vue 3 template explorer. Server-side render. Контекст push parent. Ага. Explorer is much more feature rich and in general much more useful as well. So as you can see on the left we have the source template, on the right we have the generated render function code. What do I use this for? So this is during development I actually use this for debugging the compiler directly. So if I have something that's not working as intended, I just paste in the source template, I can directly see what the code is generated and see what has gone wrong. If we типа это template explorer, то есть вставляешь сюда свой темплейт, и он показывает, во что это превратится в конечном счете. we look at the template explorer, there are a bunch of options here, so we can enable certain types of optimizations. For example, if we have a nested div, so this div is completely static, we can turn on this and see that it is indeed hoisted out of the render function so that it can be reused on each render. So this render function will be called every time the component updates. Once a node is hoisted, it's created once outside of the render function, and on every subsequent render, it will be just reused. Хорошо, но помимо этого, ребят, надо учиться, надо уметь учиться. Типа, по факту мне надо все равно это конспектировать, мне надо это учить. Хоть как-то. Потому что то, что ты смотришь видос, ты потом ничего не запомнишь. Тебе кажется сейчас, ага. А потом через день ты нифига не вспомнишь. Right here. So this has two benefits. First is avoid recreating the object and then throwing it away. So that's a less garbage collection. Another benefit of this is in our patching algorithm, when you see two nodes at the same position with strict equality, we can just skip it because we know it will never change. So yeah, there are a number of interesting optimizations. Another interesting optimization Где сегментами видео is when выдается. you have a clip Это как listener. стрим. We can notice that
we're binding the click listener, and the compiler generates something called a patch flag, saying this node has props, dynamic props, that needs to be patched. And the name of the dynamic prop that needs to be patched is onClick. Typically with a naive virtual DOM rendering algorithm, no matter how many things is on the div itself, this whole object will have to diff as a whole. So even though from the template we can see that ID is in fact static, which will never change, we still need to walk through this whole object just to be sure that it didn't change, because the runtime doesn't have enough information to infer that. However, with Vue 3's compiler, so this patch flag combined with this array here provides enough information for the runtime to know, okay, so there are props that will change, but the only prop that could potentially change is onClick, because it's binding to something that's exposed on your component, so you may decide to change it at a certain time. So this allows us to skip the object enumeration on these props and ignore all the props that the compiler has inferred that will never change. Okay, so what I'm getting is you've figured out a lot of ways to do performance optimization. Exactly. In the virtual DOM. When things change, you're not checking the entire node and all of the attributes and all the elements. You can just check specific things by adding kind of like hints. Exactly. These are compiler generated hints to help the runtime be more efficient. And this is not something that can be easily done in manually written render functions, because analyzing JavaScript is much more difficult than analyzing templates. All right, because what we're looking at here is the generated render function. Yes. And you were using this to make sure it was generating all of the right code. Exactly. But this isn't necessarily what you would use to create your own render functions. Yeah. Okay. This looks a lot more verbose than the code you would write yourself, because the compiler is always prioritizing being more optimized, being more explicit, but like you have to actually pass null and all that. So this is because we want the function calls to always have the same amount of arguments so it can be more efficient. Okay. But in the user exposed H function, as we will see in a moment, there are a lot of convenience that we provide to make it easier and more fluent when you're using the API yourself. So we just look at this click handler. Now we know that on this node, every time it's being patched or diffed, we need to look at the onClick to make sure it did not change. But in a lot of cases, when you bind an event listener, you don't really ever intend to change the event handler. So there's a option which is turned on by default when you use Vue 3. Notice we're using some smart JavaScript to cache the event handler. We turn it into an inline function and cache it on the first render. So on subsequent renders, we will always be using the same inline handler here. So we'll always be passing it the same function, but the function inside will then access ctx.onClick, which guarantees that it's always the latest function that will be called. What this means is we can notice that the patch flag and the onClick array is gone. So this means now this V node, when we try to patch it, it doesn't actually need to be patched at all, because this is static, right? This event handler is cached already, and when it's called, it'll always point to the latest onClick. So even if onClick changes underneath, we don't need to do anything to the V node itself. We just found the same event handler once and we can forget about it. So now this whole node can be skipped entirely during the patch process. So that's another level of optimization. Now this is particularly important because on components, if we're adding the event handlers to components, one of the most common cases where we cause child components to unnecessarily re-render is when you use something like an inline event handler here. Right? It is pretty common for us to write inline event handler like this. Or when you do foo and you pass it an argument here, this is also implicitly an inline handler. So all of these in Vue 2, even if nothing has changed
for this component here, it will still cause the child component to re-render when the parent component re-renders. And in large applications, this can cause a cascading effect because you're passing the functions down. А еще у нас есть TG, TikTok, YT, Insta, Google, GetViewers Pro. On every render, you are creating a new inline function, which will cause all these child components that receives that prop to re-render as well. So in V3 with handler caching, this essentially reduces a large area where unnecessary render happens in a big component tree. So that's a decent performance improvement as well. In fact, this is a very common pitfall in React as well, which is why there is an API in React called useMemo or useCallback. They're pretty much the same thing, is that allows developers to manually cache an event handler like this so that to prevent child components from re-rendering. But in V3 with templates, we can do that automatically for the user, so you don't need to ever think about it. Wow. Yeah. That's great. What's the difference between a block and a vnode? Cool. Okay, so let's go back to this example, and we see that the root div is created as something called a block. So we have a template structure like this. On the right, we see it hoisted, but let's not worry about it for now. Imagine this is a manually written, non-optimized virtual DOM tree. On an update, we want to make sure that the DOM structure is consistent. If this were manually written, then the runtime will have no information about whether this DOM tree structure is stable or not. It cannot make any assumptions because potentially the node order may have changed, or this could have changed from a div to a p, right? Anything can happen when it's JavaScript. So the runtime have to be extra safe. It has to essentially check every node to make sure it did not change into something else. If it has props, it has to diff all those props to make sure no props have changed. And when it comes to children, it in fact will have to diff the toChildren array to make sure they haven't moved around, or there's no new children being added or children being deleted. And just to be clear, we're pointing at HTML code, but really what you're talking about is manually written code. Is the virtual DOM The nodes. virtual DOM structure, yes. Right, which kind of looks like JSON. It's like a bunch Exactly. of JavaScript objects. Exactly. Okay. If we have a render function and we were to replicate this same template that we just saw, we would have something like hdiv, then give it an array of children. Энди прогнал негодяя. We will end up with something like this. So you can imagine the final JSON structure will probably look something more like, so here I'm just illustrating what the underlying data structure might look like. Right. So this is all a giant nested tree of objects. And so basically the render function creates the VDOM, which you're writing. Exactly. So when we call this, the generated JavaScript structure will look something like this. And with a plain structure like this, the job of the renderer on updates is it will have two snapshots of virtual DOM trees like this. And some parts of it may have changed. For example, this may have changed from hello to message on an update. But the renderer doesn't really know what has changed if we didn't provide more hints to it. Right. So it has to go through a relatively brute force algorithm to recursively walk this whole tree, compare the old nodes and new nodes to figure out what has changed. And that, in general, is fast enough in most cases. And by fast enough, I mean, if you build a small to medium-sized app, you probably won't really notice any performance bottleneck because modern JavaScript engines are really well optimized for dealing with plain objects and iterating through all of them. However, when you have a large application, eventually these small iteration costs add up, and that is when you start to notice, say, when you click something, maybe there will be 10 components in your application being triggered to re-update at the same time. And that is when the JavaScript cost starts to add up, and that could be jank or stutter, app responsiveness. So that's the moment where people start to look into how I can manually
optimize my component tree to avoid unnecessary renders. And that's where Vue excels at is we try to let the framework be smart so that you don't need to even worry about this kind of stuff. Yeah, so you've added a bunch of hints and optimizations to how this is done. Exactly. So let's get back to the block idea. Давай, Клин. Here we can see that, well, this is probably not a perfect example because it should Короче, be static, so это it's being ок, listed. да, но мне бы... Я все-таки немного не на advanced левеле. Я сейчас скажу я где. Я intermediate. Мне нужно идти на формы, на пинию. Типа прям вот это... Сейчас он мне объясняет про рендер, про видам, про virtual дом свой, и я охуеваю сижу, я уже готов в окно выкинуться. Да на самом деле это все понятно, окей, мне где это применять-то? Во-первых, мне это применять, во-вторых, через месяц я об этом не вспомнил. Поэтому, конечно, мне, допустим, интереснее формы, но я не уверен, что это Vue, Evan Vue будет объяснять про формы. From login and registration screens to checkout pages, forms are arguably the most important and valuable tool for communicating with the end users of our applications and collecting valuable information from them. Vue makes it fun. Я в своем проекте застрял на том, что у меня в формах хэширование. Криптография, типа, базовая. Вот она. И я не могу это никак в Next заставить работать. And easy to build a wide array of forms, ranging from single input forms, like a search bar, to very complex schema-driven forms, thanks to its component-driven architecture and reactivity system. Vue is, of course, a component-based framework, where we can create a bit of code and reuse it throughout our application in a package container called a component. These components communicate with each other via props and events, and through these connections we create a dynamic application. Forms in particular benefit greatly from encapsulating the logic of input elements into components. As our applications grow, our forms usually grow too, and having forms that are built without components usually becomes a ticking time bomb. At some point, you might need to change the look and feel of your elements, or perhaps make them behave differently in relation to their label, or even introduce. Хорошо, давайте так подытожим. Я сейчас смотрю прям курс от создателей Vue про Vue. И будем делать, ну, вот эта тема окей. Это сам Evan Vue сидит и объясняет мне, как работает его фреймворк. Соответственно, здесь, скорее всего, тоже все это пруфано, более-менее. И я буду писать именно так, как здесь. Сказано. Type of validation. All of these scenarios become exponentially more complex when your inputs in your form are not encapsulated into components. In this course, we will build a set of components that will handle the most common cases for form inputs in your applications. They will be highly reusable, but В Next, это фреймворк React, понятное дело, мы научились уже делать инпуты, кнопки, все это с пропсами прокидывать. То есть там тоже далеко ушли. На state management там подохли. but also adaptable to scale for any На сторе, да. Стора там пиздец какой-то. of your application needs. While building these components, we will reinforce the fundamental concepts of how components communicate with each other and your form through props, events, listeners, attributes, and so on. We will go through the best practices on how to capture and submit our forms, and finally, we will touch up on the basics of accessibility. With these concepts and new tools under your developer tool belt, you will be able to understand and build any range of forms for your own applications. In order Они говорят, что после этого туториала я смогу делать формы любых размеров. to get the most out of this course, you should have experience with the following topic: a basic understanding of what vModel is and how it interacts with native Окей, elements. vModel, окей, мне нравится. vModel я так и не понял. Я понимаю, что это биндит. Биндит и к инпуту. Мы биндим vModel.
Сейчас вам покажу, про что она. То есть вот у нас vModel, мы биндим инпуты, которые биндит, они связываются с form data, которая имеет реактивность. Короче, гапараша, мне не нравится этот стиль написания кода, потому что все уже как на мусорку похоже. Хотя то, что мне вы скидывали в твирэп, это тоже... То, что Фуку скинул в твирэпе, это тоже пиздец. Это просто пиздец. I recommend that you check our Intro to Vue 3 course. We will incorporate these concepts while focusing on how Vue 3 simplifies and empowers form component composition. Ready to jump in? See you in the first lesson. Надеюсь, они рассмотрят error handling, base input, base select, auto importing, base checkbox, base ratio, submitting forms, basic 11i for our components. Я не знаю, что за A11Y. Где ебучая validation на фронте? Хотя бы базовый validation. Потому что можно зод прикрутить, но я не нашел нормально, ни одного нормального туториала. View forms. Вот. Validation это отдельный. Окей, PS5 с плюсом. То все, что касается форм, это должно быть еще и с validation. А давайте сразу validation возьму. Похер. Окей. Мне сразу интересно, что они validation. V-validate советуют использовать. И UP for validation. И lazy validation какой-то. Мне нужно validation, который учитывает ошибки на бэкэнде. As the data it collects from your user, allowing your users to submit forms with required fields left blank or not checking that an input's content is what you're expecting. Not checking input. Сейчас я сделаю погромче. Сильный. На 10 децибел ебанул вверх. Так что смотрите, не оглохните. Can lead to unusable data and unreliable databases. Simply put, a form that does not collect the data that you need as you need it is not serving its full purpose. In this course, we're going to learn how to validate any form inside a Vue 3 application. Кстати, интересно то, что take, зачем нам нужна валидация? Потому что нам нужно собирать данные в базу данных именно в том виде, в той форме, которая нам нужна. Для чего все это предназначено? Это collect data. Сейчас нам нужно валидировать эту дейту. By leveraging the power of vValidate. Form validation can get very complex very quickly. To do it right, you'd need to handcraft everything from connecting your inputs into a central parser to check the validity of your data, to creating custom roles and handling different input states. While you could do that all from scratch, your precious development time is better spent on building application logic, polishing the user experience of your form. Согласен, что мы должны уйти от каких-то огромных конструкций, и я должен уже бизнес-логику проекта писать, а не сидеть формы переизобретать. And ensuring it's highly accessible. By implementing a plug-and-play solution like vValidate, you'll free up more time that can be devoted to these considerations. Throughout this course, we will learn how to use vValidate and validate both a single input in our application and then grow that to validating a full form with a defined set of rules. Next, we will learn together how to check and present validation errors to our users as they progress through filling out our forms. We will explore the different ways of obtaining information about the state of our forms. For example, how to tell when an error is present within a field versus extracting all of the form's errors at once.
Later in this course, we will explore the benefits of using an out-of-the-box validations method library, YUP, and its benefits as opposed to writing your own. We will implement and understand together the library's best practices, such as how to handle form submit events or the benefits of lazy versus aggressive validation. So if you're ready to feel confident validating any form with this handy validation library, I'll see you in the rest of the course. Европейцы любят много воды полить, ну окей, это типа интро. Вот что касается Advanced курса, здесь действительно мало воды. Здесь типа тебе дают чуть-чуть писечку, интро, а потом тебя начинают ебать. Заходит Иван Ви и начинает тебя ебать своей внутрянкой. This lesson, we're going to get started with vValidate and validate our first form fields. If you haven't done it already, please grab a copy of the course's repository from the lesson resources below. I've set us up with a sample login form. Так, форум, submit, prevent on submit, base input. То здесь на компоненты все разбито. Есть базовый input, есть базовый button. И здесь используется... Сейчас давайте хотя бы это. Composition. Или Options API. Я до сих пор это не могу запомнить. Это Composition или Options? Я сейчас смотрю. Вот это вот. Script Setup. Options API это традиционный путь, опции традиционные, а Composition это новый путь, в котором я пытаюсь писать. И из-за него у меня крыша еще больше едет, потому что кода на Composition API меньше в паблике. Вот такого кода Option API, который во Vue 2 еще юзался, его намного больше. И, скорее всего, мне придется отрефакторить все на Option API. Видите, здесь сейчас Composition API какой-то используется. Ну, здесь вообще говнокод, короче, пофигу. Поэтому займемся этим. Где мы? Она сказала репозитория. Чекнуть. А вот. Нет. Это продолжение вот этого курса по формам, который мы с вами смотрели, что мы делаем input, select и прочее. Validation, email input. On submit, alert submit, return on submit. Этап. Я думаю, в этом и была моя ошибка, почему я во Vue запутался, потому что все-таки я ушел с Options API на Composition API, и у меня код выглядит как каша. Не совсем понимаю, что происходит. Мы убираем script setup, делаем export default. И все делаем блоками. Regexp. Regexp. Login from Vue. В 2023 нельзя regexp на email писать. Нужно использовать готовые пакеты. Потому что, за 23 года, я думаю, regexp уже понаписали за вас. Зачем вам этим заниматься? That includes an email and a password field. For the sake of continuity, we're going to be using the components we created in Vue Mastery's Vue 3 form course.
but you can use your own form components if you prefer. The details of how the components work are not relevant for this course. It just needs to be able to model its state to its parent. Also, it would be a plus if it's able to display labels and error messages. With that out of the way, let's get set up by... Короче, если мы используем свои компоненты, они должны vModel к parent иметь уметь display label и могут error messages обрабатывать. Adding vValidate into our project. First, run the following command in your terminal. There are two ways that we can use vValidate in Vue 3. Through a template-based component that is provided to us by the library called Field, or through the use of Composition API. The component approach is the simplest way of using vValidate, but it does require us to use their pre-bundled input component. Since we want to leverage our custom-made components and have as much control over our form as we can, we are going to use the Composition API approach. Бля, я только хотел на Options API перейти. Они говорят, мы будем прогать это в Composition API. The library exposes a few intuitive composition functions that allow us to define which pieces of data on our state we are going to use as fields, which need to be validated. If you have never used the Composition API before with Vue 3, this would be a good moment to take a look at the Vue 3 Composition API course here in Vue Mastery before the rest of the lesson. Let's head over to loginform.vue and start working on validating our email input. Notice that we already have a... Здесь нету CSRF, здесь нету никакой протекции вообще. Эта форма просто торчит и голой наружу. И, скорее всего, backend API тоже торчит голым наружу. И я могу спокойный скрипт на питоне написать, который будет вам на бэк долбить запросами, и вы охуеете. Допустим, ту же... Смотрите, у вас есть форма регистрации, у вас есть email. И email у вас отправляет коды, ну, то есть код подтверждения для регистрации. Я пишу бота, который хуярит вам рандомно сгенерированные e-mail на бэк. И вы просто попадаете в спам-базу, так как вы рассылаете куча почты со своего e-mail клиента непонятно куда. Поэтому без протекции вообще нечего ловить. Куча уязвимостей, через которые вас заебут. Set method where we are declaring an onSubmit method so that our form's @submit event has something tied to it. Let's start by importing the composition function useField from vValidate. The useField function tells vValidate that we are creating a form field that we want to... Вот это у нас Options API. Структура. To have validated. In its simplest form, it accepts two parameters. The first one, a string with the name of the model for this field. In our case, we will simply call it email. The second parameter is a function to check if the value of the field is valid or not. Let's use this function to set up the validation for our email input. We will create a constant email and call the useField function. The first parameter will be a string email, and the second parameter a function that receives a value. We will check if there is no value. In that case, we will return this field is required as a string. Else, we will return true. We have set the name email for our model of this input, and we have created a new function that will validate the email input every time it updates. Notice the form is receiving a value param. We then check if this value is empty, and if it is, we return a string with an error message. Validation functions in vValidate can return either true to indicate that the field is valid, or a string that will represent the error message we will display for the user. Let's take this a bit further and use a regular expression
to check that the value is a valid email address. I'm gonna paste here the regular expression to check for a valid email address. Это пиздец. Просто инопланетный язык. Хотя это похоже больше на маты какие-то. We will then return an Запиканные. error if it doesn't match. Here, we are checking to see if the value that we are getting from the email field passes the regular expression test. If it doesn't, we return a different string with an error that clarifies what we want from the user. This gives us the flexibility to do all types of checks and validation here for our fields and return a different error message for each one. Notice that we are currently saving the result from the useField method in an email constant. This email constant is an object that contains two very important properties. Но очень круто, что из Эда дал мне этот подгон, потому что в валидации формы я сколько не гуглил, вообще ничего не нашел на Vue 3 адекватного. Я сразу начал туда зод пропихивать, я не нашел экземплов, как это вообще сделать. The first one, value, is a view ref or reactive value. We will use this value to keep the data binding between our input component and the state. Let's use this value property of the email object to vModel bind our input in our template. First, we will return the email.value property from our setup function so that we can use it in our template. We are exporting this value property as email so that it is clear in our template what is happening with the binding. We can now go to the template of our .vue file and add a vModel binding to our base input for the email field. We will bind it to the email ref we just exported in setup. Let's scroll back down. The second important property that the useField function gives us is the error message property. Whenever our validation function fails and returns an error message, it will be stored in this property of the email constant. Let's return this property as well in our setup function and bind it to the error prop of our base input component. We will return it here, scroll all the way up, and then bind it to the error property. If we go to our browser now and check this out, we'll see that as we start typing, the validation fires. Since we're not entering first a valid email address, the email property is set and our error message is displayed. It also updates to a valid email as I type it. This is working great so far, but I want to do a bit of cleanup with how we are setting up our email constant and briefly talk about JavaScript destructuring. Notice how the useField method returns an object. In this object, there are quite a few properties, and we're capturing them all as a full object inside the email constant. Then we go ahead. Return. Так, окей. UseField возвращает объект value error message. And access those properties in the email object of our return statement and pass them to return like so. This is perfectly okay to do. And this verboseness can sometimes lead to code clarity, which is always a good thing. But often, when working with the composition API, you will notice that most resources will make use of JavaScript destructuring. Destructuring in itself is beyond the scope of this course, but MDN has a great article that explains it in detail. It is linked down below. The previous example, written using JavaScript destructuring, looks like this. We will remove the email constant and extract value and error message. The property value and error message of the object. Теперь понятно, что такое дистракторинг. Типа, это изначально мы берем, возвращается объект с определенными полями. Мы эти поля сразу выбираем оттуда. Returned by useField. То есть мы можем один глобальный объект взять жирненький, а можем взять все поля сразу же оттуда. Ну, кстати, это мне больше нравится один жирный объект брать. Типа, вот как email, и обращаться к его свойствам. Are now readily available to us as variables, so we can pass them directly into the return statement. There's one last bit I want to show you before we move. Потому что
здесь, если мы еще какой-то field будем подписывать, опять и value, и error message, и как бы у нас уже с неймингом начинаются проблемы, потому что одинаковые имена везде. One. There are times we will need to rename these properties for clarity or because they may conflict with one another. In JavaScript, we can rename a destructor property by adding a colon after the property in the destructor syntax and the new name. We will first rename value to email, error message to email error, and then we can return the rename. Ну вот так уже поинтересней, да. Так уже поинтересней. То есть мы используем деструкцию и присваиваем значение конкретным переменным. Окей. Вот так уже поинтересней. Поприкольнее, чем через точку надо написать. Versions. Both syntaxes are completely fine, so feel free to use whichever makes more sense to you with our examples. Now that we've successfully validated our... Так, мы можем сейчас это написать быстренько? Вот это возьму, сейчас быстренько перепишу. У нас есть форма. Хотя бы хоть что-то у меня усвоилось. Вот она. Блин, надо пользователя вырубить. Так, сейчас быстро вырубим пользователя. Здесь комментим, здесь везде null пишем. Он не может быть, да, null? String null. String or empty, string просто. Короче, пофигу. Просто пустой. Все, мы разлогинились. Да, вход регистрации. Вот форма регистрации появилась. Ставим быстренько пакет. vValidate. Берем индекс view, создаем index.all.view, сюда все это копипастим на всякий случай, а здесь берем все грохаем, вообще все давайте. Берем template, input, здесь должен быть лейбл еще, да? У них же есть лейбл там. Она говорит, поддержка лейблов должна быть. Ну пофигу. Input type равен email. Автокомплит. Off. Required. Пока что с email. И здесь пишем скрипт lang равен ts, но без сетапа. То есть это у нас так называемые option API. То есть это классический старый вариант, старый стандарт написания. Экспорт, дефолт. Вот так. Здесь есть некий скрипт setup. Который должен что-то вернуть. В данном случае мы пока ничего не возвращаем, мы просто работаем с инпутом. Const
Сразу же берем деструкцию, destruction делаем. Не то. Так. Value. Ладно, короче, просто пока email возьмем. Use form. Так, давайте научимся сразу же обращаться. validate. Что мы там установили? validate. Use form, да. И мы должны туда передать. Он ни хера не видит. Ладно, import. Use form. From. validate. Так, пока что, смотрите, уже неплохо. Что-то по памяти. Use form теперь. Он string any просит у меня. Мы здесь должны забиндить vModel, чтобы была подвязка к переменной. Здесь вернуть этот самый email. Мы принимаем стрингу. Что мы сюда пробрасываем в качестве пропсов и из форм? В качестве значения этой функции. Мы сюда должны email, как ни странно, пробросить. Или форму саму. А, email. Видите, вот уже забуксовал. То есть вот это все окей, я могу накидать по памяти. А здесь я уже буксую. Здесь есть функция какая-то стрелочная. Которая производит уже валидацию. И сюда мы должны переменную забросить. Давайте посмотрим еще раз. Placeholder. Так, это не то. Он submit, alert submitted. Нам это не надо. Use field. Мы неправильно сделали. Это use field, а не use form. Name. Email. Здесь тогда он начинает ругаться. И функция. Ладно, попробуем так. Да, здесь в качестве названия функция value. Мы передаем сюда некое value непонятного типа, которое, если не value, мы возвращаем email обязательно. И мы можем сюда вернуть email.value, email.
Errors? Нет, хрень какая-то. Value точно можно вернуть. Здесь return true. Use field value errors. Regex пока не проверяем. Email это email value. Вот так, email error это email точка. Errors. Хз. Биндим, то есть здесь тоже P email error. А здесь просто email. Ну что-то должно вроде получиться. На экран. Посмотрим, что выйдет. Увеличим. Ну чем там занят? Давай. Что-то не то. Он fetch sign up. Он пока не может. Что ты там так долго делаешь? Cannot start next. Не может найти модуль Pinia next. Ты что, прикалываешься, что ли? Куда у тебя же модуль Pinia next сделался? Давай еще раз. Мой git pull. Мой экран. Да, ты прикалываешься. npm install. Он реально не может найти Pinia next. Подождите, а куда у меня все делось? Как так? Это в dev ветке, да, у меня все. То есть у меня в dev ветке здесь ничего не стоит. А как так получилось, что... Ладно, я с гитом не шарю пока, как управляться. Давайте просто на main перерубимся, чтобы себе сейчас мозги не парить. Stash and checkout, migrate changes. Migrate. Вот здесь должна быть Pinia next.
Да, как так могло произойти? Что я опять делаю? То есть я в dev, получается, я перешел на dev режим, но почему-то в dev режиме у меня старые package JSON и package log JSON появились, когда я dev ветку создал. Да, почему-то не перенеслись Pini, Next и прочее. Я не понимаю, почему это произошло. Ну, теперь, надеюсь, он просто запустит. npm install. Как такое могло быть? Я работал в ветке main. Я свичнулся на ветку... я не застейджил изменения в main и свичнулся на ветку dev. То есть мне надо было сначала застейджить все изменения в main, а потом уже свичиться на dev. Поэтому у меня в dev ветке просто старая версия приложения, фиг знает какого там, какого этапа. И потом я поработал в dev ветке и вернулся на main. И у них мерж-конфликты повозникали. Ну, еще желательно, конечно, застейджить. Бэкэнд не надо, хотя бы фронтенд. И свичнуться обратно на dev. Да. Да, там тогда вообще будет еще проблема. Fix stage. Так, точно здесь ничего больше не надо. Changes. Вот так. Давайте все это. Fix. Breaking. Main dev. Git. Branches. То есть все, на фронтенде точно все. На фронтенде мы сидим в ветке. Если мы и бэкэнд тогда в ветку тоже бросим. Надо стейджить и бэкэнд весь для этого. Ну ладно, в ветке main, короче, работаем. Make run. Тяжело. Погнали смотреть форму эту. Сейчас она должна теперь прогрузиться. Вот этот e-mail.
Email обязателен. Все, окей. Все работает, валидация есть. Хорошо. Мы смогли воссоздать по курсу, значит, это более-менее усвоилось в голове. Что здесь мы можем кастомную валидацию делать. Только здесь value, какой тип он должен иметь. Value это string, мне кажется. Если... Давайте еще какую-то кастомную валидацию. Value. Точка. Length меньше 3. Вот. И email должен быть больше 3 символов. Перезагружаем. Email обязателен. Все, кастомную валидацию запилили. Вроде не сложно. То есть is field на поле вешаем, можем и кастом какой-то вешать, окей. Я усвоил вроде как этот урок. Вроде она там больше ничего не давала. Давайте пролистаем. На то, что distraction делаем. Делаем distraction. И мы делаем таким образом, что value двоеточие email. Errors у нас email error. Вот и все. Такой distraction делаем. И здесь убираем значение, и мы кайфуем от этого. Все так же работает. Офигенно. Туториал полезный. Полезный туториал, кайфовый. Я бы его себе сохранил. И error, email error. Но здесь, понятно, я делаю компонент просто сам по себе. У них отдельно вынесем. Error message. Где у нее деструкция показана? Пока нету. Cleaning app. Так. Value error message. У нее здесь error message возвращается вот так. Один, а не массив ошибок. Вот. Оп. Email обязательный. Email должен быть больше 3 символов. Style равен font weight bold. Так, color. Red, green, blue. Вот так. Все, отлично. Смотрим. Error message. Понятно? Value. Email error. Ну, здесь можно сократить этот код, да, потому что этот код, он эквивалентен тому, чтобы я написал email, двоеточие email, и email error, короче. Он эквивалентен, просто это вот такое краткое описание. Если название возвращаемых методов у объекта равно названию переменных, то можно их сократить. Отлично. Хороший туториал, что-то уяснили. Я, по крайней мере, продвинулся сейчас дальше. First form component, we are ready to move on to the next lesson. Move on. And take a look Давай, at next defining our lesson. validations at form Покажи мне level еще что-нибудь. using a schema. See you there. Схема. Теперь схему подрубаем. То есть validating at form level, на уровне самой формы. Now that we know how to validate a single input field in our forms, let's take it a step further and learn how to set up validations at the form level. This will allow us to define rules for our whole form at once without so much code clutter. If we were to continue with the current strategy, in order to validate our password field,
we would now need to add a new use field call for it. In a form with 2 fields like this login form, this may not seem like a big issue since it's only a couple more lines of code. But when we are dealing with a substantially bigger form, like a registration form, for example, this can quickly become hard to manage. Ебать, у вас форма регистрации, email, username, паспорт аген, адрес и как вы нас узнали. Это, я думаю, не знаю, не очень KPI у такой формы, она ебанутая. Чем меньше форма, тем лучше. Luckily, there is a very similar way to declare how we want our forms to be validated all at once. The useForm function. Let's first Я изначально в useForm function написал. add to our import statement on the top of loginform.view the useForm method. UseField and useForm are both imported from the vValidate package. When validating at form level, we want to create an object that will represent the structure of our form's model or data. This is usually referred to as the schema. We know that we have 2 things that we have to capture from the user here, the email and the password. So let's start by creating an object with these properties inside the setup function. Notice that each of our properties points to a function. This function is what vValidate will use when validating each of our inputs. Notice also that the function receives a single param, value. This value contains the data that the user is entering into our form inputs. We already have a function to validate our email that we wrote on the previous lesson. So let's cut it out of the useField call we had for our email input and paste it into our validations object. Notice that our useField call remains, but only with the first parameter, email. Be careful, this string email must match the email property of our validation schema. If the property inside of our validations object was called email address, for example, our useField call here would have the string email address instead to reflect it. Now that we refactored everything, let's add the actual validation method for our password field. First, create a variable for the error message. We want to make sure that the value exists, so if it's undefined or null, we'll just return the error message. Next, we want to make sure that it has a length greater than 0. If that's not the case, we'll return the error message. And finally, return true. Now that our validations are ready, Я нихуя не понял. Value equal undefined, value null. Какого хера value должно быть undefined и null? Оно же не должно инициализироваться с какими-то default value. Типа хотя бы пустое. we have to tell vValidate that we want to use this object as the validations schema. We can do this with the useForm method that we imported Ну типа пустая строка это называется. Строка, в которой ничего нет. earlier. The useForm method takes an object as its only parameter. Within this object, we can define several configuration properties, but the one that we are interested in right now is called validation schema. Let's set this property to our validations object. Now that vValidate knows how to validate our form's data, let's make sure that we are correctly binding the vModel for the password, as well as getting any possible errors. We're going to call useField for the password field to get back another. То есть мы все равно useField подключаем. То есть мы все равно биндим useField, но при этом useForm как validation используем. Another set of value and an error message. Notice that we are using JavaScript object destructuring one more time. Видимо, она везде ошиблась в записи этого курса, и тут везде object destructuring как отдельно. To extract the value and error message out of the password field object, let's also rename them to password and password error respectively so that we can tell them apart and return them from our setup method. Сейчас попробуем это написать. useForm, validation. Let's now go to the template and set up the vModel and error bindings for the password input.
Fire up your browser and start typing into both your email and password fields. Notice how, as you type the first character, the validation triggers, and the methods that we added for each one respectively calculate if the fields are valid or not. Давайте, use form, погнали. Use field, use form, который я изначально подрубил, но не знал. Начинаем писать. Use form, двоеточие. Validation схема. Это объект. Давайте сами попишем email, да. У нее там просто value написано. Мы так не будем писать. Я тоже удивился, что там нету скобок. Но это обычная стрелочная, это arrow function. Только здесь value. Переносим сюда вот эти штучки. И удаляем отсюда arrow function. Здесь use field fields binding. Мы биндим поля. Здесь то же самое password. С value такой же string, arrow function. И здесь, я не знаю, пароль обязателен. И return true. Ну, те же самые структуры. Теперь биндим пароль также. Деструктуризируем его. Password error. И на field password. Здесь дублируем форму. Type password. vmodel password. Password error. Все. Все переименовал. Здесь placeholder password. Так, чуть мы не вернулись отсюда. Мы не вернули отсюда password и password error. Так, что-то проектер не хочет мне запятые расставлять. Ну вот, по идее должно все работать. Пока ничего не работает. Так. Password error. Password. Ну, здесь окей, все. Да, подождите. Use. Мы здесь должны use form вызвать. И пробросить validation схемы. Ну и нет, хорошее название. Ну а что здесь бы написал триггер? Validation. Все, офигенно. Офигенно. Видите, урок за уроком фигачим. Фигачим. Даже такого уже достаточно, чтобы вы делали лендинги на заказ. Если вы хороший верстальщик, вы это красиво оформите и более-менее чики-пуки. Хотя нифига, ребят, вам этого недостаточно, я объяснил. Здесь не хватает приема сообщений с бэкэнда. Это круто, но вы пока что сделали валидацию только на фронте. Вы отправляете данные на бэк, а там может бэкэнд-разработчик другие правила. Бэкэнд-разработчик сказал, пароли меньше 6 не принимаются. И он вернул вам ошибку, и вы должны вывести, что, оказывается, пароль не 3 символа, а 6 должен быть. И у вас мозгоебка начинается.
Now that our forms validation logic is centralized, let's learn how to also centralize them. А так как я и фронт, и бэк разрабатываю, то пиздец, сам себе подножки ставлю. Как там это? Мемасик про то, что чувак едет на велосипеде и сам себе палку в колеса вставил. Сейчас я био сгоняю. 5 сек. Так, чайник поставил, погнали смотреть, пока чай не греется. Our error messages using use form so that we don't have to call use field manually for every single field that we want to add to our form. We'll handle that in the next lesson. То есть, смотрите, она сейчас говорит, в следующем лессоне мы сделаем так, что ты как долбоеб use field на каждый input не должен вешать. То есть fields binding и binding мы убираем. See you there. See you there. See you there. See you there. Welcome back. Now that we know how to handle validation on a per field level, we're going to take a look at validating a more robust complex form. I've gone ahead and created a form for us to use so that we can get right into validating it. Please make sure to start with a fresh copy of this lesson's branch. Whenever the form submit event is fired, through our user clicking the submit button or hitting enter, for example, we want to make sure that vvalidate runs all of our validations. If any of our validations fail, we want to display that error to our users. If all of our validations pass, we want to be able to use the form's data inside of our application to send it to the backend or anything else we need. Let's navigate into components-form.view, where our form lives. Inside the setup method, you will notice I've created 3 validation methods: required, min-length, and anything. We'll cover Const required value, const... Вообще value можно, да, так писать. Ну, здесь нету типа value. TypeScript будет ругаться. Value это что? Это string. Min-length, number value. Ну, типа мы хотим прям писать теперь правила. Правила отдельно пишем. this in a bit. It's very common when validating several fields to extract validation methods so that you don't have to repeat yourself. Even more common would be to use pre-made methods from a validation library. Так, чайник закипел.
Так, все, человек готов, окей. Опять же, вот это, понятное дело, это промежуточное решение, которое мы сделаем. Фишка его в том, что для чего это делается. В тех случаях, если вы не хотите библиотеку валидации готовую использовать. В каких случаях вы не хотите это использовать, если у вас какой-то примитивный лендинг с какими-то кастомными правилами, когда заказчик приходит и говорит, чтобы ты принимал вот такой номер телефона, который вообще не по стандарту. Или, короче, чтобы в эту форму такие данные принимались, и стандартная библиотека валидации, хотя она вроде поддерживает кастомные методы. Ну, короче, я не знаю, когда это надо использовать, но фиг с ним. Нас типа учат этому. But more on that on a later lesson. Notice that for the required method, we first check to see if the value could possibly be undefined or no. If it is, then we return the error message. If it's not, then we check that the length of the string is not 0. If it is, then we have an empty string and once again must return the correct error message. Only when both of these checks pass can we then return true until we validate that this field is valid. Because we have these methods predefined, we can now assign the validation method that we want to each of our fields of our form. At the same time, we can create our validation schema like we learned in the last lesson. There are two important things here. First, our required methods first and only parameter is our value. Remember from the last lesson that vValidate will inject the field's current value into our validation methods. Second, you may have noticed that I created a validation method. Так. Категория required. Anything, это return true. Всегда. Окей. Ну, это уже поинтересней, да. Это поинтересней. Title value равен ничему. Arrow function просто пустой. Который даже ничего не возвращает. Called anything that basically doesn't do anything other than returning true. In our current form, we have several fields that we don't want to validate. However, we do want vValidate to know about them as part of the form schema because we want to be able to send them out later on when we submit our form. Trust me for now when I tell you, you want to have all your fields declared on the schema in most cases. We have two options here. We can either declare a field as undefined, or we can have an empty validation method like anything. I personally prefer anything because it's clearer, but feel free to use either. For the title, we are going to look at how to assign two different validations, since you may want to perform several checks for each field. For the sake of this example, we are going to check that the title is both required and also has a minimum length of at least 3. We know that our validations return either a string when they are invalid or true when they are valid. So we first run our validations against the current value and capture them in variables. Next, we check to see if the required validator is successful. If not, we return its error message. Then, we use our min-length function to check that the minimum length is at least 3 and once again return the error if it's present. If both of our validations pass, then we return true to tell vValidate that the field is valid. Finally, let's make use of the useForm function to tell vValidate about our validation schema like we learned in the previous lesson. Since Но где биндинг-то полей, окей. we're using useForm, we have to import it up here. And let's also import useField. Я вернулся с обеда, буду сидеть дальше делать умное лицо, будто я понимаю поддакиваю, хотя меня никто и не слышит. Так чем ты занят? Ты типа как джун или как интерн сейчас на работу устроился и тебя обучают? Field. We'll be using that next. We need to bind all of our fields to the template.
Да, давай бандинг покажи. For demonstration Binding. purposes, Bind. let's do it as we Binding. did before with the login form by using use fields. Don't worry, you can just copy-paste this incredibly verbose code. I've added a return object with all of the fields values and error. Ну да, вот, типичная форма. Типа, мы сейчас должны от этого избавиться, понятное дело. Должен быть какой-то автоматический байдинг, потому что это пиздец. Ну, как бы, смотря для кого, понимаете? Когда ты приходишь с C++, с C-Sharp, хотя в C-Sharp не так, я думаю, там ООП. Ну, с Rust. В Rust ты, скорее всего, будешь вот так писать. Да. Скорее всего, ты не будешь делать в раппер какую-то абстракцию, которая будет автоматически бандить. Все. Скорее всего, в Rust вот такой код. И мне, я честно вам признаюсь, мне такой код больше нравится. Я не знаю, я ебанутый, наверное. Message binding. Я ненавижу абстракции, потому что когда кто-то пишет для тебя абстракцию, ты должен изучать его код. И это пиздец начинается. Тебе нужно понять, что он там придумал. You can get the code from the text version below this video. I'm going to add the V-model bindings for every Но с другой стороны, другой разраб, когда придет на проект, он охуеет от моих байдингов. Он такой скажешь, ебанутый какой-то у вас работал. element in the template, along with their error binding. Нуля. Она своими ветками, культяпками своими пишет. Этот звук клавиатуры, он просто божественный. СМР клавиатура. We're almost there. Мы почти закончили. And here's the last one. Phew. I think this really puts into perspective what I was pointing out in the last lesson. The use field approach can be really repetitive and cumbersome to write. One thing I want to point out is that some of the fields like pets have extra parameters on them that we haven't learned about yet. The first parameter, pets, is the string that we learned about in the last lesson. It tells the use field method which property of our validation schema we want to use. The second parameter, which is currently undefined, is the validation method. We don't need to use this param because we already set our validation methods on the validation schema we created earlier. The third param is a configuration object. Amongst what we can set here is the property initial value, which lets us set the initial value for our field. Да, логично было здесь еще initial value сделать пустыми строками, как бы. А не делать проверку на undefined и null. Это ебанутая хуйня какая-то. Типа в TypeScript ты хочешь как можно дальше отходить от undefined и null. I've added an initial value to our checkboxes and radio inputs so that they have an initial value on our state. Before we keep going with optimizing our code, I want to take a look at one of the most important parts of having a form and validating it. The part where the user submits the form to us. vValidate provides a Давайте возьмем ее код и проверим, короче. Чем мы себе мозгу ебем? Я запустил докер? Да. Да и похер, он мне помешает. Заодно с гитом поиграемся. Я на самом деле, ребят, вот за все годы программирования, там больше 15 лет, наверное. Да, уже больше. Явно больше. Я с гита почти ничего никогда не копировал. Что здесь? В ViewMaster? Ну, так его. Не так. Она в начале этого видео, на 6-й минуте, что-то там клонирует. Git checkout lesson 4 start. Где она это взяла? Стартинг код.
Вот это мне надо. Создавайте гид. Клоун. Вот так. Вот так. У нас появился проект. Validate with forms. И дальше мы должны какой-то чекаут делать. И ярн еще иметь. Git checkout. Нет, не здесь. Она пишет так вот, checkout. И все, что lesson 4 start. Или нет? Как она пишет? Как она инициализирует? Git checkout lesson 4 start. Да. А зачем она checkout делает? Я не помню нифига. Это она... Я понял. Если я сделаю чекаут, то гид меня сейчас обратно во времени вернет к тому моменту, когда этот урок был подготовлен и закомичен. То есть мы вернемся. CD validating git checkout. Вот. Мы вернулись. И вот этот код, с которым она сейчас работает. Да. Whenever мы the на form шестой set минуте here были. is a property initial value, which lets us set the initial value for our field. I've added an initial value to our checkboxes and radio inputs so that with optimizing our code, I want to take a look at one of the most important parts of having a form and validating it. The part... Значит, если вы подготавливаете для кого-то примеры, то есть вы можете сделать примеры. Можете сделать два разных сайта. А можете залить в на GitHub один сайт, сделать коммит, опубликовать ветку и потом сделать чекаут. То есть вы можете буквально в реальном времени две разные версии сайта переключать. Это прикольно, но надо тогда гиту обучиться, чтобы это было грамотно. Where the user submits the form to us. vValidate provides a method called handleSubmit that handles checking that the form is valid before submitting it for us. In order to get this method, we need to extract it out of the useForm composition function that we use to inject our validation schema. Now that we have handleSubmit, we can use it to set up or submit form logic. The handleSubmit method has one parameter, a callback function that will be executed if the user tries to submit a valid form. It will not be executed if any errors are present in our form, so we can be certain that whatever handler we place in here will contain valid data. Notice that the callback function that we are passing into handleSubmit will get a values parameter injected into it. This values is an object that will contain all of the property value pairs of our form's data, matching the exact structure that we declared on our validation schema. Before we can check the output from the console log though, we have first to return the submit function that the handleSubmit method generates so that we can bind it to a submit event on the template.
Please note that we have purposely left out the prevent modifier from the submit event here, because vValidate will do this for us behind the scenes. Здесь мы не пишем prevent, потому что пакет vValidate сам делает prevent. Notice that we are using categories for the options here. We have to define the categories in the data before this form can be used in the browser. Now that everything is set up, let's go back to the browser. Notice that if we try to submit the form right away, our validations are all triggered. This is a side effect that we get for free when using the handle submit method. Not only does it protect our callback from being triggered once the form is completely valid, but it also triggers all the validations on our form whenever the submit event happens, even on fields that the user has not yet modified. Here you can see the output of the console log with some dummy data whenever the valid form is submitted. Our code at this point works, but it's still looking a bit verbose. I want to show you an alternative way of writing this. Знаете, почему мне нравятся такие монструозные конструкты на самом деле? Потому что Basic. Я в Basic привык строчить тонны кода. То есть как индус, просто фигачишь, не соблюдая метод dry. Тогда его не было смысла соблюдать, вот этот метод dry. Do not repeat yourself. Не повторяй. Не повторяйся. Не знаю, буду я этот туториал делать так, как она сейчас делала. Типа все это заполнять и прочее, тестировать. Which allows us to write fewer Вот с одной стороны, да, я могу скипнуть этот lesson, потому что, понятное дело, это не best practice. Типа я обычно люблю best practice, но получается, смотрите, в какую ловушку попадаю. Так как я новичок во фронте, во всяких view реактах, я ищу best practice, а я его читаю, и я его не понимаю, потому что best practice это сжатая версия вот того, что мы видим на экране. И я такой, как это вообще работает? То есть, получается, мне сначала надо научиться предыдущему уроку, вот простую форму мы сделали с вами, которая работает. Теперь мы сделаем жирную форму, научимся ее делать. И только потом мы поймем уже, как работает абстракция более высокого уровня, когда мы все это сожмем в пару строчек кода, и все это будет работать. Of code. The useForm composition function has yet another object we can extract that will help us reduce our code, the errors object. The errors object will neatly contain all of our error messages whenever they are present. So if the title input has an error, for example, then the errors.title will contain our error message. This allows us to first remove a lot of the code for the used field calls by removing the errors part. We can then simply return errors from our setup function. That is already quite a bit of code that we don't need. Да, но байдинги-то как работают тогда? Окей, мы errors-то вернули, но байдинги-то у нас конкретные здесь в коде. Error-то у нас равен чему-то, мы прописывали руками. Давайте попробуем. Фиг с ним. Урок есть урок. Use field. Use form. From vValidate. Что дальше? Нам вернуть все это дерьмо надо. У нас миллион форм. Это давайте я закрою. Да. И бэк тоже закрою. Будем работать с одной штучкой. Потому что я не уверен, что даже это я смогу написать. Там у нее довольно сложные валидации стоят. Чекбоксы особенно.
Давайте начнем, допустим, с тайтла. Ну, тайтл попроще. Конст. Сразу декапл делаем. Ну, кстати, неплохо здесь. Нейронка там мне все уже закинула. Title required. Но на самом деле нет. Value, title, error. This field. Здесь он при title биндим. И валидацию пробрасываем. Типа, допустим, required. Нет. Мы должны сделать validation schema. Это объект, который принимает title, допустим. Который получает arrow function. Бля, здесь J, здесь нет TypeScript. Ебать. Ладно, я понял. Мы на JS пишем. Здесь можно тогда упростить. Жаль, что они свои туториалы не на TypeScript сделали. Но у нее не так. У нее используется другое что-то. Title. Типа required. Required это вот это вот. Оно применяется автоматом. И, допустим, min length. Я не знаю, через запятую здесь, либо массивом это передать надо. Min length 3. Вот так вот. Из форм validation. И давайте вернем title и error message. И сюда это забиндим. И проверим, будет ли это работать. А вот эти я не знаю, поудалять пока что. Попробовать. Чтобы он не ругался. И yarn npm install globally yarn и здесь у нас yarn serve. Интересно. Почему он установит его?
Почему все на JS сначала сидели на NPM, потом на PNPM, потом перешли на Yarn? В чем смысл иметь кучу пакетных менеджеров? Yarn показывает, какие пакеты deprecated. Здесь дохуя deprecated пакетов. Ну давайте пробуем. Yarn serve. Так, перезапускаем. Какой-то core pack enable мы должны сделать. Ты мне покажи, как установить Yarn, пожалуйста. Пожалуйста. npm install global Yarn. Я уже это сделал. Я уже это сделал, но Yarn все равно у меня не показывает. Все, Yarn serve. Ура. Офигенно. Yarn install. Unexpected error, invalid value type. Как насчет пэкэч-лока грохнуть? Поэтому я и пользуюсь npm, потому что он тоже не работает. Что здесь не так? New hash алгоритм. Где ты это находишь? Где ты? Что это такое? Веб-пак, короче, что-то там обосрался где-то. Не смог сбилдить какие-то модули. Да, он где-то в Node Modules обосрался.
Remove rf node модуль. И давайте я откачу все, кроме откатить, delete, discard, кроме самого компонента. Все нафиг посношу. Откатимся обратно и запустим npm install. И надеюсь, у нас билдится этот урок. С Ярлом потом будем разбираться. Yarn set version berry. Yarn init. Yarn add remove up. Не хочу ничего про это знать. Я не хочу еще этим грузить все мозги. NPM более чем достаточно мне пока что и для Next, и для React, и для Vue, и для всего. Я не понимаю пока что, зачем мне Yarn. npm run surf. Да пошел ты нахер. Бля, как ты меня, пиздец. Ну, я не знаю, короче, из туториала нихуя не запускается, без понятия. Сок ноут 8080. Я не знаю, почему их курс не запускается. Не хочу даже изучать. Сейчас я буду дебажить их код какой-то, который они в курсе мне предоставили. Проще я тогда свой обратно запущу и еще одну форму там сделаю, и вот это дерьмо туда перенесу. Давайте так и сделаем. Сделаем здесь новый файл. Index simple validation.view. Даже не simple validation, я его назову index 1 course 1 view. И вот это туда скопирую. Отсюда я все снесу и создам вот здесь продолжение этого курса. У нее там сложные формы и все дела. Что мы там доработали? Use field, use form у нас и так есть. Validation здесь она вынесла в отдельные константы. То есть мы грохаем все это. Return здесь просто чистим. Все это грохаем. Копируем ее код. И вот это копируем. И пытаемся от этого уже как-то отыграть. npm make run. И смотрим, что там. Что у нас там появится в итоге? Ну, скорее всего, сбилдить с ошибкой, что-нибудь явно вылезет. Что-то пошло не так. Email паспорт не сбилдилось, потому что у нас нету. Title error.
У нас не title, а давайте по нашей форме поработаем. Email, error. И здесь мы вернем также password error. Окей. Уже лучше. Сейчас по дебажам быстренько. Отрефакторим его, это не дебажить. Здесь у нас не validation, а validation schema должно быть написано. Здесь у нас email и password. Здесь я не помню, что надо сделать. То ли... Ладно, давайте пока required здесь оставим, потом подумаем. Мне кажется, здесь надо вот так массив передавать валидейшенов. Типа required и min length, допустим, 3. Вот так вот. Min length сам по себе что-то требует в себя. Что он number value, да? То есть value вторым значением передается. Required принимает в себя просто value. Сюда он должен принимать string. Value у нас должен быть string. Ну что, он запустится? Да. Email. Пока валидация не работает. Пока валидация не срабатывает почему-то. Вот. This field is required. Срабатывает. Теперь давайте еще какую-нибудь валидацию подрубим. Это min length 3. А сюда я не знаю, что передавать, кстати. Value внутрь передавать. Как я должен передать value? Title сюда. Я не уверен. Надо посмотреть ее туториал. Давайте посмотрим, как она это передает. На 10-й минуте мы стопнули. Use field, undefined. Use field, undefined. А она ничего здесь. Она уже здесь валидацию переписала. А у нее изначально было так. Use field категории. Все. То есть она все в validation schema. То есть здесь где-то пишется тогда, что email у нас использует такие-то методы валидации. Extracted out property pet. And here's all of the fields. Use field. We'll be using that next. We use our min length function to check that the minimum length is at least. Категория required, вот как она передает их. Окей, давайте. Email, двоеточие, required. Password required. То есть тот же самый синтаксис, только мы выносим все в схему и отсюда убираем. И здесь есть initial value. Короче, пофигу. Что-нибудь работает пока что. Email забрали, убрали. Ничего пока не срабатывает.
Пока ничего не срабатывает. Проверки у нас отвалились. At least 3. Validation schema, description required. Category required. Undefined. And once again, returns the current for the sake of the anti-validation method, like anything. I personally prefer it. Will be На паспорт мы могли просто сделать, anything реально. Он всегда return true делает. using that next. We need to bind all of our fields Так, to the давайте template. ждем, что она For там. demonstration purposes, let's do it as we did before with the login form by using use fields. Don't worry, you can just copy paste this incredibly verbose Use field title. Ну, все как у меня, да. code. I've added a return object with all of the fields values and error message bindings. You can get the code from the text version below this video. I'm going to add the vModel bindings for every element in the template, along with their error method, which property of our value. Так, undefined initial value. False. Pets. Undefined. Я не понимаю, что такое undefined здесь, но хз. Validation schema we want to use. The second parameter, which is currently undefined, is the validation method. We don't need to use Validation метод. ОБС отрубился. Уже второй раз за второй день. Подключение к серверу. Трансляция, сервер. Германия, Франкфурт. Да. Все подрубилось. Twitch сервер стал недоступен. Роскомнадзор опять рубанул у нас. methods on the validation schema we created earlier. The third param is a configuration object. Amongst what we can set here is the property initial value, which lets us set the initial value for our field. I've added an initial value to our checkboxes and radio inputs submits the form to us. vValidate provides a method called handleSubmit that handles checking that the form is valid before submitting it for us. In order Она не валидирует здесь ничего. Но при этом у нее это все триггерится. Давайте подумаю, почему у нее тогда все работает. У меня пока что форма не проходит никакую валидацию. Форма перестала отрабатывать консоль. Use field title, use field password. Может, из-за этого. Нет, все равно никакой валидации не происходит. Пока я здесь, наверное, не введу required. Да, только так. Пока что не триггерится. to get this method, Давайте здесь допишем форму. Button type равен submit. И здесь мы
Submit. Using. Handle submit. Ну, они называют это on submit. Ну, можно вернуть здесь метод on submit. On submit. И здесь мы должны его сделать. Const on submit это равно arrow function. Здесь без value, но так value уже. Проверяем. Заполнить это поле. This field is required. Password. Так, здесь биндинг нарушен. Вот так, email. Ну, он что-то возвращает, да, какую-то ерунду. Возвращает. Email и паспорт он возвращает. Причем почему-то как-то... построчно. И то выводит через запятую. Но валидация не срабатывает все равно в процессе написания на форму. И давайте здесь базовую валидацию вырубим. Вот это required уберем отсюда и отдадим простую валидацию. Все. Пока что она не работает, нифига. Не триггерится event. We need to extract it out of the useForm composition function that we handle, use to inject our handle validation submit. schema. Now that we have handle submit, we can use it to set up or submit form logic. The handle submit method. Я понял, мы отсюда не сэкстрактили handle submit. Distraction. Handle submit. И мы это не здесь пишем. Здесь вообще закрываем. Don't save. Сюда переносим on submit. Это не arrow function. Окей, что мы туда передаем? It has one parameter, a callback function that will be executed if the user tries to submit a Values. valid form. It will not be executed if Все values сюда, короче, пробрасываем, я понял. Вот так. То есть, что мы здесь делаем? Мы внутрь handle submit должны callback функцию, еще одну arrow function сюда делаем, которая что-то делает. Так, почему ты опять валидируешь все? Я же убрал у тебя required. И ты с ошибками там сыпешься. Да нет, ошибок нет. Где ты это взял? Консоль. Пока что ничего не выводит. Вообще завис. Не хочет ничего делать. any errors are present in our form, so we can be certain that whatever handler we place in here will contain valid data. Notice that the callback function that we are passing into handle Console log submit values.
Пока что дичь получается какая-то, непонятно. Честно вам скажу. А, тип email. Здесь он проверяет. Type текст. Чтобы он отстал от меня. Submit пока ничего не делает. Он submit. Ничего не происходит. Submit will get a values parameter injected into it. This values is an object that will contain all of the property value pairs of our form's data, matching the exact structure that we declared on our validation schema. Before we can check the output from the console log though, we have first to return the submit function that the handle submit method generates so that we can bind it to a submit event on the template. Please note that we have purposely left out the prevent modifier from the submit event here, because vValidate will do this for us behind the scenes. Notice that we are using categories for the options here. We have to define the categories in the data before this form can be used in the browser. Now that everything is set up, let's go back to the browser. Notice that if we try to submit the form right away, our valid... Да, у нее submit сразу триггерит все ивенты. У меня нифига не триггерится пока что. Надо разобраться почему. Непонятно почему. То, что email required должен быть. Почему непонятно здесь? Еще я могу min length задать? Но сюда передается значение какое-то. Value. А value у меня какое должно быть здесь? Вопрос в этом. Просто value некое. То есть проблема в этом, как я должен забиндить сюда. Ладно, смотрим, что она там предлагает. Я пока не вижу в ее коде ничего из этого. Validations are all triggered. This is a side effect that we get for free when using the handle submit method. Not only does it protect our callback from being triggered once the form is completely valid, on fields, which allows us to write Handle submit use form validation schema. Values log submit fewer values. lines of code. That will help us reduce our code, the error subject. The error subject will neatly contain Я пытаюсь найти, где у меня ошибка the того, что only error она... for title. And here's the last one. Spot. The first thing we have Здесь никаких биндингов нет. То есть у них просто use field у нее везде, как и у меня. Все биндинги здесь. То есть validation schema, значит, у меня ошибка. have to do is set up our initial form values directly on our use У нее validation schema такая же. form methods configuration object, like this. То есть все то же самое. Category required, title, value, arrow function опять. Rec. А, ну я понял, здесь типа еще одна функция делаю. Если у нас мы хотим email валидировать двумя, то мы value делаем arrow function, который здесь return true возвращает. И здесь делаем так, const required. То есть мы здесь проверяем required value. Если не required,
то мы ретёрнем message. Я не знаю, а как проверить, что это не required? Required value. Если required не равен true, мы ей сравниваем так. Not equals true. То мы возвращаем как есть. Value arrow function required value. Ну, все так, а он говорит block scoped variable required to use before declaration. А, у нас рек. Название переменной совпадает с названием функции. И теперь еще одну какую-то можем сделать. Это, например, min-glef. Const min равен value, если не равен true, return min. Давайте посмотрим, сработает или нет. Оп. Во, наконец-то, все, мы разобрались. То есть здесь все окей. Кроме того, что value у нас должна быть стринга. Потому что мы в TypeScript. Вот теперь, да, уже работает. Вот теперь я вижу. Что два типа ошибки возвращаются в этой валидации. У нас работает эта validation схема. Теперь я вижу. С этого уже можно покайфовать. И вроде как мы выполнили почти урок, но я сейчас пойду бил, ребят. Тренда хочет. Так. Все, пойду бил сгоняю 5 сек.
Все, полетели дальше. Мне нравится то, что я сейчас делаю. Окей. Единственное, что мы здесь будем еще рефакторить, как она сказала, под эрроры. Error message мы выносим здесь как errors. Попытаюсь по памяти написать, я не досмотрел, но попытаюсь. Error. Я хз, короче. Здесь где-то есть либо options. Не так. Или Data errors, по-моему. Initial values. Короче, ладно, давайте посмотрим. Еще там пару минут осталось. Посмотрим. Она сейчас вот эти on error месседжи поубирает. То есть еще код сократит. Inspect our call code. The useForm composition function has yet another object we error can extract здесь. that will Точно. help us reduce our code, the errors object. The errors object will neatly contain all of our error messages. Короче, давайте это так, окей. Мы увидели error. Мы деструкцией занимаемся. Окей, error сюда закидываем. И теперь мы переписываем весь код. Вот это удаляем. Вообще нафиг нам не нужно больше. Errors и вот эти. То есть все становится более лаконичным. А здесь мы пишем errors email и errors password. О, вот так. Вот такой вот код. Проверяем. Да. Все работает идеально. Submit работает. Всё. Великолепно. Но осталось еще default value. То есть validation схема, и нам нужно initial value сюда закинуть. Потому что сейчас у нас пароль undefined выдал. Ну, типа это не варик. И email у нас бы выдал undefined на сабмите. Messages whenever they are present. So if the title input has an error, for example, then the errors.title will contain our error message. This allows us to first remove a lot of the code for the used field calls by removing the errors part. We can then simply return errors from our setup function. That is already quite a bit of code that we don't need to write. The only other change we need to make is in the template, where instead of binding the error property of each of our inputs to our all variables, we can now bind it to the corresponding property inside of the errors object. The error for title, title error, will instead be errors.title, for example. And here's the last one. One more little change that I want to make to tidy things up is to move the initial values of our form from the useField methods to the useForm method, so that we can neatly wrap them up also in one single spot. The first thing we have to do is set up our initial form values directly on our useForm methods configuration object, like this. Initial values, pets 1, catering, false. Ну и все, давайте. Это вот следующее. Initial values. Двоеточие объект. И, допустим, из email у нас, понятное дело, будет просто пустым, а password у нас будет 1, 2, 3 изначально. Как initial value. Во. И не пропускает. 1, 2, 3. И все. Получаем свои значения.
Хороший код, мне нравится. Уже неплохо. Единственное, что вот здесь будет пелена из филдов у вас, и, понятное дело, дальше мы идем в какой-то конструкт. Так, кто мне там написывает? Кто-то активно написывает в Viber мне. Но я не понимаю, кто это. Now that they are all declared here, and in a much neater way, we can remove them from our useField methods. Now that our form is ready and being validated, Ну вот, еще один курс мы закончили еще. Один вариант написания формы. Единственное, что мы здесь anything попробовали, mingling. Мы все методы попробовали. На e-mail мы повесили двойную проверку. Мне вот этот говнокод только не нравится. Ну, типа, очевидно, это switch case стейтменты классические, только ифами написаны и все. Ну и вот это точно нас требует рефакторить. Рефакторинга требует. Чтобы сюда передавать просто сами функции, которые производят проверку. А не вот это вот говно молотить. А так здесь все вполне окей. let's take a look at how we can save some development time and leverage А я знаю, да, получается, это Options API, у нас модель написания Setup, и туда я и засуну функцию security хэша, которая будет на сервере генериться. Надеюсь. Если она будет мне нужно решить, что эта криптофункция, она на клиенте не работает. Я до сих пор этот вопрос не решил. some pre-made validation methods with Yup in the next lesson. See you there. Погнали next lesson. Теперь мы используем Yup для валидации. Methods. Ну, давайте найдем. Yup validation next.js. Он используется в Next. Формик and Yup. Да. Используется. Да. Он и в Next. Посмотрите, я Zot выбрал. Как бы. Zot validation. Типа Zot мне вполне понравился. Он то, что надо, делает. Жирный такой пакет, 26 тысяч звезд на гитхабе. Давайте посмотрим Yup Validation. Тоже жирный пакет, 21 тысяча на гитхабе. Окей. И Zot и Yup, окей, достаточно жирные оба. Мне нравится. Звездочки поставил. Спасибо разрабам этих пакетов, они упрощают нам жизнь. Can be cumbersome and greatly increase the time required to get a validated form up and running. Additionally, you have to keep in mind all of the considerations that a single validation method could have. Let's take a look at our required method from last lesson as an example. At first glance, it would seem that this function is doing a very good job, but now compare it to this other function that does the same job. It's Сравни ее с другой функцией, которая делает ту же самую работу. Да, здесь просто inline все написано. Instance of date is none. Object string. Seems like I have failed to think about quite a few edge cases. This is common when trying to reinvent the wheel with validations, which is why vValidate recommends as a best practice to use a library Yup in order to create our validation schemas. Let's check this library out together. To start using Yup, we have to first install the library into our project. npm install Yup. Погнали.
After it's done installing the packages, we can go back to the components form and add the import statement next to the vvalidate import. Импортировать все с YUP Япа. has the ability to create both array and object-based schemas. But vvalidate is expecting an object with a property for each one of our form fields, as we learned in earlier lessons. In order to accomplish this, we are going to call the object function within the YUP object we imported. Then, we'll set it up with an empty object that we will fill up with our validations. You use the YUP object, and then you append to it as many functions as you need that describe the validations you want for the field. YUP has a very straightforward way of defining the rules that we want for a particular field. Let's start with category. We declared the property category as we did before for our schema. And then with the YUP object, append the string method, which means that we are expecting a string, and required, which means this field is required. Let's try it again for title. Опять же, не забывайте про то, что каждый из этих методов валидации должен возвращать ошибку на русском языке. О, бабушка звонит. Алло. Привет. Да. Угу. Да ничего страшного, перенесу. Угу. Ну хорошо, посмотрю там. Угу. Ну хорошо. Угу. Угу. Все, давай. Так, ладно, погнали. Где у нас Яп? На GitHub мы уже закрыли. Options API. Data, default data, computed. Методы и он mounted. Может быть, какой-то из этих опшенов на сервере выполняется. Обязательно, типа. И я сюда смогу криптофункцию засунуть. Наверное, это не факт, конечно, что data, но мне, по идее, криптофункцию надо в data засунуть. Пока оставим это как пример. Naive UI, VRAP мы посмотрели, здесь посмотрели, здесь посмотрели, здесь фигня. Это я еще не доделал. Мы делаем CSS нормалайзер в проекте потихоньку. Я его переношу и смотрю, что здесь именно нормализуется. Это GitHub Actions Workflow. Здесь нам не надо. Dir name оставляем. Это из Эда вчера мне скинул. Потому что когда мы выводим что-то в консоль, мне желательно видеть файл name. Меня интересует здесь. Это текущий файл, с которого выводится что-то. Чтобы я знал, какой файл вводит хотя бы. И то, что мы сейчас проходим. And this time we're going to set a custom message in case that there is an error. Вот. Не надо не забывать здесь на русский все писать.
This time, we have appended to yup both required with a custom message in case if it fails, and the validator min with a value of 3. This will make the field both required and have a minimum required length of 3 characters. Let's go ahead and fill out the rest of the fields. Notice that for location, pets, catering, and music, we are no longer setting them to undefined or an empty validation. We are setting them to check for the correct data type that we are expecting. This is not mandatory though, and you can continue to use undefined for your unvalidated fields. Go ahead and delete or comment out if you want the current implementation of validation schema. Now that we are done, we can go back to the browser and hit that submit button to trigger the validations, and everything should be working as before. Validations are in place, and as soon as the submit event fires, they show the error messages. Before we wrap up, I'd like to point out that we are importing the whole yup package in our example right now. This will definitely impact our bundle size. Since we are only using the object, string, boolean, and number methods of yup, let's go ahead and use destructuring so that when we build our application, the parts of the library that we are not using can be removed from the bundle and we can save on some bundle size. This is known as tree shaking. Потрясем дерево, тришейкинг поделаем. Finally, we just have to remove the yup object from our code and use the imported functions directly. Ну что, сможем еще зафигачить это? Погнали. Что здесь? Приколюха. Мы установили yup. Это копируем индекс course 2.view сюда. Здесь начинаем рефакторить. Object string from yup. Окей. Пока что, ну это все мы удаляем. Это нам больше не нужно. Потому что нельзя писать в 2023 свою валидацию. Это бред полнейший. Object. Делаем это объектом. Здесь все сносим. Теперь у нас email. Двоеточие. Required. Это string. Точка required. Минимум. Ну, понятно, что это не email, но email у меня здесь стринга. Password string required -1. Я не знаю насчет not empty. Давайте проверим. Заработает ли это? Initial values. Убираем. Пробуем. Угу. Что-то пиния у меня крашнулась опять. Пофигу. Вроде сейчас уже ушла. 1. 2. Пока валидация не происходит. Никакая. Вот, меня интересует пробел. Пробел работает, говно. Так, трим здесь есть.
Мне нужен трим здесь, но я не уверен, что он есть. А надо все это здесь или нет? Object string. Где яб? Яб. Validation. Мне нужен trim. String required number required positive integer. String email. String URL nullable. Day default. Trim. Есть trim. То есть нам надо тримать пробелы. Ни в коем случае нельзя пропускать, чтобы пробел был значением. Угу. Пробелы больше не работают. Обязательно. Все, валидация работает. Submit. Значения получили. А если здесь 1, 2, ага, пробел не работает. Как и character. Все, это самое главное. Валидация, обосранные тримы обязательно надо делать. Даже на числах. Везде надо тримать пользовательские данные. Иначе в конце копипастит пробел. На бэк тоже надо тримать и проверять все это. Что она еще сделала? Вроде все. Странно, что string здесь не нужен. Ну ладно, пофигу. String number. Я понял. Мы импортируем рутовые элементы, потом уже с ним какие-то экшены производим. То здесь мы можем сделать email, я думаю. Нет, там нету имейла. Есть. String email просто это. String trim email. Required. Давайте посмотрим, как он email отрабатывает. Ага, и самое главное, ошибки на русском. Email. Что у него есть? Ничего, да? Во, все, ошибки на русском есть у нас, окей. Великолепно. Если вы i18... Короче, используется... Какое слово? Транда как лагается. Невыносимо. Сидишь как еблан, 3 часа ждешь. Ебучий интернет. Интернационализация. Вот, если вы используете интернационализацию, то вы здесь просто пишете функцию t со своим каким-то значением. Там. Validation email, допустим, вот так. Это надо тоже не забывать. Все, вроде разобрались. Вроде как даже мне нравится этот урок. Только осталось lazy validation делать, потому что он сейчас сразу же триггерит ошибки. То есть моментально, как вы вводите, он сразу триггерит это все. То есть начали что-то вводить, он сразу триггерит. А нам надо, чтобы пользователь ввел, допустим, ушел, либо там время прошло, и тогда только триггерилось. Scratch the surface of what Yup offers as a validation methods library. I highly recommend you go visit their GitHub page and scroll through the documentation to give yourself an idea of all the different validation methods that you can use within your own forms. In our next lesson, we will explore an advanced tip, lazy versus aggressive validation, and how to achieve it with bValidate.
requirement in forms is to have the ability to only trigger the validation of a certain field whenever the user is done typing. This is called lazy validation. For this lesson, we're going to be using our login form as an example. As one of the most used cases for lazy validation are email address fields. It can be quite annoying for the user when they begin to type in their email and the application is already complaining that Что, типа, бля, я уже ору, что это не email. what they typed is not a valid email address. Text and email input fields fire different events depending on how the user interacts with them. The input event fires every time the user adds or deletes a character into the field. The change event fires once the field loses focus. In order to provide a better experience for our users when typing their email address, we are going to learn how to validate our email field when the change event happens. Но опять же, change. Самое лучшее это change плюс timeout. Типа, если пользователь 3 секунды ничего не вводит, понятное дело, можно зафайрить валидацию уже. Instead of the default input. Components that wrap form inputs, such as our demo base input, И опять тек мама звонит. Да. Ну, давай говори.
Сорян, ребят. Мама позвонила. Хорошо, это последний урок в курсе. Это ленивая валидация. Usually allow for a v-model binding to happen by a double-way binding into the model value property and listening for the update model value event. Internally, this update model value event usually fires when the input event from the underlying element happens. This is the case for our demo component base input. If you want to know more about how we build this component, check out the Vue 3 forms course where we will build this component from the ground up. The first thing we are going to do is remove the v-model binding. Мы So go даже байдинги убираем. ahead and delete that from the first base input instance. Все гайды Vue и Naksta начнутся с того, что вы v-model должны бандить, а на самом деле вы не должны их бандить. То есть, если вы используете best practice, лучшее решение, то вы бандить не должны. Я это знал, но у меня не было примера кода, как это не делать. That holds our email binding. Our component is no longer being bound to our state. So first, we have to reestablish the binding of the state into the component through our model value property. Next, we want to now listen to the Все забандили. change event of the underlying input of the component. So we are going to add a change event listener and bind it to the handle change function. We haven't created this function yet, but we will get to that right after. We need to inform bvalidate that a change in our state for the email field has occurred whenever the user changes something in the field. Luckily for us, we don't have to write the logic for the handle change function ourselves, since vvalidate provides it out of the box with the useField composable. Let's extract out of the useField composition function another property, handle change, which is a function. This function will handle all of the required logic for vvalidate to update the state internally once it's called with a new value, which is exactly what our addChange handle change binding will do. Finally, we will return the handle change function we just extracted so that it is available to us in our template. Now that our bindings are set up, we can go back to the browser and check that everything works. If we start typing anything into the email field, we can see that the validation is not immediately fired as before. And when we tab into the password field or click outside the form, the change event is fired and the validation triggers. If your form consists of several inputs, the approach of using handle change for each one may become cumbersome, as we've learned in previous lessons. In these cases, we can use a different approach. There is a function named setFieldValue that can be extracted from the useForm composition function. With this approach, we have to create our own. Спасибо. Не надо, полторы слишком много. Так, сейчас обило. Сейчас самое интересное. По идее, пока что этой валидации мне хватит на многие проекты. Фиг с ним, валидация по тайм-ауту. Фиг с ней. Хотя бы не флайерить сразу валидацию, когда пользователь начинает вводить что-то в форму.
own handle change function, which will accept the event object as a parameter. And in here, we can call the setFieldValue function. This function allows us to pass two parameters, the field that we want to update and the value that we want to assign it to. You may be wondering why you would need to use this magic method instead of directly updating the forms model. The setFieldValue function will trigger the validation rules on the forms field who was modified, which would not be the case if we were to modify the state directly. For more information on setFieldValue, please check out the official docs. I've put a link down below. As we have learned, lazy validation is Подожди. Handle change event, set field value, email, и мы должны здесь продублировать password. Вот этот последний урок очень куцый получился. Типа ты только один элемент формы провалидировал, ты не хотела бы написать на оба? Это handle change event. То есть set field value мы из use form импортим, handle change вешаем и возвращаем его. И здесь прописываем change handle change и model value email. То есть меняем форму. ViewModel мы удаляем. Model value email. Подождите, а model value это случайно не то, что они там специально написали? В чем прикол такой проверки? Можно же просто сделать unchanged проверку типа. Ну, я так делал, когда проверял email. Потому что в этом случае у тебя сразу уже триггерится. Я, смотри, начинаю форму записывать, он сразу же пишет, что email должен быть валидным. Это раздражает пользователя. Ну, типа, объективно это раздражает. А там проверка происходит, когда ты убираешь фокус в поле. То есть, когда ты начинаешь писать, проверка не срабатывает. Вот для чего это сделано. То есть, это абстракция. Ну, это best practice. Вообще принято так писать формы. Никто не пишет формы, что она у тебя сразу ошибку должна выбрасывать. У них внутри там model value какой-то есть. И меня это парит. Давайте посмотрим, что это вообще за мура. Можно же проверить, когда он нажмет кнопки Submit. Можно, но тогда пользователь заполняет километровую форму, нажимает Submit и получает там 3 ошибки. Это тоже раздражает пользователя, и это плохая практика. Типа дерьмовый интерфейс это называется. Самый идеальный интерфейс это когда ты ввел значение, прошло пара секунд и прошла валидация. Но я не знаю, где ее посмотреть. Где тут handle change? Label, input. А здесь нету handle change никакого. А, value, model value. Зачем-то здесь, короче, перебрал. Давайте просто здесь value. Вот так вот. Email пишем. Мы отсюда handle change. Нет. Забираем. Еще вешаем событие change. Эту функцию handle change мы не здесь берем.
Мы ее здесь пишем. Const handle change event any. Почти, только здесь не так. Мы ее пропускаем через useForm функцию. И отдаем вовне. В любом случае ты не должен это писать. Что бы ты ни писал, фокусы или тайм-ауты, ты не должен это писать сам. Потому что есть инженеры, которые это написали за тебя. Если мы возьмем банальную даже вот эту библиотеку YAP, которая валидацией форм занимается, с 21 тысячей звезд на гитхабе, она не просто так имеет столько звезд, потому что она монструозная, учитывает кучу кейсов. Ты ж не будешь уже сам писать все. Но да, тогда нужен какой-то инструмент, но пока что вот даже здесь, в официальных курсах Vue, они ничего такого особо... Ну ладно, они сильно забустили мои формы в любом случае, но не довели их до идеала. Set field value. Вот что мы должны отсюда заимпортить. Set field value, и мы через этот метод здесь с этим value. То есть мы здесь берем email, в скобках он, да, как название, и event и target value. Пробуем, как это работает. Что в итоге у нас получилось? 1, 2, 3. Видишь? Сразу не файлится, все работает. То есть мы вводим email, там пользователь тупит, там у него километровый email. Сработало. Убираем. Сработало. Убираем. Не сработало. То есть он берет фокус, убирает и идет валидация. Я писал сам, обычно бы мой коллега просил не юзать лишние библиотеки, а просто подчеркнуть и добавить, что приложение много не весило, ибо нужно было, чтобы приложение грузилось быстро, шустро и работало так же. Но я надеюсь, что меня коллега такому заставлять не будет, потому что тогда мы вернемся к тому, что надо реально все на JS писать чистым. А тогда зачем? Тогда можно и Vue выкинуть на помойку или React выкинуть на помойку, свой виртуальный дом быстро написать. Потому что действительно виртуальный дом, он состоит из простых функций, и по идее ты его можешь сам написать, если ты вникнешь. И он будет явно быстрее работать, чем написанный другими разрабами, потому что они учитывают огромные монструозные приложения, а под свое конкретное ты напишешь виртуальный дом намного круче. Оптимизированный реально под твой кейс. Но нафиг надо. Потому что это все писанина легосятина, и следующему айтишнику придется долго ковыряться и разбираться, что ты там написал. Потому что у Япа хотя бы есть документация, а у того, что я напишу, документации не будет никакой. И чувак просто сломает себе мозг. Так, у нас есть handle change. Вопрос, как мы теперь должны это повесить на паспорт. То есть вот так она предлагает мне писать. То есть мы сначала биндим useField, потом биндим handle change. События на все поля. vModel везде грохаем. Пишем вот так value on change password. Проверяем, работает или нет на пароле это. Так, сработало. Убираем, сработало. Да, пофигу, пусть развлекается. На планете 7 миллиардов людей, сейчас ебется, наверное, миллион. Провоцирует тебя. Я не думаю, что она ебется с целью провоцировать тебя. Я думаю, она просто...
Да ты не кричи, она тебя слышит, блин, там через стену. Да хватит херню страдать, реально еще постучи в дверь, блин, будет проблема. Ну там Open приложение, типа я закинул на гид, даже не последней версии забил уже на это. Все, это, то есть это идеал развития пока что формы по view курсам. У нас есть валидация. Я не знаю. Наверное, потому что, чтобы яп установить, мне нужно было еще типы из TypeScript установить. Где installation? У меня TypeScript, скорее всего, не видит их. NPM. Здесь нет installation. Вот так. Привет, как курсы, Зеда, офигенно. Вот, мы сделали форму с валидацией на фронте. Прям хорошую форму с валидацией. Прям грамотную, потому что она не сразу выстреливает ивент, когда ты начинаешь что-то писать. Она выстреливает ивент потом, когда ты убрал фокус. Вот, убрал фокус, она провалидировала. Да, вот сейчас мы с формой разобрались. Единственное, что жалко, что они не рассмотрели в уроке выстреливание по времени. Ну, типа, что вот ты написал там что-нибудь, прошло пару секунд, и чтобы ивент стригерился. Потому что это нужно будет в поисковых инпутах. Типа, вот я, не знаю, ищу Звездные войны. Вот я написал, и должен поиск стригериться. Через секунду там или через 2. Этого здесь пока не обозрели. Так бери use debalancер, там есть во view use, разберешься. Да не разберусь здесь, ну, достаточно серьезно надо объяснять, как это все грамотно сделать. А ты, кстати, как думаешь, из этого нам, я так понял, от use field мы никуда, да, не можем деться. Нам придется, если у нас форма из 50 элементов, мы так use field и будем строчить. Как дураки, и все, и никуда от этого не деться. Еще вот здесь вот будем 50 элементов строчить. То есть будут портянки из текста. Мы здесь используем yap и v-validate под капотом. Можно dot использовать, можно еще что-то. Тут хорошо, мне этого пока достаточно. Для большинства use cases достаточно. Мне нужно, чтобы именно кто-то показал, как это использовать, и желательно, чтобы это был best practice. Потому что иначе ты напишешь просто лапшу какую-то из дерьма. Это будет работать, да. Но это будет лапша из дерьма. Я, кстати, из этого до сих пор не разобрался, почему, если у меня бэк в фетче выстреливает 500-ю ошибку, у меня вообще форма виснет, и она больше не сабмитится. То есть... Да, надо купить. Или ты купила? Заварила. То есть, если форма сабмитится успешно, ее можно жать сабмит там 50 раз и 50 раз ее сабмитить. Но не дай бог она один раз вернет, сервер ей вернет error, то почему-то форма перестает сабмититься, надо рефреш страницы делать. С этим я тоже не разобрался. Я не нашел, куда это, что это, откуда это. Как ее так обработать, чтобы она перестала виснуть. Это начало. Мы должны здесь повесить спиннер. Мы должны задизейблить кнопку при сабмите. Это уже другая тема. То есть представляете, вот сколько здесь получается, мы полчаса с формами разбирались, базовыми формами. Very important tool when building forms.
when used in conjunction with fields like email, it provides a polished user experience with a minimal change in our code's workflow. Ну все, кайфово. Хороший курс. А здесь можно какой-то коммент оставить? Или еще что-то? Марина Мости подготовила это. Ну, последнее видео скомканное у нее получилось. Потому что, во-первых, она последнее видео готовила на экземпле, который уже устаревший. То есть мы каждое видео усовершенствовали, рефакторили свой код. Последнее видео на неотрефакторенном она дала. Какой-то говнокод, который мы прошлое делали, она на нем это оттачивала, что неправильно. А все остальное окей. Только последний курс зажеванный. Последний видос. Офигенно. Ну, то есть вот error message, мы от них избавились. Их уже здесь нету. Мы error message вот сюда перенесли. В валидацию. Мы просто массив получаем. Объект из ошибок получаем. А у нее здесь в коде устаревшие куски. То есть вот это мы убираем. Ну ладно, это такое. Лучше бы она, конечно, это исправила. Все, здесь нельзя, да, никак пометить. Ну, вроде отмечено, что я посмотрел его. Смотри, Зеда, мы посмотрели advanced уровень. И в view там рассматривал некоторые вещи. Я офигел, что можно функцию рендера вызывать из view. То есть ты можешь какую-то функцию hash, по-моему, достать оттуда. И вместо темплейта HTML-ного писать в React Way. Ты можешь так как-то вот писать там. Типа hash и что-то там. Сейчас скажу, как это будет выглядеть. Ты пишешь вот так hash. Это объект. Здесь ID div. Там что-то children. Children это еще один вложенный. ID input, вот допустим. И children. У него текст. Там чем такое. Типа ты просто вот так вот пишешь. Дом. И ты можешь свой рендер сделать. Я показывал, что буквально свой React могу написать. Ну да, теперь я ближе к этому. Но опять же, пока... Просто, когда ты говоришь Джуну, что он может свой рендер сделать, он вообще не понимает, про что ты говоришь. То есть для него это в одно ухо влетело, в другое вылетело. Он вообще не выкупает про что-то. Вот мы прошли формы и validating view forms. TypeScript friendly view. Next 3 essentials. Что такое essentials? Building tools instruct to build view apps. Просто видишь, ты пишешь про дебалансер. И я им еще ни разу не пользовался. Я даже не знаю, что это такое. Await sleep. The balance execution. Отказ от дребезга. Офигенно. Изеда написала, так бери отказ от дребезга и, короче, погнал. Типа жены, они всегда охуевают. Типа они обычно вот так вот ведут себя.
Так и вопрос из этого в том, что я на самом деле вообще не обучаюсь, если я читаю официальную документацию, потому что в официальной документации ни при каких обстоятельствах я не приду вот к этому коду. Я никогда не смогу по официальной документации написать это дерьмо, если только я не выучу ее буквально, не выучу и сам и не рожу вот эту идею. То есть лучше учиться как на готовых кусках кода, которые пруфуют, зачем ты пишешь именно так. Она объясняет, что мы убираем эрроры, потому что ты замучаешься их писать. Зачем их писать, если можно их просто объединить в один объект? Это 2 паттерна. Паттерны надо будет записать на гитхабе вообще и выучить. Надо наизусть их знать. Паттерны надо выучить, это факт. Я вам сразу говорю, как я начал во фронт приходить, мне нужны все архитектурные паттерны. Дизайн паттерны, архитектурные паттерны. Все это надо, и подходы надо, все знать наизусть. Но я хотя бы выучил, что это Options API. И, скорее всего, мне как джуну лучше писать на Options API. Composition API слишком сложный для меня оказался. Все-таки то, что я написал в Composition API, вроде работает, но я начинаю терять нити связи с реальностью, если честно. Я начинаю переставать понимать, как оно работает. Оно работает, но как оно работает, я перестал понимать. Здесь хотя бы на блоке все расписано. Как-то попроще становится. И еще здесь все комменты надо написать. Что такое скрипт сетап? Что это такое? Что здесь можно какой-то еще написать запятая. Он маунтит, по-моему. Он маунтит есть еще. Давайте проверим. Console log mounted выведет. Не, еще не вывел. Это Composition API плюс Setup Function. Ну, вот это получается, она сказала, что это Composition API. Внутри Option API. Потому что Setup Function это Option API. Типа такой подход написания. Это он относится к Option API. А внутри почему-то мы Composition API начали писать. Но она сказала, типа, что давайте попробуем написать все на Composition API для того, чтобы понять новый подход разработки во Vue 3. То есть здесь мы уже писали окей. Так как я писал обычно. Ладно, что дальше мы будем изучать? Я не знаю, что такое Essentials. Build a block. Бульма CSS, боже. Нет. Почему Бульма? Почему они Бульму выбрали? А так, конечно, самый топовый контент это у самого Эвана Vue, когда он сидит и объясняет. Я на это смотрю такой ебанутый. But imagine let's add a little message here, right? So that will make this. Ну, типа, Evan Vue объясняет в основном во всех туториалах ViewMaster кишки. Буквально. Он просто в кишках копается. Part dynamic and make the whole tree non-hoistable because it contains something dynamic inside. Mm-hmm. But still, ideally, when we look at the template, we know this div will not change, this div will not change. The only thing that might change is, in fact, this little span here.
In fact, if I add a bunch of unrelated nodes in other areas, as human, we can instantly see that in the whole template, only this thing could ever change. But without any compiler-generated hints, the virtual DOM renderer sees just the JavaScript tree, and it doesn't have any idea about which part may change. So the job of the compiler is to provide enough information so that the runtime can say, okay, by looking at the data structure you gave me, I know that I can skip a lot of unnecessary work and jump directly to work on this instead. And the way we do that is with blocks. We turn the root of the template into what we call a block. And notice that there's the open block call here, so that when the block is open, all the expressions, all the children will be evaluated while. Хорошо, я понял, походу, что-то написал. Когда ты говоришь, это Composition API с помощью setup функции, которую я обычно вот здесь писал. Теперь я понял, что такое setup. Setup, когда мы здесь пишем, setup вот сюда попадает. Но получается весь код, который здесь написан, он внутри блока setup. Вот что. Типа он врапает полностью весь код, который написан здесь. Ну тогда вопрос, зачем это делать? Если нам то не только setup может понадобиться. Он mount и прочее надо брать. Ну понятное дело, что он импорты, скорее всего, не врапает. Либо он даже какие-нибудь стейты может не врапать. Я не знаю, как он там сам разделяет, что куда пихать. Возможно. The current block is open. So that's kind of the JavaScript shenanigan going on here. But the idea is when you create a node like this, because it's dynamic, it gets something we call the patch flag. Yeah. Right? The patch flag is an indication that this node is dynamic and it should be tracked. Как раз поэтому есть такие define props, define expose и т.д. Понял. And when we say tracked, this node will be then added to the current open block as a dynamic node. Got it. Right. So after this whole call, this root div will have an extra property called dynamic children, and it will contain only this node. Okay. Right. We still have the full structure going through the normal children hierarchy, but every block will have an additional array tracking only the dynamic nodes inside. Hoisted. Мне нравится это название. Оно похоже на hosted, только это hoisted. Что это за слово вообще такое? Hoisted. Я вот слышал где-то. Поднятый. Реально есть такое слово. Hoisted. Inside of it. And this can be arbitrarily deep. Матом ругаешься, в смысле тата? Ничего не ругаюсь. Кстати, с сыром намного вкуснее тата. Типа, если их с сыром, это офигенно. If you have a very complex DOM structure here, but no matter how complex it is, the block will only be tracking the dynamic nodes in a flat array. So when it gets to that block, when it's tracing through the virtual DOM, it gets to the block and the block tells it, here's exactly what might change. Exactly. Okay. So we have let the compiler to encode that information for us directly in the generated virtual DOM tree. So these are extra information that you don't typically get when you're just writing it manually. Okay. Some other things we might want to take into consideration is when you have a directive like the this is what we call a structural directive because it may alter the node structure. When this is toggled, this whole div will just disappear from the tree. So for this root block here,
Но, к сожалению, вот то, что он мне сейчас говорит, это для меня пустой звук, типа, и мне с этой инфой нечего делать пока что. Это опять что-то готовить я манал. Да, я тоже манал. Действительно, готовка каждый день мы едим. Хотя бы 2 раза в день. Желательно 3. Да, надо с этим что-то делать. Ну, можно не готовить, если ты бабок много поднимаешь и на готовом сидишь. Что такое Наконец-то Essential? Я не знаю, что это такое. Lightning Fast Build с помощью Viv All White. Но он сейчас по дефолту идет под капотом, я так понимаю. Закрываем эту говно. Это все курсы, да? Advanced Coding Better Composables. Вот это интересно. Query with GraphQL, я не знаю, когда я буду использовать. Gmail клон, неплохо было бы написать. И Advanced Components, типа... Я не знаю, что такое Composables. У меня они в проекте, по-моему, есть. Composables. Что они делают, я без понятия. Типа какие-то вычисления. Я туда попытался куки засунуть, они не отработали нормально. Попытался крипто в Composables засунуть, он нормально там через раз работает. Надо просто понимать, что такое Composables и что-то туда засовывать. Зачем они создали папку Composables? Она входит в автоимпорт. То есть их не надо импортировать, они автоматически без импортов работают в коде. Но вопрос, что мне туда засовывать? Есть еще папка Plugins, которая также, по-моему, автоимпорт юзается. Да, автоимпорт, потому что если вы дерьмовый плагин туда засунете, у вас не скомпилится ничего. Потому что даже если он нигде не используется, он все равно заимпортится. Единственное, что я знаю, это что компоненты такое. Компоненты, layout и middleware. Понятно, что такое. Stream pages, понятно, что такое. Где-то половину я только знаю. А здесь какие-то essentials. Hello, everybody. My name is Steve Edwards. I am a Vue developer from the Portland, Oregon area, and I am also a panelist on the JavaScript Jabber and Views on Vue podcast. If you are listeners to the podcast, you will also know that I'm a purveyor of amazing dad jokes. Welcome to our course on Next 3 Essentials for Vue Mastery. In this course, we are going to be talking about Next 3, which is the latest version of the Next framework that has been released to the Vue community. So let's start out by answering the basic question, what is Next? Next is a framework built on top of Vue.js that helps us to overcome some of the inherent problems with single-page applications, otherwise known as SPAs. So why do we need Next? The primary issue with an SPA is with search engine optimization, otherwise known as SEO. This is a very big topic in itself, but the gist is that the web page contains various pieces... Прикиньте, реально для SEO мне приходится... Всему миру сейчас приходится рвать жопу SSR. Чисто только SEO и все. Если бы сейчас все поисковики нормально индексили SPA-шки, все бы писали на SPA-шках. 100%. 100%. Ну, делали бы SPA как микросервисы, типа куча SPA-шек, как микросервисы, там, типа, если огромное приложение. Но все бы писали на SPA-шках. Никто бы не заморачивался ни с каким SSR. Всем это нафиг не надо. Но чисто из-за трафика, из-за бабок, все ебут себе голову. Тем, что нам нужен Next, и погнали. Pieces of information that can be read by the search engine bots when they index the page. The more information that can be indexed, the higher chance the page has of being found by the search engines. Next addresses this by either A, generating the content on the server side and sending fully rendered HTML to the templates, or B, generating static HTML pages, which is far and away the quickest way to provide content to a browser. Let's talk about these two approaches real quick.
There are two popular approaches to start a modern web project. First, there is server-side rendering, or SSR for short. When a client makes a request to a server, SSR will render the page in real time on the server. Because the page is rendered in real time, it will always be up to date. Now, in contrast, static site generation, or SSG for short, renders all of the pages of your website at build time. Мы будем с вами SSG делать. Я только не понял, как мне триггерить перегенерацию. То есть, допустим, я сижу в админке и добавил новый коммент. И комменты у меня SSG идут. Как мне заставить перебилдить вот этот кусок SSG? Как мне стриггерить этот ивент? Вот этого я так и не понял. Which is the time before. Потому что возможность сделать гигантский портал на SSG, это прикольно. То есть на статике. Ты просто генерируешь статику, это офигенно. Это всегда была моей мечтой. Я с этого начинал в нулевых. Просто статику генеришь, и ты охеренный. Потому что в статику ты инклюдишь только то, что тебе нужно. Куски CSS, куски JS, только те, которые тебе нужны. Все. И статика моментально грузится. Это просто топ штука. И поэтому в идеале, конечно, я, если честно вам признаю, что Драмакуна хотел делать на статике. Но свой движок статики, статик генератора я писать не буду. Сейчас уже не те времена, чтобы я этим занимался. Но я держу это в голове, что, возможно, Накс тот же идеально подойдет под это. В случае чего. Куски сайта можно действительно в статику превращать. Before your website gets deployed. Since our pages have already been rendered beforehand, when the client is making a request, it just needs to send back the right page. Different from SSR, there is no rendering taking place on the server in real time. It all got taken care of at build time, so it's faster. Потому что, смотрите, проблема статики в том, что если у вас очень много данных выводится, допустим, возле каждого материала выводится количество комментариев. И кто-то написал комментарий, вы мало того, что в блог комментарии должны перегенерить, так еще везде, где эта страница выводится с числом комментариев, тоже должны перегенерить. То есть там по цепочке большая перегенерация. Но вся эта перегенерация не сравнится в любом случае с реал-тайм приложением, которое на каждый запрос отдает сгенерированную страницу. Типа разница в производительности колоссальная в любом случае. Статика всегда рулит. Проблема статики в том, что это реализовать сложно, потому что тебе нужно все дерево своего приложения как-то прописать. Кстати, это прям один в один, это Virtual DOM, грубо говоря. Это чисто все, что сделал Evan View. Это мне надо создать виртуальный дом, весь сайт загрузить в память, в оперативку, и выдавать готовые объекты в виде статических страниц. А если где-то что-то поменялось, я должен обойти этот виртуальный дом и поменять те значения, которые изменились. Все, перегенерить. Все, это вот это какая тема. Слушайте, ну сама суть держать это в памяти, это даже круче, чем на диске держать HTML-файлы. Потому что доступ из памяти моментальный. Да, это гениально. Только осталось вот только гениальность, это вот это вонючее гигантское дерево всего твоего сайта, понять, какие из компонентов должны перегенерироваться. In addition, because there are no API or database connections, and there are no logins and user accounts, there are no... Я бы реально все отдал, чтобы в это как-то залететь, но факт вообще я не уверен. Я не Evan Yu, и я не уверен, что это реально реализовать, потому что я без понятия, что он знает, чтобы как-то компилировать наши Vue приложения. Когда он видит вот это HTML дерево,
как он именно все это проверяет. Что именно он там написал, что эти штуки компилятся, транспилируются. Во-первых, они транспилируются в JS, они еще компилируются. Или тоже транспилируются. Security concerns. We will demonstrate how to deploy your site in both ways at the end of the course. So what other features does Nuxt provide? One of the primary benefits of Nuxt is that it comes pre-configured with sensible defaults. With a regular Vue app, you would have to do... Потому что React идет по этому пути. У React есть SSG, которая сначала делает файлы. При первой загрузке он считает этот файл в памяти, в дальнейшем он отдает это из памяти. То есть это как Redis работает. У него есть хранилище в памяти, есть и на файлах. Зачем это сделано? Если у вас сервер перезагрузится, все из памяти вылетит. Соответственно, вам надо это откуда-то брать. Вы берете это из статики, и процесс повторяется. Поэтому Redis, он одновременно и in-memory хранилище, и файловое хранилище. То есть, когда его перезагружаешь, он берет из файла все, вычитывает опять себе в оперативку и моментально выдает значение. Do a lot more manual configuration. For instance, Nuxt already includes Vue Router and Vue Meta, among other things. One primary feature of Nuxt is how routes are generated. In a Vue SPA, the user is responsible for creating the various routes for the app and associated components in a large config file. Nuxt uses the folder structure under the Pages directory to automatically configure Vue Router for you and generate your URLs. For instance, if you create a pages/about.vue, you can access the content of about.vue at mysite.com/about. There are a couple of other options that we will discuss later, but the beauty of this approach is that all you have to do is create your directories and components, and Nuxt handles the route configuration for you. Another common need for larger sites is custom layouts. For instance, you might want to have a layout for your front page, another layout for article pages, another layout for product pages, and another layout for FAQ pages. With Nuxt, you can easily create custom layouts and then apply them to your components as desired. So here's what we will cover in this course. First, we will work on installing Nuxt. Once we've done... Подождите, курс Essential, он называется так только потому, что это Nuxt используем вместо Vue? Или что? То есть это чисто курс по Nuxt. That, we'll edit our component content. We'll create a custom... Ну, скорее всего, для меня это будет, ну, может, я что-то здесь и подчерпну, но это минимум какой-то. Essential — это основа, это подожди. Это в курсе Intermediate. Это не beginner. Я не знаю, зачем они тогда основы Nuxt засунули. А, вот, здесь и написано Nuxt 3 основы, да. Зачем они тогда это в средний курс засунули? Если Nuxt 3 основы, это явно beginner. Nuxt 3 это уже предустановленный Vue с кучей настроек, и все сконфигурировано из коробки как фреймворк. Как бы, что там ты? У тебя все уже из коробки идет. Ты уже можешь садиться и разрабатывать, как бы это beginner level. Vue 3 Forms. То есть даже когда мы сейчас формы, по идее, это в Vue 3 они рассматривали формы. Возможно, на Nuxt уже надо делать по-другому. Ладно, в любом случае все курсы посмотрим. Может быть, кроме каких-то там совсем бигинеров, которые не особо мне нужны. Layout. We'll use the directory structure to define our URLs. We'll pass dynamic values into the component from the URL. Ну хорошо, мы посмотрим, возможно, Data from External API. Возможно, он покажет, как делать error handling. Или еще что-то, как грамотно это делать, как сделать 500-ю ошибку, 404-ю сделать. То есть, возможно, действительно он что-то откроет для меня. And then we will get into consuming data from an external API or data source. As part of that, we'll create a server API. Потому что у меня сейчас есть файл error. Вот он.
Но этот error тупой, потому что он не знает, из-за чего error-то возник. А давайте попробуем not found. Отрабатывает или нет? Вот у нас сайт есть. Погнали. Да, видите, он error, все эрроры сюда. Хотя по факту это 404. Это ошибка 404. Но он ее воспринимает как 500. И пишет, что упала база данных. API endpoint within Next. And then we will use the built-in useFetch function to get the data. And finally, using the composition API, a very important part of Vue 3, we will get the data from the API endpoint, provide it to the template, and display the data for the users to see. So to complete this course, we will need to have the following items in place. First, we will need a computer with the latest LTS version of Node.js installed. Second, in order to edit the code, you will need a code editor. There are many options out there, but we will be using Visual Studio Code. And finally, you'll need some basic familiarity with Vue.js. In the next lesson, we will install Next and discuss some of the available directories. See you there. Не, курсы хорошо написаны, я не знаю. Как бы проблема европейцев в том, что у них большие интро, которые нафиг никому не нужны. А так окей. After you die, the last part of your body that stops functioning Да боже, что за хрень. Почему он про смерть начал говорить в конце? are the pupils. Why? Because they dilate. Pupils? Это что такое pupils? Делать. Как она пишет? Pupils. Делаю. Because they dilate. Delayed. Зрачки расширяются. Здесь какая-то, понятное дело, англицизм какой-то, который... Это какая-то шутка, которая не переводится буквально. Есть словоформа с delayed. Dilate. Я без понятия, даже сложно сказать, к чему эта отсылка. Ладно. Now that we know what Я очень молю, чтобы создатели курсов наконец-то заморачивались с тем, что действительно это должно быть production ready, пожалуйста. Пожалуйста. Давайте не сразу production ready код, потому что если я напишу что-то из ваших курсов, а мне работодатель уволит, это будет пиздец. Он скажет, что это за хуйня. Придет какой-нибудь senior dev и отпиздит меня просто. Next is, let's actually start using it. To begin, we need to install it. We will be following the installation instructions in the Next3 Quick Start Guide at v3.next. Пиздец, да, это просто вот то, что я понаписал сейчас в проекте. Понимаете, проект разросся, и получается, я настолько быстро его менял, что я вообще связь уже потерял. То есть уже сейчас это не Дарамакун даже. Это маленький Next проект. И я уже начинаю связь с реальностью терять. То здесь чуть ли не все надо рефакторить. Так, потому что это нихера, это уже неадекватно работать начинает. .js.org. To start, open the terminal app of your choice, whether it's a built-in terminal or another Ну, terminal посмотрим установку, application. хер с ним. Type npx nuxi init nux3-app. This will install the app in the Next3. Чувак мне нравится, он пишет версию. Я тоже очень люблю писать версии. Очень жаль, что я на гите не написал версию. В текущем проекте у меня нету версии. Я очень люблю писать версии. Типа Next3, Nest 10, чтобы было сразу понятно. Потому что если вы потом захотите перенести, допустим, с Nest 10 на Nest 11, можно перекопировать в новую папку
и начать рефакторить. app directory under your current directory. In the terminal, change into the next3-app directory. Now you can open VS Code. Потому что, да, вы можете гитом откатить изменения на старую версию проекта, но лучше создать отдельную папку. То есть там настолько монструозные изменения, что лучше в отдельной папке начать разработку. И в случае чего у вас старый проект на втором Next продолжит работу. А вы создали папку Next 3 и погнали там пересоздавать этот проект на следующем фреймворке. Code in one of two ways. If you have the code command line tool installed, which is part of VS Code. Потому что вон, вы помните, что Vue 2 и Vue 3 это совершенно разные фреймворки. Evan Vue постоянно про это говорит. Типа я просто взял и переписал все с нуля. You can type code space next3-app. This will open up VS Code in your folder. If not, you can just go to the File menu, choose Open. Если бы Драмакун был написан на Vue 2, то мне бы пришлось Драмакун на Vue 3 создать папку и начать его там, переносить его кусками. And then open the directory where your project has been installed. In the VS Code terminal. При этом во время переноса я бы, скорее всего, еще какие-то фиксы и фичи выкатывал на второй версии. И параллельно я бы еще третью бы переносил, это пиздец. Но в любом случае это лучше, чем сраным гитом пользоваться. Типа гит вроде под это предназначен, но на самом деле когнитивная нагрузка, которую вы будете держать в голове, она того не стоит. Слишком тяжело. Вы ошибетесь где-то там, что-то поделаете там, и будет пиздец. Type yard install. This will install all of the dependencies required by the project in the node modules folder. Start your dev server by typing yard dev space dash dash space dash o. O means opening the browser. One thing to notice is how quickly the site builds. Подождите, а что у него за Накс 3 какой-то другой? Какого года это туториал? Здесь не написано дата, да? Lesson. Дату, конечно, европейцы решили не выносить. Потому что я смотрю, у него там просто лысый проект создался, пустой. Там даже папки Pages, по-моему, нету ни хера. Default, Next3 uses Vite, which is a new build tool that replaces Webpack. Webpack was used in previous versions of Next. The default Next screen is displayed in your default browser. Да, у него еще Webpack. Видите, вообще это какой-то... Это вообще минимум. У меня такого никогда не создавалось. Ни в Next, ни в Next, нигде. Везде, где я ставил, там куча дерьма сразу ставится. А здесь у него вообще файликов 6-7 создалось. In app.view, this is the default Next welcome component. Let's comment that out and replace it with our own text to show that this is indeed the main page. Once you save your file, if you look at your browser, you see that the вот такие сайты я бы каждый день готов был делать. Default text has now been replaced by welcome to my Next3 app. Да, только туда еще надо storage, пинию какую-нибудь засунуть, или Vuex, по-моему, или как он там. И все остальное. Сессии, куки, бэкэнд, все это. As shown in the docs, there are a number of available directories at the top level of the directory structure. However, веб-сокеты надо не забыть ведь. Ну, я, допустим, хочу веб-сокеты юзать, но я даже не лезу сейчас в эту тему. Насрать мне хотя бы просто базовые сайты сделать. Потому что везде, где есть чаты, везде, где есть какие-то real-time апдейты типа поп-апы, это веб-сокеты. However, most of them are optional and you only need to create them if you need them. The node modules folder is always there and contains all of the dependencies required by Next and any other libraries you have downloaded via npm or yarn. In future lessons, we'll create folders for layouts and pages which give us built-in features. One of the powerful features of Next is custom layouts. Using the layouts folder, we can create custom layouts for various parts of the site and then assign a component to use the layout with the layout keyword. For instance, you could have a layout for your main page, a layout for a blog post, and a layout for an about page. The pages directory is where we create our URL structure for our app. Next reads all the .view files inside this directory. And Просто у меня теперь горит жопа от того, что из этого написал, что это не best way. Типа он написал best way, это и гнать его в view use и там что-то делать с формами.
Типа best practice это именно там юзать что-то. JS. Где views? Views это другое уже, да, что-то? Да, это другое, это сборник. Утилит. Блин, походу придется его ставить из маус прям. Это для игр можно юзать. Хочешь целоваться? Ну, я прервусь, будет в любом случае перерыв. Потому что я уже, ну, сколько я сижу? Нафиг знает, сколько я сижу. 5 часов. Меня бомбит от того, сколько мне еще надо. Я просто хочу быстрее все это в свою бошку впихнуть. Меня бомбит от того, что это очень медленно все. It automatically creates the router configuration for us. Using directories and file names, we create the URLs used to navigate the app. Да, я помню, когда я ставил вот этот сайт, в прошлом году я его разрабатывал. Он на Vue 2, по-моему, разработан. Он на Vue 2, и тут, там, по-моему, я раутер еще писал. Сейчас, слава богу, этой хуйней мне надо заниматься. This makes it much easier to structure your app than having to create manual configuration using JSON, as you would in a normal Vue app. We will be creating our files in the Pages directory. То смотрите, ребят, когда вы установите Rust, допустим, вы кайфанете от того, что вы управляете всем. Но через год вас заебет управлять всем. Потому что, очевидно, я не хочу раутер каждый раз настраивать. Типа ты делаешь уже 25-й сайт для клиента, и тебе каждый раз, 25-й раз надо настраивать этот ебучий раутер. А помимо раутера там еще куча всего. For the remainder of this course. In our next lesson, we will start building out our app, and we will begin by creating our URL structure using directories and components under the... У меня сейчас удел этого лысого чела увидел, и у меня что-то дежавю появилось, мне кажется. Я уже его смотрел. Я его качал на рутреке, но тогда я понял, что это хуйня какая-то. Ну, не понял, а подумал, и поэтому дропнул. Потому что у меня же как бы, когда тебе курс какой-то качаешь, ты не знаешь, это хуйня, не хуйня. Там не было понимания, что это с официалки идет в Юмастере. Ну да, какие-то куски я понабрал оттуда, 2001. Ничего свежего тут нету. 22 год. Потому что я его точно видел. The Pages directory. Last night I woke up to my wife and kids screaming. Exasperated, I said, "What the heck are you guys yelling about?" They said, "You're driving!" As we talked about previously, one of the great features of Nux that makes it so easy to use is that we can use the directory structure of the Pages directory and its subdirectories to generate the URL structure for our site. For instance, if I wanted to create a simple about page at mysite.com/about, I would just create a file called about.vue and put it in the Pages directory. For our project, we're going to create a basic site that displays data on different cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethereum. We will be using a site called CoinLore to get our data. CoinLore has a data API, and we will query that API to get data for the various cryptocurrencies. The site will have two... Но можно с Binance парсить, кстати. Кстати, вот этот кейс и неплох. Я объясню почему. Потому что у меня была куча на PHP парсеров, типа вот этих всего. То тебе нужно курс доллара спарсить, то тебе нужно курс крипты спарсить.
Поэтому парсеры, да, это частая тема. Two basic pages. The first is the main landing page, which will display a listing of the currencies for which CoinLore has data. The second page will be a detail page for each currency. Each item on the main page will contain a link to the detail page for that currency. This page will use what is called dynamic routing. This allows us to use one view component to display data for many items using parameters passed into the component via the URL. As we saw earlier, by default, app.view is the main landing page for the site. However, we want to use the routing provided by the pages directory, so we need to override that behavior. To do that, we need to do three things. First, we need to create the pages directory at the root of the project. Second, we need to create an index.view component in the pages directory. And third, we need to override the content in app.view using the built-in Nuxt layout and Nuxt page components. Using the built-in Nuxt page component tells Nuxt to use the content in the pages directory. Next, we need to create our dynamic page for displaying the details for a cryptocurrency. The URL we want to create is mysite.com/currency/ID. И смотрите, с учетом того, что я обосрался с некоторыми вещами, типа генерации хэшей и прочее, я почти уверен, что здесь надо взять Options API и здесь именно дергать вот эти значения. То есть вот сейчас это Composition API. Я так понимаю. Нам надо на Options API это все переписать, чтобы было понятней. Where the ID value is the dynamic value passed into the component that tells us which ID to query in the CoinLore API. So to define the structure, we need to do two things. Create a currency folder under pages, so the end result is pages/currency. In the currency directory, create a view component named id.view with brackets around the ID. This tells Nuxt that the value being passed in there is dynamic and will be used in the content of the component. With this done, we have everything we need in place to create our URL structure. In the next few lessons, we will start to fill in the content of these components that will allow us to display our CoinLore data. The statement, "you are what you eat," really isn't true. For example, if you think about it, if you eat a vegan, you really aren't a vegan. Now that we have our URL structure created, we're going to work on querying the API and displaying the data. As mentioned previously, we need to create a main layout that has a simple nav bar with a link to the home page in it, so that we can easily navigate back to the home. Напомнила, привет, Вил. Weekend, окей. Смотреть не будем, потому что DMCA, но я знаю этот трек. Home page from our currency detail pages. To do this, let's go through the following steps. First, create the layouts directory at the root of the project. This is at the same level as the server and pages directories. Second, in the layouts directory, create a new view component called default.view. This file will contain our layout. Because it is named default, it will be used for all pages in the site. Third, all we really need for this site is a menu, so that's what we'll create. Let's add the following code to the template section of that layout file. There are two things to notice here. First, we are using the built-in Nuxt link component for creating internal links within our site. Because it is built in, we don't have to import it in any of our components, which means Так, что мы здесь? Link, navigation, main slot. less code. Когда ты DMCA знаешь, ну, конечно, я стримлю уже больше 5 лет. We're using the standard view slot syntax for displaying the content from our pages. We want to put the slot wherever we want the content to show up in our layout. In this case, we want it to show up as the main content below the main nav, so we put it within the main tags. Once you have saved the changes, you will need to stop and restart the dev server for the changes to take effect. Now that the layout is complete, let's add the content to the main landing page.
As we discussed earlier, we want to provide a listing of the top 10 Прикиньте, раньше надо было перезапускать сервер, если ты добавил layout какой-то. cryptocurrencies available in the CoinLore API. In order to call the API, we first need to create a server API file that calls CoinLore. First, off of the project root, create a server directory. Within that directory, create an API directory, and within that directory, we will create a file called dot with brackets around the dots, .js. This is what we call a catch-all route in Nux3 and will be used for any API call made from a component. The path to this file should look like this. Within that file, paste the following line. The part after the .net in the URL will vary depending on whether we are getting a list or details for a specific currency, so we will make that part dynamic. According to the Nux docs, Nuxt will automatically read in any files in the server API directory to create API endpoints. So all we needed to do is call that URL from within our app, and Nuxt will make a call to that URL. Next, let's open up the index.view component at the root of the pages directory, the one we created earlier. First, let's start with pasting in the setup function. This call is about as small and simple as you can get. Since the useFetch function is made globally available in Nuxt, all we have to do is use it. No import statements are required. This line just queries our CoinLore API and gets the first 10 results that come back. Я надеюсь, он все-таки фетч покажет более сложный, с обработкой ошибок и прочее. Ну ладно, с loading state я уже шарил, error state более-менее. Там тройной if. Типа if success выводим данные, и если loading state, то мы пишем loading, либо показываем такой оверлей, который примерно подходит под контент. Если error, пишем, что не удалось получить данные. Сейчас порефакторим фронт под эту штуку. On CoinLore, so we don't want to get the entire list. It then stores all of the return data in the data variable. Так, что там опять кинул? YMCA, да. Ай, короче, у нас есть уже workflow GitHub. То есть, когда мы пушим проект, он уже пытается сбилдиться. Ну, кстати, последний раз он сбилдился, как ни странно. Только тогда мы его коммитим. Но проверяется пока что только фронт. Опять же, без юнит-тестирования, без end-to-end тестирования. То есть, пиздец. Есть юнит-тестирование, есть интеграционное, по-моему, тестирование, которое мокает данные. И есть end-to-end тестирование, которое запускает браузер и тестирует уже endpoinты и прочее. Представляете, сколько еще? То есть это еще работа тестировщика профессионального. То есть ты прям придется все вообще выучить. То есть DevOps выучить, потом тестировщика выучить, прогера выучить. И все это уметь заводить. Хоть на нормальном уровне, скажем. Нас интересует только средний уровень. Нас не интересует прям супер-пупер-друпер. Which we can then access in the template portion of the component. Ну, это не средний уровень, это говно уровень. Вот так писать. Next, let's paste in our template code that will display the data. This is just a basic HTML table that loops through the returned items and creates the table rows. If you are not familiar with the v-for directive in Vue, it allows you to loop through a list of data, such as an array, and display whatever you want for that piece of data. In our case, we are just using it to display a row of data in a table. The most important column in the table is the details column. This column will display a link to the details page for that currency. To link to other pages, we use the built-in Nuxt link component. In this case, we just need to specify the target for the link. If you remember, back in lesson 3, we created a pages/currency/ID. Интересно, у него написание двойный. Здесь он использует, я забыл, как этот метод называется. Короче. Нормально здесь написал, то здесь выполняется прям код. Это потому что здесь двоеточие стоит. .view component, where the ID
is the currency.id value returned from the API. Опять же, я не шарю. Вот, я замечаю, что и можно и без двоеточия писать, можно с двоеточием. So for instance, for Bitcoin, which has an ID of 90, Я вот думаю, забить ли анкера в потолок, чтобы соседей порадовать или нет. А что ты хочешь на эти анкера повесить? Насколько они здоровые? Ты хочешь мега-крюк на то, чтобы машину поднимать? the URL we create is currency/90. We then pass this ID to our id.view component via the URL, where it is used to query the API and get the coin detail. Или ты себе качели повесишь, будешь качаться там. In the next lesson, we will fill out our detail component and display the data for the specific currency. Хочу полки закрепить, в том числе и к потолку. Это что за полки? Это навесные какие-то полки на цепях или как? Я просто думаю. Просто полки к потолку. Полки обычно на стены вешаются. Полки, у которых крепеж сверху, я не знаю, что это полки. Здесь только в офисных зданиях каких-нибудь. I can guess what people do for a living by looking at their hands. I mean, I'm probably wrong, but I can still guess. Стальные шины. Да, хорошо, мне интересно. Полки на потолок. А, ну есть такие, да, действительно, которые крепятся на потолок. Но я говорю, это лофт, это офис обычно. Это офисные помещения делают такое под лофт. Да, я сразу сказал, что это офисное помещение. В коммерции обычно такое. Now that we have displayed our initial listing, and each item in that listing contains a link to the detail page for that item, let's fill in the detail page. If you remember from the previous lesson, we created a server API route that looks like this. What we need is the part to pass as the rec.url. According to CoinLore, to get a specific coin, the full URL is this. So if we wanted to get data for Bitcoin, which has an ID of 90, our desired URL would end with an ID of 90. So now that we know all that, let's fill in the content of the page. Let's open the id.view file we created in lesson 4 and create our setup function that calls the API. You will notice that this looks very much like the setup function for the main page. Data value 0. Я думал, только у меня такая ебанина получается. Оказывается, это официальное писанина. With a couple changes and additions. First, получается, в data есть value, и в этом value есть массив объектов. И самое тупое, что ты выбираешь нулевой. Хотя вроде как value должно быть единственным. Single. Но там массив. Since we are reading the ID of the coin whose data we want to get from the URL, we need to get that value, and we do it with the useRoute function. This gives us the route definition. То есть там массив объектов, состоящий из одного объекта. И вот мы поэтому его вызываем. Within that route definition, the params object contains the ID value from the URL. Next, we add this value to the URL as route.params.id and call the endpoint using useFetch like we did in the main page, and return that data as a coin object from the function. Next, we need to create our template to display this data. In this case, since we are just displaying data for one coin, we do not need to use a v-for loop. А почему он тоже? Это же уже Composition API, да, я так понимаю? Это не Options API. Ну, типа, чтобы еще раз. Options. Ну, типа, еще раз, в чем разница? Вот как я представляю себе Options API. Типа методы, mounted. То есть здесь на самом деле mounted.
Да, mounted. Ну, то есть... А Composition API, вот это здесь все дерьмо. Просто кидаешь и все. Причем здесь unmounted можно то же самое, кстати. Вызывать. Прикольно. Просто вот здесь мне как нубу, как джуну поможет строгая структура. Потому что в этой куче дерьма я не особо понимаю, что когда должно выполняться. Что у нас стоит в качестве начальных данных, типа Data, которые инициализируют. Что за методы и что происходит on-mounted. Здесь понятно, что on-mounted, он здесь вынесен, а все остальное непонятно. Здесь опять же verify user. А где, кстати, user? А, computed есть. То есть computed здесь display profile. Понял. Окей. Вот вся разница. Типа они решали вот эту проблему, но я пока ее не выкупаю. Зонирование, что здесь в Options API у тебя разные части твоих компонентов, они разбросаны, вот. Народ, дядя Женя, видел, как Летов поет песню «Максим, привет, Биг Бой». Да я не буду DMCA слушать. Я не буду сейчас DMCA слушать. Итак, мы на ViewMaster сейчас сидим. Посмотрю. Instead, we just create an HTML table with the data we want to display. Даже Летов. Егор Летов, что ли? In this case, we are just displaying the name at the top, and then the symbol, rank, price in US dollars, and market cap values. Because we return the coin object from the setup function, we need to get the data from the coin variable. And voila, we are done with our simple app. Next, we will cover how to deploy our app so we can share it with the rest of the world. Типа это полное дерьмо, если честно. Нету никаких обработчиков ошибок, ничего нету. Хотя можно такие сайты разрабатывать, я объясню. То есть, если у вас где-то ошибки на бэке, то, по идее, один хер ничего работать не будет, поэтому какие-то красивые ваши сообщения о том, что что-то сломалось, нахер никому все равно не нужны. Поэтому, по идее, разница между тем, что сайт ни хера не загрузится, и тем, что вы выведете какую-то супер ошибку, нет. Хотя, может, это не DMCA, я не знаю. Сколько там просмотров? 3 месяца назад. Да что-то многовато. Встречать рассвет и слышать, как проснешься не со мной. Мне стало так легко дышать в открытое окно. Знаешь ли ты вдоль ночных дорог? И повторять ей лишь одно. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног, сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай, что мне нести. Нет, трек крутой, но, блин, это что, синтез его голоса из нейронки, что ли? Do trees poop? Of course they do. Where do you think we get number 2 pencils? Ну и все, курс этот прошли. Этот курс этого лысого вообще ни о чем. Честно.
Now that our site has been created and is working, we are going to Это deploy it and make it beginner publicly прям. available so people can enjoy your new creation. There are many options for hosting a Nuxt Это не site, ромка, там but for this course, we are движуха в going to этой use a теме. popular hosting service called Netlify. When deploying to Netlify, there are two options. One is to push to a Git repository and connect to that repository from Netlify. And two is literally dragging and dropping your site's output folder to Netlify in their UI. For this course, we will deploy from a GitHub repository. First, you will need to create a repository on GitHub. Ну, короче, это Follow the вообще instructions on такое. GitHub to create a new repository. Folders to the staging Мы area. создаем репозиторий, это на Netlify выкачивается. У них там специальный лысенер, который стоит и трекает изменения. Verify that your files have been selected. Либо даже с workflow мы сами триггерим Netlify, что у нас изменения пошли. Your new repository. Under step 3, site settings and deploy, accept the default values. Netlify automatically detects that it is a Nuxt site. During the build process, you are redirected back to the Site Overview tab. Netlify generates a new URL and displays it at the top left. Click on it and voila! Your site is displayed. As we discussed in the first lesson, Nuxt supports server-side rendering and static site generation modes. However, as of the writing of this lesson, Netlify and Nuxt 3 only support server-side rendering. The static site generation capabilities will be added in the near future. We've reached the end of our... Мне просто по интересу, почему они дают тебе бесплатно все это сделать, если как бы SSR жрет нехило так ресурсов. Типа с хера ли Netlify мне дает возможность развернуть своего монстра у себя. Course, and I've learned the basics of getting up and running with Nuxt 3. With what we have learned, you can create many types of sites, such as blogs, brochure sites, and even just a personal website. Thank you for watching, and have fun building sites with Nuxt 3. Have fun. У меня такого have fun уже 2 месяца просто безудержного have fun у меня. Просто пиздец. Сначала на Next у меня был have fun, теперь на Nuxt have fun. Не знаю, будем ли смотреть, как он блок прям билдит. TypeScript у нас и так везде стоит. Как бы у нас остается только там, где OneU рассказывает всякие штуки. В Beginner я вообще не думаю, что здесь что-то есть. Reward V3 Composition API. Раутер, Pinia. Сегодня взрослей стала, и учеба ты прогуляла, собрала всех своих подруг. Увозила 100 морей и целуй меня везде. 18 мне уже, забирай меня скорей. Увозила 100 морей и целуй меня везде. Я ведь взрослая уже. Ну, этот DMC из-за музыки прилетит мне. А так да, похоже, но голос стоит грубовато. Сейчас он роботизированный какой-то получился. А так, да. Блин, что дальше посмотреть? Ну давайте TypeScript friendly просто посидим, попередим, я не знаю. Или мне это смотреть. Props компайлер macros. Welcome to TypeScript-friendly Vue 3. Vue 3 comes with a variety of TypeScript-related updates. The most important one goes by the name Script Setup. This is the new standard syntax for using the Composition API. Да бля, теперь это стандарт. Или стандарт, он имеет в виду другое. With this new syntax, your code will be more concise and compact. More importantly, this is the most TypeScript-friendly syntax in the entire Vue.js framework. А, типа это TypeScript Safety. Получается, старый формат, который Options API, он не TypeScript Safety. Before we get into the TypeScript stuff, let's first take a look at a quick demonstration.
На российские треки тоже прилетает DMC, я думаю, они с концам свалили. Они свалили, только деньги они из нас сосут, продолжают. Она опять трахается. Demonstration of how concise and compact this syntax is. We're going to refactor this component with the script setup syntax. It's using a composition function, useAutoCount, which returns a count ref. Это composition API, setup, count, use AutoCount, function reset. And then there's a reset function for resetting the count. And finally, it returns a count ref and the reset function to make them available to the template. Using the script setup syntax, we can make the code more concise. We just need to move the content of this function out here. Now we can get rid of all of this. And we also don't need the return statement. And lastly, we have to put the setup attribute here. In summary, this is the version without the script setup syntax. And here's the version with the script setup syntax. As you can see, this new version is much more compact and concise. The rest of this course will focus... Да, на compact and concise, но с учетом того, что у тебя будет вот таких штук здесь до хера, в итоге у тебя здесь просто лапша из дерьма. Я пытаюсь хоть какие-то брейкпоинты расставлять по коду, чтобы хоть за что-то зацепиться в итоге. On using TypeScript with this new syntax. To get the most out of this course, make sure that you have some basic understanding of TypeScript and the composition API. If you need a refresher, you can check out the Vue Mastery courses on these subjects. In this course, we'll cover 4 essential areas of using TypeScript with Vue.js. Listen. Получается, Composition API, он не дает, он сложнее для джуна в плане понимания, потому что там, да, там чуть-чуть более обширный код, но все-таки он в рамки тебя загоняет, что и надо джуну. Yeah. Lesson 2 and lesson 3 will be about the things happening within a component. And then we'll move on to the things that are taking place between the components, props and emit. Together, they are the foundation of using TypeScript with Vue.js. If you want to follow along, you can create a new Vue TypeScript app using Vite. If you're new to Vite, you can check out the Vue Mastery course taught by its creator, Evan Yo. You can also access the GitHub repo for this course in the lesson resources below. Now that we're ready, let's move on to the next lesson where we'll start using TypeScript with reactive state. Welcome back. In this lesson, we'll start using TypeScript with ref and reactive. The recurring theme of this lesson and the next lesson is something called Selective variables и callback type inference. Functions. Type inference is a huge part of using TypeScript. We'll see how that fits in with ref and reactive right now. We're starting with the app.vue file in a brand new project. First, we need to add the setup attribute to activate script setup. Now we can use script setup in here. Let's begin by creating a state using ref. We need to first import ref from the Vue package. And then we can create a ref like this directly without being inside the setup function. The code that we have here. Ref это самая база, потом, по-моему, идет eState, а потом уже state management с помощью пинии. Типа рефами мы, я так понял, делаем самые примитивные какие-то вещи. Строки, числа, там что-то такое. uState это тоже уже state management на самом деле. И его мы используем для более комплексных данных, наверное, объекты какие-то сложные или еще что-то. И пинию мы используем с учетом того, когда наш проект уже растет, пухнет и прочее. Тогда мы подключаем пинию, все уже туда надо засовывать. Чтобы структурировать все это. JavaScript, but this is valid TypeScript.
we didn't have to set an explicit type on this variable because of something called type inference. Type inference can infer the type of this variable based on the value that we pass into the ref function. In this case, the inferred type is ref of number. Your IDE will still be able to show you the type information when you put your cursor on the variable. To get TypeScript support for Vue development in VS Code, you can install the officially recommended plugin, Voller. Just like ref, we can still use reactive the same way as in the original composition API syntax. Put your mouse cursor on the app info. Вот это что за хуйня? Что за реактив? Name, counter, слоган. App info. Инфу какого Apple? Блин, что за херня? Вот уже начинается какая-то магия. Reactive state. Что за хуйня? For variable, you can see its inferred type. Типа я могу менять состояние, они будут в virtual доме калькулироваться и потом в реальный дом попадать, или что? В чем фишка этой реактивности? Реактив. Мы две переменные задали, они реактивные у нас. Let's make these two variables useful and render them in the template. You might think that we would return the variables like this, as we normally would with the composition API. However, using script setup, we don't have to return the variables in order to make them available to the template. Собака Тахич, We can just работал use... смену, купил салата и виски, пиздец хочу жрать. Привет, Кухиксим. Ну, отлично, отработал, значит, выходные сейчас. Давай ешь. Мы пока платные курсы смотрим. Directly in the template. Let's add some new elements to the template. I'm going to render app info name here with the x1 element. And I'm going to use an x2 element to render the slogan. Finally, render the count ref in here. Notice that we're still writing our template the same way. That's because the script setup syntax is still just the composition API, but under a different skin. So there's no change to the way that we write our template. But there is... А нахер вот это нам реактивно делать, а это рефери? Почему, блин, нельзя также написать const, count, это реактив? 0. Is a new convention with the syntax. We should put the template below the script. This convention is what you will see in the official Vue.js documentations for script setup. Now let's check out the app in the browser. As you can see, В смысле, откуда у тебя каунтер-то взялся? В том приложении, где сама функция, которая инкремент делает? Что за хуйня? the type inference is very useful, but there are times that we need to manually specify the types for the variables. The type of the app info variable will be inferred as Собака this. Тахич малютка изобретает велосипед. Очередной фрик, который не понимает, что делает. Да, это официальные. Это прям официальные Vue курсы. Vue мастере. We can enhance the readability of the code by creating a custom interface. An interface is basically a custom type, and now we can use a new custom type like this. This explicit type annotation is making our code more readable. Почему интерфейс сделал, а не тип? Собака Тахич When you look at Ну посмотрим, что за мастера фистинга. Да, это мастера фистинга. this code, it's obvious that this variable Только фистит они наш мозг. is meant to be an app info type object. And now when you put the cursor on the variable, it will show you the new interface name. But type annotation doesn't always enhance the readability of the code. For example, we can clearly see that this variable is meant to be a ref of number. Adding the extra annotation will actually make the code look bloated. 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 А кто вот это заупался устанавливает, что это bloated? Хотя, допустим, в том же расте только так ты и должен писать.
Типа получается, когда ты прыгаешь между языками программирования, кто-то тебе говорит, что это bloated, типа раздуто, кто-то тебе говорит, что только так и надо писать, и ты как долбоёб в итоге мечешься. Вообще по-нормальному указывать все на самом деле. Ну, типа идти везде к строгой типизации. Но в мире JS это свой мир, там, где всем похуй. Типа и похеру. Джун не будет нихуя выкупать, что здесь у нас number, и потом это приведет к каким-нибудь проблемам. However, there are situations where type inference will infer. Точнее, здесь даже не number, здесь ref number. Джуну обязательно я советую указывать вообще все. Чтобы понимать, что здесь не просто тип number, здесь reference number. Это разные вещи. The wrong type that we need. So we would have to manually specify the type and not just for readability. Потому что потом, когда я эту хуйню начинаю к ней обращаться, мне TypeScript говорит, бля, у тебя здесь reference number, ты не можешь его в number засунуть. Я такой, охуенно. Спасибо. И ты вообще ничего не понимаешь, что от тебя хотят. В чем разница между ref number и number? Почему TypeScript на тебя орёт? Будет гайд по view от носатых. Будет гайд по view от носатых у Изеда, если только. Изеда же давал туториал. Я сделаю гайд по view, когда я сделаю хотя бы 5 проектов на нем. Тогда да, скорее всего, за эти 5 проектов я стану гуру view, это факт. Let's take a look at Но не гуру, по крайней мере, выше среднего, скажем так. an example what type inference will give us the wrong type. If we have to set. Потому что гуру view это у нас Evan U. Вот здесь вот он. Видите, вот. It cannot make safe assumptions about... Рассказывает вам охуенные вещи, от которых 99% людей вообще это смотреть не будут. 99% разрабов это смотреть не будут. Потому что это просто mind-blowing, это взрывает тебе мозг. Ты просто умираешь. At the initial value of this ref in an unmounted hook using an HTTP service. Или выходной. Завтра последний выходной, потом уже на мойку 2 дня. We would have to first initialize this to null. Смотрите. AppView mounted. Using an Видите? Вот в чем плох Composition API. Он не подходит новичкам, потому что они не шарят, что сначала вот такой круговорот у вас происходит. Хотя нет, это HTTP сервис. Забейте, что я сказал. HTTP service. We would have to first initialize this to null. Хотя подождите. Бля, вот за это я ненавижу реально Composition API. Какого хуя он реф, который должен быть числом, в null превращает? А, потом он маунтит, он продрочит его. Да, понял. I'm going to call the function fetch count here. It takes a callback function where we can access the initial count. And I'm going to set the count ref with the initial count. Because we... Откуда он взял этот initial count? А, это просто мы сюда передаем initial count и присваиваем значение каунта initial count. Using the fetch count function, we have the imported. This is just a very simple mock function that I created here. Fetch count. Просто 0 возвращает, да? Fetch count callback. Count number void. Ничего не возвращает. It's accepting a нихуя не возвращает, блин, он даже void и возвращает. Callback function as a parameter and call it here with the hard-coded number. Now back to the app component. Aside from the fetch count function, we also need to import the unmounted hook. Ну, типа, уже такой дрочь, типа, бля, у тебя где-то там под капотом какая-то функция, которая callback, функцию callback возвращает. Бля, пиздец. Почему она не просто значение возвращает? Почему она callback возвращает?
The problem with this very common setup is that we cannot set the initial count or any number value to this count ref. Type inference has inferred this as a null type variable, which is causing the Ну да, ты сам null здесь поставил, теперь это не number, а null. problem. In a case like this, we have to manually specify the type. What we have to do is to set the ref as a union type of number and null. Ну это уже хуйня, я считаю. Типа теперь мы такие. Это может быть числом, может быть null, потом это может быть undefined, потом это может быть массив объектов, потом это может быть вселенной, что угодно. Я пытаюсь от этого уйти в JS. Я пытаюсь прогать так, чтобы не было вот этих оров, потому что это пиздец. Это потом undefined behavior какой-то у тебя внутри приложения происходит. То есть то, что ты не смог учесть. Что где-то там, где-то у тебя под капотом в какой-то залупе возник null вместо number, и у тебя пиздец все приложение посыпалось. И потом ты дебажишь его пару дней. That means now this ref can be assigned with either a number or null. As you can see, the error disappeared. Поэтому это полная хуйня. Это полная хуйня, то, что он пишет, мне вообще это не нравится. The general principle when working with TypeScript is to let type inference take care of the typing and only step in when type inference is not enough. Ну, типа, он говорит, все равно полагайтесь больше на type inference. Это то, что TypeScript автоматически определяет типы. Надо писать type inference, надо как-то отдельно. Type inference. Собака тахичат, снова она нает и нает филсо Каймен. In the next lesson, we'll explore how functions fit in with type inference. Welcome back. Хорошо, type inference, callback function. Хуй знает, что это такое. Это функция, которая нихуя не возвращает, void возвращает. In this lesson, we're going to work with functions, specifically callback functions. Just like reactive variables, callback functions can also be easily inferred. So type inference will still be a recurring theme in this lesson. To demonstrate how to work with functions in TypeScript, let's add a button to trigger a callback function when the button is clicked. This add button will trigger the add count function, which we'll create right now. First, make sure that count is not null. And then we'll add 1 to the current count. Now, so far, there's nothing wrong with this add count function. But what if we want to pass a number to the function? Let's add a parameter here. Replace 1 with this new parameter. As you can see, TypeScript doesn't like this. The reason is that this situation is too ambiguous for type inference to guess which type of this parameter should be. So TypeScript will use any as the type for num. You will get this error if your TypeScript configuration is using the strict option, which is very common. As a best practice, let's manually specify the type here. So that's TypeScript for the parameter of a function. We didn't have to do anything about the return type of this function because this function doesn't return any value. So next, let's try using a callback function that has a return value. Но в расте вы обязательно должны указать, что return value нету никакого return, void. Вы обязательно это должны указать, иначе вы долбоёб. For demonstration, let's use the computed function. And we'll create a computed value here called next count. It will take a callback function as a parameter. First, make sure the count is not null. And then we'll add 1 and return it. If count is null, Я просто пытаюсь уже к какому-то единому стандарту между языками примерно прийти, чтобы было проще, если что, перескакивать, когда понадобится. И самый лучший стандарт единый — это строгий, strict стандарт.
С вводом TypeScript в мир JS я теперь могу строго писать все в JS. И то же самое сделать в Golang, в Rust, в PHP даже. Строгий тип. Собака-то хичат, слушай великого хея, не выебывайся. We'll just return null. This callback function that we pass into computed has a return. Вот что за computed метод, блин? Это потому что здесь у нас Composition API, а не Options API, да? Поэтому. Потому что в Options API у нас есть компьютер тут здесь вот. Такая хуйня, пиздец. Ну, хоть лучше, чем как в прошлый раз, реально, мы с вами посмотрели, что я заскочил в мир Vue, когда он полной парашей был, прям какой-то ужасный. Я вот эту хуйню написал такую в пизду. Это Vue 2, по-моему. Хоть сейчас уже получше. Value. The function's return type is easily inferred, since TypeScript knows that count value is a number, and a number plus 1 is still just a number. Type inference will infer this return value here as Собака-то хичат, мастера оказались фриками. Мастера оказались преподами. Которые мне не особо подходят. Мне нужны преподы, которые ебучие гуру, которые скажут: ты пишешь так, потому что. Ты пишешь void, потому что. А не пишешь так в обучающих целях. Это бесит. У каждого онлайн-курса начинается этот дрочь. Конечно, мы так не пишем в продакшене, так мы пишем для обучающих целях. Иди нахуй, покажи мне сразу, как в продакшене я буду писать. Иди нахуй со своими обучающими целями. Это даже не уровень джуна, это потом ты просто как еблан. a number type. And conditionally, this function can also return null. So the inferred type for these functions return value is computed ref of the union of number and null. This is just for demonstration. We can remove it. You might have noticed that we didn't specify the type of the parameter in our fetch count callback. So you might be wondering, how is this callback function different from the add count? Проблема в том, что гуру обычно не идут в преподы. Им это нахуй не надо. Function where we had to add the parameter type. In short, type inference is able to infer the type of the callback function if the function is created inline as an argument. As an experiment, let's extract the callback function and assign it to a variable. Что такое callback function? Собака-то хичат, это тебе к частным учителям поноса тости. Ага, как я должен узнать квалификацию частного учителя? Ну, я только могу спросить его текущие проекты, которые в проде у него крутятся. Но кто мешает мне напиздеть? Но в проектах обычно не указаны credentials, типа. Это ж не фильм снятый, где в конце каст идет. Тебе просто напиздят 3 короба и все. Он, может, там проработал в какой-нибудь Авито, и то это он должен мне показать запись в трудовой книжке, они сейчас электронные и прочая хуйня. Может, он устроился куда-нибудь там в Amazon, написал 1 строчку и уволился. Once again, Или он устроился в Amazon, написал 10 000 строчек, которые нахуй удалили и уволился. parameter is too ambiguous for type inference, so the type is inferred as Все, кого я читаю в закрытых телегах, либо на закрытых форумах, они не преподают. Все веб-мастера, они не преподают. Они знают тему, они ее доят, они зарабатывают миллионы. На кой хуй им преподавать мне? Типа, фига ли они должны мне преподавать какую-то тему, которую они знают, которая им приносит кучу бабок? Это надо быть долбоебом, чтобы такое делать. И долбоебов у нас, как видите, не особо. Среди гуру у нас долбоебов нет. Которые такие: ребята, я знаю тему, и сейчас я вам все расскажу. Как я зарабатываю 1 000 000 в месяц. any. And because our tsconfig is using the strict option, the inferred any is not allowed.
That's why we're getting this error. Basically, type inference can only make an accurate guess when the callback function is passed inline like this. The reason is... Ты зарабатываешь миллион в месяц? Да я не про себя, я говорю про тех челов, которых я знаю. Типа владельцев майнинг-пулов и прочее. Типа таких чуваков. Какому звонку опять пропал, блин? Владельцы майнинг-пулов и прочее. Они вряд ли мне расскажут, как устроена у них защита на бэке. Они не расскажут ни при каких обстоятельствах. Они не будут меня менторить. Че, микро мое пропадает или что? Сейчас пробую. Собака Тахичат, один чел давал уроки за большие бабки. Слышал от знакомых. Может быть, где-то там персонально, да. Персонально может быть. Но обычно ты об этом даже не узнаешь. Function was set as a parameter type of the fetch count function, which is defined as interface up here. That's why the callback function has to be defined inline in order to match the parameter's type. Up to this point, the way that we've been using TypeScript is still pretty much the same as in the original composition API syntax. In the next 2 lessons, we'll get into the new ways of using props and emit in the script setup syntax. Script setup syntax. Хаус спрашивает, что за херня, так что объясняет. Это платный официальный курс по Vue. Vue Mastery называется. Vue поделился сейчас на 2 лагеря. У них есть 2 типа написания. Это Options API, старый тип написания кода, и Composition API, новый вид написания кода. И я охуеваю. Я пришел в мир такой, а у нас тут 2 лагеря. А еще у нас есть Vue 2 и Vue 3, которые полностью переписаны, то есть они отличаются на 100%. И весь интернет засран разными версиями написания кода и разными версиями Vue. А еще помимо Vue у нас есть Next. Это фреймворк, который поверх Vue. А у Next есть серверный рендеринг и клиентский рендеринг. И у меня просто я стою, знаете, не как в древности на Руси ты стоишь, и у тебя 3 пути, типа нахуй пошел, нахуй пошел, нахуй пошел. В мире программирования я вот так вот стою и такой, бля, пиздец. Вот у меня вот так вот дороги. И я такой, на какую из этих волосней мне залазить? Типа, допустим, я мандавошка. Вот счастливая IT-мандавошка. Я хуй знаю, на какую из волосней залазить. Потому что примеров в интернете полно, но что именно не обозревают, нигде не написано. Собака Тахичат, пойти на нос. Пойти на нос. А, Vue битва с TypeScript. Да, TypeScript в целом для меня, как и для человека, который вроде как прогал на строгих языках, не проблема. In practice, a Vue.js application has multiple components, and these components have to communicate with each other. In this lesson, we'll see how to use TypeScript to facilitate this communication. Components talk to each other using props. Вот, видите, вот пропсы и emit. Типа компоненты общаются друг с другом через пропсы. Пропсы — это то, что я знаю по React. Окей, мы прокидываем пропсы и счастливы. Собака Тахичат, пора возвращаться к PHP и плодить говно пипахрпи. Мы вернемся в PHP в любом случае, но это будет не на первом и втором проекте. Я напишу на PHP в любом случае. Лучше React учить. Но вот из Эды в целом форсит то, что React нет. Я начал с React. Дошел до state management, ну, до сториджа.
до стора, короче, и перешел на Vue. Потому что, типа, во Vue проще сторы эти организовывать. Типа, берешь пини, и у тебя есть стора. И зашибись. Типа, действительно, здесь в пини очень легко стору сделать. Вот у меня стора юзера. Пока что захардкоженного. Типа, вот юзер, который зарегался, вошел на сайт, вот который просто юзер. Довольно просто. Animate. In this lesson, and the next lesson, we'll Стора действительно во Vue в разы проще. Очень похоже, вот я когда это пишу, вот честно, очень похоже на Go и на Rust. Я не знаю почему. Оно ни хера не похоже на PHP, но на Rust похоже. be going over how to use TypeScript. Проблема в том, что я даже не знаю, что такое emit. Он такой emit. Получается, дочерний компонент, кнопочка, может вверх прокинуть какое-то действие. Props and emit. The recurring. На самом деле битвы это прям нет никакой. Такой же переходный этап, который был в переходе от классов компонентов на хуки. Вот прям один в один такой же. Проблема у джунов, у них и так нет. Проблема это не проблема, если ты переходишь, если ты уже профи на Options API, и такой пришли с Composition API, ты просто рефакторишь, сидишь. Но когда у тебя нету ни события клика, ничего, у тебя нет вообще понимания чего-либо, и ты заходишь в этот мир, ты охуеваешь, ты не знаешь, за что хвататься, что вообще из этого тебе надо учить. То есть, грубо говоря, тебе надо и Option API, и Composition API, и все прошлое выучить, и все будущее выучить, и ты не можешь рефакторить, потому что ты ничего написать-то не можешь. Theme of these two lessons is something called compiler macro, and we'll see what that is all about. Before we can demonstrate how to create props, we need to break our app component into two, so that we can pass props from one component to the other component. Сначала там мог мои курсы глянуть. Так твои курсы, они, получается, на Твиче их только зафорсил. Я последние видосы посмотрел, и все. First, create a new file for our new component. Ну, то, что ты на Твиче стримил, я последние только видосы у тебя нашел. Просто, видишь, мало смотреть еще курсы, надо еще смотреть реальные проекты, которые на этом всем набилжены-то. Закрытый режим по ссылке, понял. We're trying to keep the app component simple with only the headings and move all the code related to counting to this new component. We're going to start with the imports up here. And then copy over the count ref, the unmounted hook, and the add count function. Типа мы сейчас делаем каунтер отдельным компонентом. Окей. Вот проект делать надо, да, потому что сухая теория, она по факту-то мне ничего и не дает. Ну ладно, дает, я в любом случае уже что-то накидываю. И накидываю быстро. То есть уже есть понимание, что тут делать. И что можно делать. Но опять же, мы уперлись пока что в SSR, в Наксте. Что некоторые вещи мне нужно строго на сервере рендерить, и я не знаю, как это сделать пока что. Куда их засунуть, чтобы они рендерились именно на сервере? Я бью на то, что они здесь должны быть. То здесь мы либо в middleware, либо здесь. А middleware точно всегда на сервере исполняется. У него, по сути, одна теория, на следующий день все забывается, потом ноет, я ничего не понимаю. Нет, смотри, каких симпл. У меня теория еще в чем фишка? Я же на C# писал, и на Python.
Поэтому я знаю, что мне надо сделать примерно, представляю, что мне надо делать, но не понимаю, как это сделать, вот и вся фишка. Когда ты учишь новый язык, ты знаешь, что тебе надо сделать. Но тебе надо получить HTTP-запрос, распарсить его, выдрать оттуда куки, там, не знаю, выдрать из куки GVT-токен, распарсить его. Ну как это делать, ты не знаешь. Ничего, вот, ты начинаешь гуглить все подряд. Но, по крайней мере, это уже больше, чем база. Я боюсь, когда люди сейчас в IT заходят, которые вообще нихуя не знают. Это, я не знаю, там башка сразу у тебя улетит куда-нибудь. Там проще оторвать себе голову. Then we're going to copy this whole template and paste it here. Когда человек заходит, ему рассказывают про куку, а он-то по факту про куку, про это-то ничего не знает, что это такое. And remove the part that we don't need. And wrap everything in a div element. Back in the app component, we can remove this and use a new component. But we have to import it up here. We can also remove fetch count. Since this component is inside the components folder, we have to change the import path here. Почему все, кто преподает Vue и Next, блять, у них импортер какой-то калечный? Почему у них здесь нет собаки обычной, которая из рута импортит все? Почему у них вечно вот такие импорты какие-то? Какие-то уебищные импорты, которые потом надо фиксить. We don't need unmounted and ref here. Ну ладно, такой импорт возникает, когда ты импортишь нечто, что рядом лежит. Типа в одной папке валяется, туда оно импортится через такие пути. And we don't need reactive here. And we're finally done with the refactoring. Now let's modify the counter component to accept two props. We're going to use the define props function. Вот прикиньте, вот здесь пропсы прописываются вот так. Мне как жену было не особо понятно. То есть to create two props. Here we're using TypeScript generic with the angular bracket. And inside the angular define props будет написан, я даже не особо по этой строчке пойму, что мы принимаем пропсы. То есть это здесь как-то очень просто и неявно. Неявно. То есть я могу смотреть в коде такой, бля, где он принимает эти ебучие пропсы. Когда ты уже умеешь разрабатывать, да, это понятно попроще, но вначале очень туго из-за этого. Здесь очень много магии, и получается ты ее упускаешь и такой, бля, как сюда вообще что попало? bracket, we need an object type. Since we want two props, we're going to need two properties for this object type. Limit and alert message on limit. Limit is the highest. Ну, в реакте оно более явно. Там тебе нужно вот такой папирус из кода, по-моему, написать. Я не помню, как... Сейчас скажу. Где у нас next? 13-й. Какой-нибудь из них, где я там компоненты хотя бы делал с пропсами. Бля, ебать код реакта после Vue, ебать. Ебать! Он лютый. Ну ладно, здесь более-менее, окей, похоже на Vue. Инпуты, окей, их можно в отдельные компоненты вынести. Сейчас мы где-нибудь пропсы найдем. Короче, пропсы обычно где-то здесь дефайнятся, как полученное значение внутрь функции. Я так это понимаю. Да. В реакте же все на функциях строится. А здесь пропсы мы получаем
вне функции. То есть нет никакой функции, мы просто пропсы здесь где-то Its number, our получаем. counter can go up to. Alert message on limit is the message we show to the user. Сейчас я найду все-таки какую-то кнопку ебучую в реакте. Вот у нас функция, которая выводит дом наш. Вот здесь мы пропсы должны задать. Что это футер, эта функция, она принимает пропсы. Вот это явно. Типа тяжело пропустить, потому что у тебя здесь будет пропс, там какой-то тип, я не знаю, там супер тип. Даже, наверное, хуже, там как-то супер тип ты здесь, супер тайп. А здесь еще, сейчас скажу, допустим, хейт, это еще какой-то тайп типов. Короче, здесь еще там бол, там, я не знаю. Короче, здесь еще получается, это объект, это тип типов, либо интерфейс интерфейсов, вот так. То есть сложно это пропустить, потому что здесь прям жирный такой. Если у тебя есть хоть один компонент, который принимает пропсы, в реакте это прям в ебло тебе сразу бросается, потому что это просто куча кода. Во Vue это одна строчка, которую можно пропустить. Типа, чтобы пропсы принять в компонент, ты пишешь define props. User with account can't go up anymore. We're defining the type of each prop item using pure TypeScript annotations. This is one of the core benefits of Пропсы это просто аргументы функций, да. Да. using script setup. Now let's talk more about this define props function here. Define props is a type of function. Вот смотрите, есть у нас вот Composition Options API, старый вариант написания. Где мы здесь пропсы дефайним? Это в Data мы пропсы дефайним. Вот старый вариант написания кода. Если мы взяли компонент в старом Option API, где мы здесь должны пропсы прописать? Вот в этой штуке. В Data, в Computed, в методы или в Mounted? В пропсах, в отдельных, да? Блин, мне старый метод Options API больше нравится. Мне больше старый нравится. Он явный. Здесь не явный. Меньше кода, согласен. Код выглядит чище. Но это надо знать больше, получается. Надо знать, что define props это аналог пропсов вот здесь. Типа, что это целый раздел с пропсами. А не просто одна функция ебучая, которую ты вызываешь, и она под капотом делает кучу магии. Ведь при компиляции она же, здесь же не просто так разбито все это на эти разделы. У композиции есть главное преимущество в composable. В смысле, что это за преимущество? Composable. Потому что здесь все не... Здесь вообще все. Да, здесь понятно почему. Потому что в методах у тебя методы всего приложения здесь будут написаны. Они будут в каше. Ты такой прочитал, ага, у меня здесь метод такой-то. А потом ты ищешь его initial data. То есть у тебя метод размазан по этим блокам. У тебя один какой-то элемент, какой-то метод размазан везде, грубо говоря. По разделам. Где он инициируется, что он делает, когда приложение загружено, какие у него методы. Возможно, у него есть какой-то computed. Я представь, что ты хочешь логику общую вынести. Для этого были миксины. И это адское творение. Вот миксины я вообще ни разу не видел. Called compiler macro
There are a few other compiler macros. We'll talk about another one. Короче, да, лучше, понятное дело, это выучить. Но мне как жену я ебал в рот, что define props это props в options API, который это целый раздел. То здесь это ебучая функция просто. Просто вызываешь функцию и все такое. Опять же, и последний вариант это то, как это выполняется. Мне же нужно, чтобы хэширование на бэке выполнилось. Ну, какие-то функции, желательно, чтобы они только на бэке работали. И я пытаюсь это заставить Nax сделать. Я без понятия еще пока как. Возможно, я бы решил его, используя старый метод. То есть, допустим, вот здесь вот, когда data дефолтная задается, возможно, здесь стоит модуль крипта. Вызывать. Интерфейс с миксинами, да? Array, массив опций, которые должны быть миксированы, ну, короче, замучены внутрь текущего компонента. Created. И миксин мы сюда добавляем этот. И миксин первый выполнится или первый блок created? Первый миксин выполнится. А потом блок created. Вот я этого не знаю. Я даже не знаю, как в этом коде, как он поэтапно будет выполняться. Вот сейчас он, когда в этом туториале говорит, что мы define props, они первые выполнятся. Что тут первое инициализируется? Он mounted первый стриггерится, который initial count создаст. А зачем мы засунули это в onMounted, когда initial, по идее, вот это у нас? Мы же здесь инициализируем переменные, которые default value получают какое-то. А потом уже с ними здесь работаем. Здесь в mounted ничего нету. Короче, тяжко тебе доки читать. Нет, я только сейчас начал задумываться, что есть очередность выполнения. Стил стриминг, да, Кэнди. Я только сейчас начал задуматься, когда я не смог пробросить некоторые вещи. Я понял, что есть очередность инициализации того, как это отрабатывает. Грубо говоря, это, по-моему, тема event loop, я так понимаю. То есть event loop все это раскидывает как-то и как-то это выполняет в определенной очереди. Компонент закончил initial rendering. Initial rendering ядра, то есть рута, или чего? Вот renderer. Setup. То есть первый сетап триггерится. Смотри, исследуя, здесь мы не видим, где сетап у нас. Да, я так понимаю. Здесь сетап, он просто устанавливает, он врапером, он врапает потом определенные функции сетапер. Вот здесь сетапер, он магический. Он берет такой, ага, это я не буду врапать, потому что это пропсы. Это, возможно, я врапну. Он маунтить я не врапаю, потому что это отдельный. Да, и я как джун должен что понимать, как у меня, что у меня именно в сетап попадет. После сетапа идет какой-то before create.
Потом мы Options API подрубаем. Идет еще один триггер, это created. И имеют ли какие-то прикомпилированные темплейты? Вот сюда мне, наверное, надо запихивать свой крипто хэши. Нет? А, ладно. Прикомпилированный темплейт, это, наверное, у него то, что в папке валяется. Окей, before mount. Еще триггерится. Вот здесь вот только рендер. Вот мне, по идее, до рендера надо. Вот, before mount, мне сюда можно засунуть что-нибудь. Хорошо, мне нужно вот куда-то из этих засунуть свой криптомодуль, чтобы он точно инициализировался до рендера дома. Потому что к дому это никакого отношения не имеет. Это просто серверные какие-то вычисления. Фиолетовый это как текст, как view, я понял. jQuery юзает. Он, короче, просто скриптом подсасываешь его. Mounted. Здесь у нас вот он mounted метод. И здесь начинается вот этот loop. Before, ну вот это нам не надо уже, наверное. Before unmount и unmount. Засунь туда свой джагон. Я засуну туда свой джагон, когда разберусь. In a bit. Compile and macros are functions that only get executed in compile. Compile macros это то, что executed in compile time. И compile macros это вот эти define props, я так понимаю. They will get stripped away in your runtime bundle. And we don't have to import it before using Или нет, что именно здесь макросы? it. And most importantly, compile and macros can only be used within the script setup block. As an alternative, we can still pass the traditional props option as a function argument. This is the same as how you would use it in Vue 2. Бля, он еще мне показывает, что пропсы можно вот так прокидывать. Как аргумент функции. Маунт нужен, например, если ты от веб-сокета отрубаешься. Местный деструктор. Я, парни, вам сочувствую, по сравнению со Svelte это все очень сложно. Бигбой, фишка в том, что в Svelte, скорее всего, тебе все равно придется все это делать. Потому что, скорее всего, это необходимый минимум. React это самый жир-жир. Он прям вообще какой-то, прям вообще там какой-то максимум накрутил. Но мы уже начали, получается, Composition API делать. Но оказалось, что я уперся в том, что у меня недостаточно знаний. Я, оказывается, не понимал, что есть он. Получается, мне нужно было увидеть Options API, чтобы понять, как работает Composition API. То есть сам по себе Composition API для новичка слишком тяжелый, слишком сложный, потому что он неочевидный. Этот код неочевидно выполняется. Потому что новичку тогда надо знать весь луп выполнения. То есть лайфсайкл надо держать в голове. Для проступой мне только Svelte понятно. Ну хорошо, мы можем поставить Svelte и попробовать мой криптомодуль туда засунуть. Вопрос, он там сработает как и есть, а Svelte вообще есть SSR? У Svelte есть, по-моему, свой фреймворк SSR, я не помню только, как он называется. But this is much more verbose. So we're gonna undo this and stick. Мы же не просто на Vue пишем, мы на Next пишем. А ты говоришь, что ты пишешь на Svelte. Это значит, он без SSR. У Svelte есть свой фреймворк SSR. И там, скорее всего, будет то же самое. Я просто не помню, как он называется. Svelte Kit, по-моему, да? Вот. То есть ты на Svelte или на Svelte Kit пишешь?
На ките. Ну, значит, да, ты как на Next пишешь. Значит, по идее, у тебя все есть из коробки. Your server on lib files. Бля, вот мне этого не хватает в Next, если честно, пиздец как. Lib сервер. Ну, то есть, вот почему-то у Svelte это есть. И, скорее всего, все, что там лежит, там 100% на сервере выполняется. With the pure TypeScript annotation. As usual, Но опять же, я не настолько еще знаю Next, чтобы понять. Возможно, у него тоже есть что-то такое. we can also extract this and create a custom interface. И на самом деле, Big Boy, если честно, нет разницы, на чем ты на React, на Next, либо на Svelte Kit пишешь. По идее, на самом-то деле это все одинаково. Просто кому-то, допустим, ну, я не знаю кому, но более очевидно будет React. Creating a custom interface can make code easier to read. Ну вот, это уже похоже на React. Мы создали интерфейс пропсов как тип и прокидываем его сюда. And use a new interface here. Вот это более явно для меня. То есть вот мы пропсы сюда пробрасываем в этот компонент. А пропсы, вот он интерфейс. Странно, что опять же интерфейс, а не тип. Next, let's use the two new props in the addCount function. If the count is greater or equal to the limit, we're going to alert the message. Otherwise, we'll just add a number to the count. Now back in the parent component, you should see that TypeScript is currently screaming at you for not passing in the required props. This error is a good thing. It reminds us to... Так в папке Next у тебя буквально есть папка сервер. Ну да, но я все примеры с этой папкой видел из Эды. Только с использованием API. То есть папка сервера я не увидел нигде. Я гуглил вот прям, как создать что-то в папке сервер, чтобы оно рендерилось на сервере. И там сразу API. API. Я не API хочу создать в папке сервер. А что-то, какой-то TypeScript файл, чтобы он рендерился только на сервере. Пожалуйста, нигде ни одного экземпла не нашел. Я вчера ночью встал и начал опять дрочить Next. Я не смог уснуть, потому что пиздец какой-то. Я думал, как же это закончить. Я дождался, пока Тата уснет, и пошел ночью дальше сидеть. do something that we could have forgotten. To fix this, we just have to set the props on this element. Here's for the limit, which should be a number. And here's a message, which should be a string. Once we're done setting up the props, the error went away. The most important change. Ты охуел? За здоровье, Сачка, окей. За здоровье. В смысле? Потому что я ночью сижу, что ли? Я дрочил кот, а не дрочил. Ты услышала, что хотела? Из всего моего монолога ты услышала только, что я дрочил. Только я дрочил программное обеспечение. Пиздец. Да, понятно. Пойдешь к ним в компанию, нормально, да? И после этого ты еще паришься, что я изменять это буду. Ну ты хочешь. Ай. Сервер routes. Сервер middleware. Сервер plugins. Сервер utilities. Где ты это нашел? Next Server Components. Окей. Я еще пока не понимаю сервер routes. Там же это у нас же папочная структура. Ладно, найдем.
change with the script setup syntax is Вот, например, когда внутри компонента на фронте создаешь переменную определенного типа, чтобы потом отправить ее в BD для insert, то что лучше, класс или тип? Есть какое-то правило или пофиг? DTO-шка нужна. А DTO-шку я пишу, ну, на бэке у меня все DTO-шки на типах. На несте. Я не знаю почему, на классах они. Вот. Вот все DTO-шки, они здесь, в папке DTO. Это классы. Но почему? Потому что они используют макросы. Поэтому это классы. В остальном я использую типы. Я объясню. Я смотрел на ютубе ролик «Типы против интерфейсов». И в целом можно использовать что угодно, перформанс одинаковый. Но интерфейсы они могут наследовать. Если у них одинаковое имя, они наследуют методы друг друга. То есть если у тебя два интерфейса друг за другом идут, они слияются в один. Произведут и слияние. Можешь и типы интерфейса делать, но я использую типы, потому что они точно никогда меня не приведут к undefined behavior. Если я вдруг как-то два интерфейса одинаковых куда-то там засуну, и они возьмут и слипнутся вместе. It's a new way of defining props and setting default values. Now let's go back to the counter component. We're going to make the prop alert message on limit optional with the Собака default хихичет, но ты value. исполни мужской долг. This will be a two-step. Да, как я вам исполню мужской долг? Мне надо в душ сначала сходить, во-первых, потом еще попыхтеть. Типа, потом еще завестись надо. Типа, сейчас я точно... Единственное, что хочу ебать, это кулаком монитор пиздить. И компы свои с ноги. Process. First, put a question mark here. Secondly, we have to use Попыхтеть. another compiler macro. This one is called with default. We're using with default and defined props Вот откуда он взял этот дефолт? Нас ебать хочешь, боже. back to back. This function requires a second argument, and in here we can specify the default value for alert message on limit. Окей, хорошо. Вот этот курс уже неплох. Я узнал это важно было узнать. Здесь можно дефолт. Я очень люблю дефолтные значения устанавливать всегда, чтобы, опять же, не ловить какие-то неопределенные потом эксепшены у себя. Блин, дядя Женя, во время секса надо кричать, а не пыхчеть. Что я должен кричать? Что я должен кричать? Служу Советскому Союзу или что? Что, бля, кричать во время секса? Я могу кричать во время секса, только если меня ебут, вот тогда да, я буду кричать явно. So once again, this is the first argument to with default, and this is the second argument. Now back to the... Да я нихуя вообще не чувствую во время секса. Для парня секс это только оргазм и все. Ну, по крайней мере, для меня. А че я во время секса ни хера не чувствую? app component. This prop is now optional. We can remove it. Ну, кроме того, что я ебашу как вол. Хуярю там. И когда ты уже такой прям, как бык такой хуяришь, тебе говорят, давай быстрее, давай жестче, а ты уже и так на пределе. And it will still work. Let's check this out in the browser. Make sure that everything is working. It cannot go any higher than 10. And here's a default message. Собака-то хичет, ты не получаешь удовольствие от минет и потом догги стайла. Ты не получаешь удовольствие от минета и потом догистайла, ну, только перед этим, когда уже прям я к финишу подхожу, а так нет. We have seen how to use props with compiler macros in this new syntax. In the next lesson, we'll У меня чувствительность маленькая, типа, я почти ничего не чувствую. learn a new compile macro for emit. Это может быть, если месяц сексом не заниматься, да, там у меня будет повышенная чувствительность и пиздец. Ну, хороший вот этот туториал был.
Welcome back. We've made it to the final lesson of the course. We'll get the last piece of the puzzle using... Я же обрезанный, ребята, у меня типа чувствительность маленькая. Собака-то хичет, женюсь на носатом, только нытье надо выбить из тебя. Но нельзя парней с девушками сравнивать, потому что ты чувствительная, потому что у тебя типа там площадь больше, поверхность. Emit. Ну, я родился обрезанным, да, я не стал уже это уточнять, чтобы опять не пиздеть еще в эту сторону полчаса. With TypeScript. Similar to the use of props from the previous lesson, emit also relies on compiler macro. Окей, мы научились пропсы делать, то есть мы теперь можем делать крутые компоненты с дефолтами и пропсами, которые прокидываем внутрь, с интерфейсами либо типами в качестве строгой типизации. To demonstrate the new annotation syntax for emit. Теперь мы emit какой-то делаем, который может обратно вверх пробросить какие-то значения, я так понимаю. Ну, типа там вообще recycle идет. Типа сквозное пробитие. Let's extract this button into a new component that can emit custom. Да, counter и control Собака-то bar. хичет, давай дальше смотреть китайского любителя клопов, хватит ныть. Любителя клопов, схерали он клопов любит. Типа если только кушать. Event. First, we're going to create a new file for this new component. Типа мы берем каунтер и делим еще на два компонента. Ну типа мы прям делаем сложный компонент такой. Copy and paste the button here. Разделяем кнопку. Ну типа панель управления делаем и вывод счетчика. Вот отдельно. Remove the code here. We're going to use emit here in a moment to define the events that we're allowed to emit from this component. Мне слово emit ничего не говорит, понимаете? Типа emit, я не слышал никогда с других языков программирования. Нет, я слышал пару раз emit, я не вникал в это. Что такое emit? Emit. Испускает. Выпускает, извергает. Заебись, много чего мне это сказала. We have a user-defined emit function. То есть мы эмиты еще какие-то. Есть пропсы, есть эмиты. Запомнили. Это важно, потому что, оказывается, я думал, в мире фронтенда есть только пропсы. А вот интересно, в Svelte есть эмиты? It's another compiler macro, just like define props. Он похож на define props, но другой. Define emit is a generic function. So we'll use an angular bracket. In here, we'll define an object type with the call signature, which is basically a custom type that describes the input and the output of a function. Event какой-то внутрь приходит, это count. И ну, counter сам, number, и непонятно, короче. Мы добавляем счетчик на количество вот это number. Типа плюс 1 там или плюс 100, я так понимаю. The first parameter is the name of the Или мы добавляем счетчик к этому часу, короче. event, and then some data that we want to send along when we emit this event. In this case, it's a number type value. The return type is void because we're not returning anything from the emit function. We can add additional call signature inside this object type. Let's add a reset count event. The reset count event doesn't require any data, so the only parameter is the event name. Just to be clear, these event names here are not string values. They are types called literal types. Each literal type can only be used for a single specific value. Короче, здесь обычный switch case мы видим. Здесь switch case. Это называется отсутствие паттерна. То есть изначально мы в нулевых писали все ифами и switch кейсами. И здесь то же самое. Сейчас это антипаттерн называется. Ну ладно, фиг с ним, он там switch кейс, это под капотом.
Emit is now a function that can act as any one of these two call signatures. To use our new emit function, let's modify the template to emit an event. We're emitting a count with Но мне нравится, как выглядит emit на самом деле в конце. number 1. Типа, да, мы add count на 1 можем на 100 сделать сразу же. Блин, ну, кстати, неплохо, да, emit. Приятно выглядит. And let's add another button to reset the count. And this time we're emitting the event with only the event name. Но подождите, мы только emit сейчас задали. А нам надо еще описать, что они делают. Типа мы только обозначили, что у нас в этом компоненте есть add count и reset count методы. Но там теперь их надо реализовать уже в функциях. With no additional data. We can do a little experiment by removing this called signature. And you can see that we're not allowed. Блин, это круто на самом деле. Вот это мне понравилось. Пропсы мне не понравились, это больше мне нравится. To emit reset count. Let's undo this. And if we emit the wrong event name, the IDE will also give us the error. And this is the power of static type checking. Now back to the counter component. We can import this new control bar component. And replace this with a new component. Мы сделали control bar, но мы же должны туда что-то пробросить, да, теперь? We're going to listen to the account event. And this will... Нет, мы слушаем. Мы внутри задали emit, который мы извне видим. То есть, когда инициализируем этот компонент, мы видим, что там есть emit add count. Trigger the add count function, which is defined up here. Ага, и add count у нас в компоненте верхнего уровня. То есть мы можем, смотрите, мы можем подключать компонент, в котором есть некие методы, которые мы можем переиспользовать, перереализовывать в разных частях приложения. То есть emit он задает базу, вот, типа говорит, здесь есть добавить число или reset, а мы берем его, здесь reset значит такое-то, в другом месте сайта reset значит такое-то, типа это более универсальная конструкция такая. If you're using VS Code with the roller extension, you can put the cursor on the attribute, and you can see the type of callback functions that is emit with allowed. You might be wondering, where does this function type come from? It comes from the defined emit called signature. Да, то есть это наверх пробрасывается, это прикольно. But without the first parameter. Finally, let's go back to the counter component and listen for the reset count event. This time, we just write the code in here without using a function. Причем я так понял, что мы не все должны ивенты из эмита даже реализовывать. Типа можем забить болт. Хотя нет, там прописаны в кнопках внутри компонента. Поэтому придется. Put your cursor on the reset count attribute. You'll see the type of callback functions. Но подождите, здесь при этом мы пишем чисто код, что count равен нулю. That it accepts. You might be wondering, why is this assignment statement an acceptable value for this? Ну да, типа почему здесь реально statement внутри значения это нормально, типа как значение, пиздец какой-то. Ты смотришь платные курсы по Vue, Наконец-то и прочее. Function signature. The inline code here will get compiled and wrapped in a function. Ага, типа при компиляции count value станет нулем. So technically it's still a function, функция. and it's an acceptable callback for the reset count event. Compiler macros are the highlight. Удобно получается, там даже не надо. Ну, опять же, вы прикиньте, как у новичка башка взрывается. Ты просто написал кусок JS внутри, для кавычек даже. Это даже не название функции ты туда написал. Ты даже не ссылку на функцию дал. Ты просто написал какой-то statement, а оказывается при компиляции он превращается в callback, ну, стрелочную функцию, arrow function, и выполняется спокойно.
of the script setup syntax. Как callback function. They are the foundation of a TypeScript-friendly Vue.js experience. We've gone through all the essential aspects. Я до сих пор все равно не понял, что такое callback function. Надо посмотреть, чем она отличается от обычной функции. Callback function, я так понял, она возвращает void, на типа пустоту. Либо она должна особый callback вернуть. Либо еще что. Непонятно. Либо она реально callback должна вернуть. Короче, не знаю. Надо с callback'ами разобраться. С пропсами мы разобрались охуенно. С эмитом разобрались охуенно. Прям очень хороший туториал, кстати. Vue против React, фреймворк философия дальше. Вот это будет супер интересно. Of using TypeScript with Vue. If you're starting a new TypeScript project, it's officially recommended to use the script setup syntax for your components. Это вот этот туториал хороший. Я не ожидал от него. Я не ожидал от него, что я узнаю что-то новое. Оказывается, он объяснил мне, что такое пропсы, что такое emit, чем они отличаются. Это офигенно. Причем он объяснил мне, что пропсы, оказывается, можно дефолтные ставить. То есть это уже похоже на best practice, который можно в продакшн закидывать, наверное. Сейчас я био сгоняю. Эмит. Где наушники? Как ты записываешь или на ходу запоминаешь? Вообще обычно я конспектирую, конечно. Сейчас я не буду еще и конспектировать. Но у меня есть еще завтра день. Я думаю, все это надо внедрить будет просто банально. Все, что я узнал, я должен написать. Формы мы узнали с валидацией. Окей, я написал. Эмиты, пока мне нужно создать какие-то компоненты, допустим, ту же input и button, и туда пробросить либо через эмиты, либо через пропсы. И у меня будет example, грубо говоря. Пример. Все, сейчас самое интересное. Vue
против React. Фреймворк, философия фреймворков. Но React себя называет библиотекой. Ну это пиздёж. As you can see throughout this course, the script setup syntax is much more TypeScript friendly than all the other previous versions of Vue.js syntax. But that's just within the Vue.js framework. In this lesson, we'll compare this syntax to another popular framework, React.js. I have the same sample. Окей, давайте посмотрим. То же самое. Counter в React. Вот это, кстати, круто он сделал, что да, можно сравнить. Вот мы передаем пропсы. Угу. Здесь тоже типизируем через интерфейс пропсы. Count, ref, number, now. Здесь use state, number, now. Count, set, count. А, ну видите, здесь уже идет set count, который нам нужно использовать, чтобы count поменять. В React есть надстройка, setter так называемый. Он mounted, fetch count, initial count. Это я нихуя не знаю, ни во Vue, ни в React, я не понимаю, что мы здесь делаем. Какой-то fetch count мы вызываем. Я этого так и не выкупил, кстати, из всего этого туториала. То есть при загрузке приложения мы ставим counter на 0. Ну типа initial count используем, который откуда-то берется. Application implemented in both of these frameworks. Vue.js on the left. Так, add count. Xstring и number. And React.js on the right. If you squint your eyes. Squint your eyes. Squint. Разделите два глаза, да, в стороны. Add count, reset count, set count 0. Ну, кстати, здесь, смотрите, здесь во Vue магия мы можем написать count равен 0, и он сам ее обернет в стрелочную функцию. В React вы должны явно указать, что это стрелочная функция. И здесь он явно укажет, что это ссылка на функцию, вот на эту add count. На самом деле в этом различий не сильно много. Единственное, что синтаксис различается. Там вот функция count нифига не показал нормально. However, there are some subtle but profound differences. In React, props and default prop values rely on native ES6 parameter features. In Vue, these things are managed by the framework itself. This same philosophical difference also applies to emit, the React equivalent of... Так, у React есть тоже эквивалент emit, который может наверх пробрасывать какие-то свои методы, которые мы можем реализовывать. Интерфейс props. Ну мы здесь обозначаем интерфейс. Мы через интерфейс это делаем. Здесь через emit это делаем. То есть у React прям emit такого нету, который отдельно вынесен. Это обычный интерфейс, который мы сверху реализовываем. Ну, вообще, на самом деле, ну, прям достаточно похоже. That is callback prop, which is technically... Типа callback prop. А чем он callback от прошлого пропа отличается? Functions — это функция, которая имеет тип props. А там что написано? Функция, которая имеет тип props. Типа, почему это callback function сразу стало? Which is technically just a function parameter.
React.js is all about relying on as many native language features as possible to keep a small API. On the other hand, Vue.js is relying on framework-level compilers to deliver a user-friendly API. Короче, React ближе к нативному держится. А API чего? Это типа API самого фреймворка, с которым мы взаимодействуем. Во Vue больше упора на компилятор внутренний, который помогает тебе больше user-friendly все делать штук, потому что компилятор с этим разберется. The Vue.js ecosystem is constantly expanding its TypeScript support. To stay up to date, continue to check out course offerings, and I invite you to subscribe to our YouTube channel. Не, вот это офигенный туториал, надо. Watchlist. Ну, их сайт, конечно, говно полное, честно. Прям пиздец-пиздец. Вот это то, что он сделал, это офигенно. Это он хорошо додумался. Импорты, кстати, по идее, сейчас уже, наверное, поменьше будет. Хотя, не знаю, ref and mounted, возможно, также надо импортить. Я в React, никогда не понимал, что такое EaseEffect. Оказывается, это аналог unmounted во Vue. Что это то, что срабатывает после инициализации DOM. Типа, когда у нас DOM прогрузился, вся HTML-ка, и, наверное, весь JS прогрузился, JS начинает вот это выполнять. Но получается, каждый компонент в React это emit. Во Vue emit отдельно вынесен. Типа во Vue есть emit и пропсы, а в React все пропсы являются эмитами. Типа callback prop, но я не увидел здесь какой разницы. Я согласен, да. Все холивары React против Vue сводятся к тому, что React ближе к самому JS держится. Vue больше держится к тому, что он будет офигенно компилировать, и прогеру будет прикольней разрабатывать на нем. Удобней. Больше магии. Но я это вам говорил еще в прошлом году, когда только закатывался в эту тему, что во Vue больше магии. Поэтому его особо не рекомендуют учить новичку, потому что ты нихуя не учишь, как это работает под капотом. То есть, про что я говорил, с чем я столкнулся, что я вижу какой-то вызов функции, я не знал, что эта функция, это имеет фундаментальное значение в нашем лайфсайкле, типа. У нас есть цикл, который выполняется и прочее. Что еще можно посмотреть? Composition API. Будем смотреть Composition API? Мы не посмотрели только постройку блога на Наконец-то, кстати. Надо смотреть 100%. И, наверное, вид мы не смотрели, потому что насрать абсолютно на вид. Он и так уже по дефолту идет из коробки. Чем мне на него смотреть? Хотя, может, там что-то скажут прикольное про него. Давайте сначала Composition API, прежде чем что-то разрабатывать, желательно понять, что это за херня. Первый вопрос это почему? Почему Composition API? Hi, I'm Greg Pollock, and in this video, we'll be looking at why the Composition API was created for Vue 3. We'll start by taking a look at the limitations of Vue 2. And then look at how Vue 3 solves these problems for us. There are 3 limitations you may run into when using Vue 2 to create components.
The first is as your components grow and get bigger and uglier, they become less readable and therefore less maintainable. The second is that as you reuse pieces of code across components, each of these code reuse patterns in Vue 2 has its drawbacks. The third is that Vue Что такое drawbacks? Code reuse patterns have drawbacks. Что это значит? Кто понял эту фразу? Что когда вы вырастили здоровый жирный компонент, кнопочки, который везде используется по приложению, и компонент вырос, он стал уродливым и огромным. И когда ты его юзаешь везде на своем сайте, он имеет какие-то drawbacks. Ты хочу буквально понимать, что он говорит. Недостаток. Помеха. Короче, недостатки. Когда ты везде используешь эту ебучую кнопку, жирную, огромную, у себя на сайте, это начинаются какие-то недостатки. Vue 2 has limited TypeScript support. И лимитированный TypeScript support был у Vue 2. There's ways to write it with TypeScript, but they're not completely optimal. Let's dive into the first limitation, which is that large components may be hard to read and maintain. Let's imagine we're creating a simple search component. You know, a search bar that looks like this. Using the regular component syntax, we would create a .vue file, which might have a data option with reactive properties, and our methods for our search logic. Once complete, we realize we need some sorting functionality. So we write up the code, which also has some reactive properties and some methods. Our code for each feature. Ну вот это расслоение, слайсинг идет, что я и понял. Про что там из Эда говорил и прочее. Что если у тебя 10 разных функциональностей, то куски функциональности у тебя раскиданы везде по коду. Типа получается search, на самом деле search у вас будет не в 2 местах, а там в 5 местах будет. As you can see, is split up between 2 options. Things aren't too messy, but they would be if we added additional functionality for, say, search filters and pagination. The problem here is that logical concerns or features are organized by component options. Ну да, то есть идея была прикольная. Писать код, соответствующий тому, что должен он делать. Типа дробить на куски и кайфовать от этого. Что мы знаем, что методы пишутся там, что default value инициализируется здесь, что есть функция onMounted, которая еще тоже что-то может выполнять. Computed есть. Типа офигенно, удобно, круто. Но проблема в том, что они немного не учли, что в реальном приложении у тебя будет куча логики, которая должна дробиться на эти части, на 5 частей. And there's a lot of component options in Vue, things like components, props, data, computed, methods, and lifecycle. Our feature code might be divided up into 6 different places. Ну вот 6 кусков. And if you think about a more complex component, having our code split up in multiple places. Ну да, вот у вас разные, типа, голубенький будет у вас размазан везде по странице кода. Just isn't as nice as having it all organized together, which makes our component more readable and maintainable. Even in our simple example, it'd be nice if our search code and our sort code was kept together, and Vue 3 makes this possible. Using the composition API, we can keep our components more readable. This all starts with the new setup method inside of our components. Inside the new setup function is where we can start using the composition API syntax. And this syntax is completely optional. We can still continue to code up components like we have before, using the regular syntax. I knew when I first saw this, I was saying, wait, does this mean I create a gigantic setup method with a ton of code? And the answer here is no. With Vue 3, you end up writing composition functions. These are outside of your setup method, and they could be in the same component file. Here you can see I have a useSearch function and a useSorting function. These are called composition functions, and they're called from inside the setup method, as you see here. Ну это что-то такого кода не видел.
Что мы в сетап возвращаем composition функции, которые composition делают, типа там много всего в них. Don't worry, we'll dive into the details of the syntax later. For now, just know that our code using Ну, теперь понятно, почему это называется composition API. composition functions can now be organized by logical concerns. I want to point out that this doesn't mean our user interface has less components. I'm not going to be writing each piece of my page in different composition functions. I'm still going to have multiple components for each part of my user interface. The second limitation of Vue 2 is that there's no perfect way to reuse code across components. And let me show you exactly what I mean. Back in our search component, there are 3 ways we could extract this code for reuse using Vue 2. The first is mixins. Ну вот, про изледы сразу сказал про миксины. With mixins, first we would separate our code, then we'd create a product search mixin, create a result sort mixin. Ну да, типа мы вот делаем такую композицию, грубо говоря, из миксинов и их импортим внутрь. And then include the mixins in our component. Угу. I'll shrink this down for simplicity. Да, теперь я понял, уже окончательно. И причем миксины первые выполняются в коде. The good part about this is now our code is organized by feature. However, with mixins, you can end up with property name conflicts. It's not clear if and how these mixins interact, and we can't easily reuse this code to search and sort different things, like maybe if we had a list of reviews or sellers or shipping options. The second solution we might use with Vue 2 is by creating a mixin factory. These are То есть еще factory метод применить. То есть нечто, функцию factory, функцию, которая создает миксин. Это пиздец какой-то. Это, кстати, если, ребят, с вами надо будет на днях, либо, может, сегодня написать все паттерны, типа factory и прочее, на всех языках программирования. Типа берем factory и пишем на PHP. Что такое factory? Берем factory, пишем это на JS. Functions that return a customized version of a mixin. Here you can see we have our search mixin factory, and then we have our sorting mixin factory. Then inside of our component, we import these two. Then we use each of these mixins, specifying a namespace and any configuration we need for each of the factories so that it can sort products. Now the generic parts of search and sorting can be reused. Да, но опять же, получается, factory это тупо switch case. Это просто switcher. We also have clear relationships of how our features interact. However, namespacing requires strong conventions and discipline to do right. We still have to look inside each mixin to see what properties it exposes, and mixin factories can't be dynamically generated. Another solution that solves some of these problems in Vue 2 are scoped slots. What might that look like? We'll start Scope slots вообще без понятия. out with a generic search component. This has props and it has a slot. Разный скоп тоже будет делить, получается. Мы разные скопы подрубаем, что ли. We'll also have a generic sorting component, which has props for configuration and a slot. Then inside of our search component, we use these components, sending in configuration specific to product search. This addresses just... Не, тогда я не знаю. Типа это обратный вызов. Я где-то в DNS, по-моему, смотрел запросы net, и там возвращаются объекты с модулями, которые должен JS подгрузить. Типа на это подхоже. Типа в DNS вам не просто товары возвращаются, вам возвращаются модули, которые JS еще грузит дополнительно и обрабатывает. Just about every downside of mixins. However, it does increase indentation, which decreases readability.
Some of our configuration ends up in the template, which ideally should just contain what we want. Ну да, вам, получается, в голове надо держать, какие здесь property, какие здесь property. Эти property надо как-то синхронизировать, прокидывать и вообще это менеджить все. To render. Exposed properties like product search are only available in the template, and having 3 instead of 1 component instance means it's less performant. And those are the 3 ways you could reuse code with Vue 2. However, in Vue 3, we now have composition functions, a 4th way to reuse code. Like before, we have a file for our search functionality and a file for our sorting functionality. These each contain composition functions, which have a new syntax we'll get into in later lessons. Then inside of our search component, we include these composition functions and use them inside of our setup method, sending in any configuration they need. This solution uses less code. It also builds on your existing JavaScript skills since you're already familiar with functions. It's much more flexible than mixins and scope slots. Since they're just functions, IntelliSense autocomplete and typings likely already work in your code editor. The only downside here is that with Vue 3 now there are 2 different syntaxes for Ну да, единственный downside, что у нас теперь 2 синтаксиса. defining components, the regular syntax and this advanced composition API. Так подождите, мы компонент таким образом создали? Product Search это компонент? The only downside here is that with Vue 3 now there are 2 different syntaxes for Ну, по идее, да, как его в темплейте вызывать потом? Product Search так его вызывать, что ли? Я не очень понял. defining components, the regular syntax and this advanced composition API. Ну окей, интересно. Should I be cheesy? We're more togetherness. Separate our In the previous video, we looked at why the composition API was created. Here, we're going to review when to use the composition API and learn about the setup method and reactive references. I want to emphasize that the composition API is just additive. It's a second way to write components. All the previous component syntax that you're familiar with in Vue 2, you can still use. It's completely valid. The composition API is just a more advanced optional syntax. If that's the case, then when should you use it? So here we have a component, and I might use the composition API if I really care about good TypeScript support. I also might use the API if I have a huge component and I want to organize it by feature. I also might use it if I have code that needs to be reused across multiple components. And lastly, if I'm simply working with a team that prefers this syntax over the regular syntax, that might be a good enough reason too. The code I'm about to show you is quite simple, and you might be wondering, why would I use the composition API in this case? And you might be right. My goal here was to make it as easy to learn as possible. Let's take a look at a component using the regular syntax. Here we're printing out the capacity of an event, and capacity is in the data option, making it reactive. In our browser, we see capacity 3. How would we write this using the composition API? Well, first we need to create that setup method. The setup method executes before components, props, data, methods, computer properties, and lifecycle methods. Он первый execute ловит, прежде чем все остальное. Methods. It also does not have access to this, so our code inside here is going to look different. The setup method also has 2 optional arguments. The first is props, which is reactive and can be watched. So let me show you what that might look like. Here you can see I have a prop, which is name, and then I declare setup with the props argument. If I wanted to watch this prop for changes, I could import watch from Vue, then I could log out to the console whenever it changes.
The optional second argument for setup is context. We use context to access properties that we'd previously access with this. Here are the different properties that it gives us access to. Now back to our example. Here we need to import ref from view and then declare capacity as a constant, which equals ref3. The ref function creates a reactive reference. This wraps our primitive in an Я просто видел на ютубе сейчас говорили, перестаньте юзать ref. По-моему, надо use state юзать или что-то такое. object, allowing us to track changes. Previously, we were using data, and data was wrapping our primitives in an object for us. Now we're creating a reactive reference, which is an object that wraps our primitive, which in this case is 3. As a side note, with the composition API and the way Vue3 does reactivity, we can now declare reactive objects that aren't associated with the component, which is quite powerful. Lastly, our setup method needs to return anything that needs to get accessed from the template. So in this case, it's capacity. You might initially think this is more verbose, but it also makes our component more maintainable, since we can control what gets exposed in our template, and we can more easily trace where a property is defined. In our browser, everything is working. It's worth mentioning that this composition API syntax you can use in a Vue 2 app by using this plugin for Vue 2. You'll want to follow the installation options on the GitHub page, and then instead of importing from Vue, you instead import from Vue/composition API. This is how I tested all the code I'm showing you. Окей. Тяжко. Нихуя не понял, нафига он... Почему ref 3? Мы ни хера не меняем. Здесь я понял, почему return. Потому что мы здесь это используем. Мы типа scope, мы отдаем. Говорим, бля, эту штуку мы будем использовать здесь. Что это вообще за уебанский компонент, который выводит какое-то простое значение? По идее, можно было даже не рефом это делать, наверное, а просто числом. Here's our code with our reactive reference inside of setup. The problem now is, how do we add a method? In our regular component syntax, if we wanted to increase capacity, ну да, вот мы добавляем метод, это в старом, это в Options API. Увеличиваем вместимость на плюс-плюс, на +1. We might create a method that looks like this. But what might this look like using our new syntax? Well, first, inside of the template, let's add a button that calls this method. Simple enough. To create a method using our new syntax, we declare a normal function inside of our setup method. We then need to return it from our setup method. Ну да, тоже экспозим эту функцию. Which gives our template access to it. But what goes inside of our increased capacity function? Your first guess might be capacity plus plus. However, this is not going to work. It's Ага, это не сработает. То есть внутри сетапа не работает this директива, и это не сработает. Ага. going to error out because we can't increment an object. Remember, this is a reactive reference and not a primitive. If we Но даже если бы это был примитив, все равно она под константой. Поэтому ее тоже нельзя менять. inspected capacity in the console, we would see that it's a reference with a getter and a setter. And it also has this value property, which is what we need to access. So to increment capacity, we call capacity.value++. This is how we access the value on a reactive reference. Now if we jump in our browser, we can see that our button increases capacity. At this point I was wondering, and you might be too, why don't we need to call .value in the template when we print out capacity? Well, it turns out that when Vue finds a ref in the template, it will automatically expose the inner value. So you should never need to call .value inside the template.
Ну, я тоже объяснял из Эды. То, что когда мы это все в темплейте, компайлер уже здесь вытащил value отсюда. Computed properties. Пиздец. Я сдохну. Back inside our component, we're going to add a list of the people who are attending our event. Here in the setup method, we're going to add an attending array, which is a reactive reference. We'll give our Он бы объяснил, почему мы здесь даем не примитив, а reactive reference. Мы же можем написать let capacity или равно 3 просто. Но это не... И заэксплозить ее. Разве она не сработает так же? Потому что let позволяет менять переменную. Но тогда она, наверное, не реактивной будет, а просто в дом пушится буквально, наверное, будет. Я не знаю. Что, пробовать такой же сделать example, что ли? Pages. Сделаем папку exe. Index.view. Template. Counter. Здесь мы делаем скрипт. Внутри него директиву setup. Видите, здесь не ref, а useState. То есть я вообще видел, что перестаньте использовать ref. Но мы используем let counter равен нулю. И return counter. Так, у нас запущен, да? Что не так? Exe не найдено. Скрипт сетап двоеточие или что здесь? Бля, скрипт export default. Все это еще. И вот здесь должен быть скрипт сетап. Смотрим. Вот эта штука. Вот 0 наш. Теперь мы здесь создаем метод, который ее function increment и counter плюс-плюс. И здесь создаем button. Клик. Increment. И здесь экспозим ее. Не работает. Хотя это LED. Но не работает. Давайте попробуем выведем console log. Вообще ничего не работает почему-то. И ошибок никаких особо нет. Это ошибки веб-сокета. А, работает. Да мы без рефа попытаемся. Короче, это получается не реактивная переменная. View не будет ее менять. Она меняется под капотом. А где она меняется? Это не virtual DOM. Это in memory.
Она меняется в памяти только. Она не попадает в virtual DOM. Мы просто меняем значение этой переменной в памяти. Но я убедился, что она меняется. Только она перестает быть реактивной. А здесь лучше не ref использовать, а useState. Да бля, ты там предлагаешь useState нормальный. Вот. Теперь все должно работать, понятное дело. Вроде как. Да, должно работать. Закрываем, смотрим. Нет. Нихуя. А чем они? А, теперь здесь каунтер-то должен быть value, я думаю. Value. Это же теперь у нас некий state. Все. Это view, да. Все. Теперь у нас это значение в виртуальном доме находится. И в памяти, ну, память уже менеджмент, я так понял, занимается virtual дом. То есть он там уже где-то внутри хранит переменную counter. Короче, так это не сработает, я понял. Я просто думал, что если мы как я сделаем, то он будет дом изменять без virtual дома. То есть он будет все равно работать, но будет работать это медленней. Но оно вообще не будет работать. Оно будет в памяти меняться, но вот здесь не будет change никакого. Не будет и реактивности никакой. Ну ладно, с этим разобрались. Но опять же, я вам говорю, я видел видео топового фронтендера, по крайней мере на Твиче, который говорил, что перестаньте юзать ref и юзайте useState. Я не знаю почему, потому что я еще тогда не понимал ни того, ни другого. Template access to it. And then we'll print a list of those who are attending. Our component now looks something like this. In addition to printing out our capacity, we now want to show our users how many spaces are left in our event. So in order to calculate this, using our regular component syntax, we might create a computed property which takes the current capacity, subtract Computed spaces left, return with capacity, minus attending length. by the length of our attending array. How might we do this using the composition API syntax? I'll shorten our template to make some room. And now inside of our setup method, first, we need to import the computed function. Then we'll create a new constant called spacesleft, which sends into the computed function an anonymous function, which returns the result of taking capacity and subtracting the number of people who are attending. Notice I have to use... Поэтому, когда я несколько недель назад прогал, мне сказали, ставь здесь computed, я нихуя не понял, почему это надо ставить в computed. Проблема джуна в том, что он не понимает, почему я здесь должен computed какой-то вызывать со стрелочной функцией, которая возвращает значение внутри computed. Потому что без этого не работало. Use .value here, since I'm dealing with two reactive references. I'll then give the template access to this computed property. If I jump in the browser, I can see that everything is working with my computed property, like I'd expect. Подожди, а там значение тоже в рефе было? Да, тоже реф был у него. То есть список чувачков тоже был рефом, вот он. Тим Боб Джо. Окей. Up until now, we've been using reactive references to declare all of our reactive properties. However, the composition syntax comes with another equally valid way
to declare reactive properties, which I want to show you now. To use it instead of reactive references, first we need to import reactive, then we'll create an event constant and call the reactive function, which returns a reactive object. Вот теперь объясните, что такое реактив. То есть у нас есть ref, у нас есть useState, теперь у нас реактивный объект какой-то. We'll send in an object with each of the properties that we want to be. Reactive Object, это который прям вообще какой-то комплексный. У него есть и ref capacity, и attending ref, и computed метод spaceLeft. Reactive. And notice here it even contains our computer property. Ну да, я удивлен, что туда ты и computed еще засунул. This might feel a little more familiar since we're used to declaring a reactive object using our data option. All we're doing here is taking our reactive references and instead declaring them in an object. You should notice that inside of our computer property, we no longer have to use .value since our object is taking care of reactivity. Then we'll declare a method. Again, we don't have to use .value. We can just say event.capacity++. And lastly, notice I can send the entire event. Ну вот такой синтаксис мне нравится. Типа вместо того, чтобы как долбоёб создавать везде и экспозить это, можно создать один объект с кучей методов и свойств. Свойства и методы. Свойства — это переменные со значением, а методы — это функции. Object into the template. Both of these are completely valid syntaxes. It's up to you which one you use. Now, since we're sending the entire event object into the template, our template is going to look a little different. Notice here we have to specify event.event.event to access the properties on this reactive object. When I saw this code, I kind of didn't like it. Like, I wanted to be able to destructure that event object into pieces. Он хочет деструкцию применить, чтобы назвать значения соответствующими именами, то есть функции. So that in my template, I didn't have to say event.event.event. So I really wondered if I could destructure this event object so my template didn't have to have event dot in it. Now that I've changed my template, it wouldn't currently work. To make this work, I would have to change how I'm returning the event. My first guess was just to use ... However, that didn't work. My second guess was simply to list out each of the properties, but that also errored out. The problem here is that splitting apart the event object is going to remove its reactivity. Если мы разорвем event, этот объект, как и reactive, он потеряет свою реактивность и перестанет работать. So it's not going to work. The solution here is to take our reactive object and split each object up into its own reactive references. Luckily, Vue 3 comes with a function called toRef. So I'll import it, and then if I send event into this function, it's going to convert my reactive object into a plain object, with each property being a reactive reference that points to the property on the original object. Ну нихуя себе. Типа деструкт делаем на переменные, и теперь он может переназвать, да, типа не event назвать все, spaceLeft, capacity и прочее. I do want to mention though that if I didn't need to expose increased capacity to my template, I could instead simply write toRefs event. And I wouldn't need to destructure it since it's simply returning a plain object, which is what our setup function is expected to return. Модули. Aside from improved TypeScript support, the two reasons we want to use the composition API are to organize things by feature and to make the code reusable across other components. And right now our sample code does neither. So let's refactor as if we wanted to make things more modular. Here's our current code. This is nothing new based on what we've built. However, I'm now using refs because honestly, I think it's a little simpler. To organize the code by feature, I would move the code out of the... Дядь Жень, ты пробовал Viagra? Нет. Все хотел, но нет, не дошел до этого.
Все как-то занят всю жизнь. setup method, create a new function called useEventSpace, which is our composition function, and then call this composition function from our setup method. Now our component is organized by feature. Так, подожди. Здесь уже не нужна. Здесь деструкция не нужна. Мы просто возвращаем фичи. Все то же самое. If there was additional features I wanted to add, I could just start writing another composition function. But what if I wanted to make this code reusable across other components? To do this, I would move my composition function into another file. Let's put it in the use directory and call it Event space. Ага. eventspace.js. I'll then export this function and then import it into our component. That's all there is to it. What if I wanted to add another composition function inside this component called event mapping to map out the location of the event? Well, I would just import it. And then inside the setup function, you might think that I would just call both functions, but actually this isn't valid JavaScript. We can't create objects like this. Instead, I would destructure the object that each of these return, giving my template access to everything it needs to render. Our solution is pretty efficient, but by coding this way, we've introduced a problem. It's not clear by looking at this file which objects are being injected by which... Ну да, ты любишь свою деструкцию в итоге, но ты ни черта не знаешь, что здесь возвращается, что здесь возвращается. Возможно, будет пересечение по namespace, ну точнее по именам переменных, и пиздец у тебя будет. Composition function. This... Я вот боюсь, что если попробую, то придется весь день дрочить, как так жить. Да это весь день будет просто стояк и все. This was one of the problems we previously had with mixins. У тебя не будет прям сексуального влечения, у тебя просто будет стояк. This we can create local objects for the data that our composition functions are sending in, and Ты можешь реально ничего не чувствовать, у тебя просто будет стоять и все. Const capacity. А, можно так. then use those in the return object. Now it's explicit which objects are coming from which composition function, and this is a Vue 3 best practice. Блин, ну код хорош. Это хороший туториал, он мощно выносит все. Прям пиздец. Попробуй один раз живешь и последний день. You're probably already familiar with the Vue lifecycle methods like before create, created, before mount, mounted. Вот. Lifecycle методы. Я могу их вызывать, по идее, да? Before create. Мне здесь нужно все всякое делать. Before update, updated, before destroy, and destroyed. If you're not familiar with these, pause the video, read the descriptions. Moving on. There's some additional Vue 2 lifecycle methods which were released in recent versions I want to make sure you're familiar with. The first is activated. This is used when you have dynamic components using keep alive when the component inside keep alive is toggled on. Then there's deactivated when the component inside keep alive is toggled off. And error captured. This is called when an error from any descendant component is captured. If you want to learn more about how these work, check out the documentation. But let's now dive into changes with Vue 3. First off, the before destroy lifecycle method can also be written as before unmount. Both should work. Also destroyed, you can also use unmounted. These should both work with Vue 3. And when I asked Evan Yu why this change, it's pretty much because it's a better naming convention. We mount a component and we unmount components. When we're using the composition API and we need lifecycle methods, we simply add on to the callback name inside the setup method. So here's what that might look like for before mount and Ну, то здесь все то же самое используется внутри сетап. Но мне непонятно, почему он скрипт сетап не напишет и просто не уберет все это, export default. Если это писать без скрипт сетап, давайте попробуем.
Мы просто можем здесь сделать сетап, да? И мы убираем сетап. Вообще. Вот это все убираем, у нас остается такое приложение, да? И оно тоже должно работать. Нет. Потому что здесь return. А, тогда return не надо. По идее, он должен и так все это. Не, нихуя не работает теперь. Так все-таки надо это писать, да? Не, заработало. А, подождите, так получается, если мы не пишем скрипт setup, тогда мы нихуя не управляем приложением. Он типа само должно как-то там поуправлять. Но не факт, что оно будет управлять грамотно, как и сказал Изеда. Типа получается, я все это убрал, весь этот конструкт, теперь у меня приложение ведет себя просто неадекватно, собственно, с чем я, собственно, и столкнулся. Что не всегда понятно, что здесь где отработает как. Хотя вроде сейчас работает без проблем. А вот сейчас забаговало. Смотрите, реально, завис. В этот раз обновление он решил хуй забить. Да, да. Вот почему я охуел за эти дни. Потому что на самом деле я писал всегда вот так. А тогда у меня получается неадекватное поведение. Undefined behavior есть. Вот чего он сейчас не заработал? Заработал. Так иногда не заработал. Сейчас не заработал. Вот сейчас не заработал. Вот просто. Свалился с ошибкой, все его похуй. Почему? Непонятно. А если вернем? Пробуем. Че, он перебилдит проект? Ну, что там билдишь? Бля, какой же он тормозной, пиздец. Ну, просирайся давай уже. Ну, вообще же решил болт забить. Не хочет он работать. Просрался. Работает. Забаговал. Короче, нихуя. Иди ты нахуй, что за фигня? Почему ты забаговал? Ну что за хуйня вообще заупная какая-то? Почему? Чё тут работает, то нет, что за фигня какая-то? А, ну потому что он сейчас завис вообще, ожидание localhost. Next. Пытается по веб-сокету сюда подрубиться. Давайте вырубим DevTools. Здесь. Где-то здесь должно быть в next конфиге DevTools enabled false. Чтобы ты отъебался от меня со своими веб-сокетами. Все равно он пытается какой-то веб-сокет мне подсосать. Бля, ты можешь перестать дрочить веб-сокетом? Куда ты там подключаешься? Есть еще какой-то метод. Есть build dev generate preview. Что такое preview? npm run preview. Превью это нитро должен быть.
А, билд, ну. Билд сначала надо. Давайте забилдим, посмотрим. Реально так же будет дрочить фигово. Сейчас мы сбилдим, если оно сбилдится, это говно, и запустим его. npm run. Превью должен заработать. Да-да, он поэтому нитро сервер не нашел. npm run preview. Во. Вот теперь моментально, без всяких ошибок и без прочего. Пробуем. Работает, 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 работает. Короче, это дев чисто режим, который через раз билдится, он багует. В проде все идеально будет работать. Вот что. Соответственно, мы можем делать скрипт сетап, как я и говорил. То есть вот это монструозный залупу мы убираем. Экспорт дефолт, сетап, это все мы убираем. Это и так понятно, что оно будет здесь отрабатывать. Здесь сетап ставим. Как я и прогал, собственно. И тогда мы убираем целых 2 уровня вложенности и кайфуем. И здесь запускаем npm run build and npm run preview. Ждем. Return. Нам здесь return теперь не нужен. Мы же все уже и так и заэкспозили, получается, везде здесь, внутри этого компонента. Но в данном случае компонент является страницей. Он ворнинг насчет крипто там бросил как раз. Проверяем, все ли работает. То есть без этого. Ну так, думаю, все работает. Там надо в какой-то микромомент начать дрочить, наверное, ее. Эту кнопку, пока он еще не успел прогрузиться, но он очень быстро грузится. White House. Анализ загрузки страницы. «95». Ой, 98. Все отлично, короче. Перформанс просто запредельный какой-то. Просто запредельный пока что перформанс, хотя здесь уже пипиния есть. И как бы я сюда наговнокодил конкретно. Но все работает все равно быстро. On mounted. We need to import them, and then we can simply use them, sending in anonymous functions inside of our setup method. Here's a list of all the different libraries. То есть он before mount, он mounted. То есть мы можем здесь написать он mounted. Да? Да. То есть мы здесь можем. После загрузки страницы. Он before mounted. Да, так пишется. Где здесь? Он before mount. Вот. Он mount или unmounted. Unmounted. Типа вот это надо записать себе как чит-щит. Проверяем. npm run dev.
On before mount и on mounted, все правильно. Все отлично работает. Все супер. Lifecycle methods we can use inside the setup method. If you're being observant, you might notice that two are missing. Before create and created are not needed when we're using the composition API and we have that setup method. Мне нужны before create and created, not needed when using the composition API. Почему? This is because before create is called right before setup, and then created is called right after setup. So code that would normally be put inside of these hooks should now be placed inside of our setup method. A good example here would be a. В смысле? Типа вы убрали до сетапа и после сетапа функцию. И все это в сетапе надо, да? API calls. Typically we put those inside of before create or Ну да, before create должен быть. Created, and instead we can call them from our setup method. There are two new Vue 3 lifecycle methods, the first of which is onRendered tracked. This is called when a reactive dependency is first being accessed in the render function during render, meaning this dependency will now be tracked for change. А я знаю, наверное, как сделать крипто. Давайте я попробую сейчас. Это все не дает мне покоя. Мне нужно всего лишь вот это вызвать. У нас есть вот этот компонент такие. Что мы делаем? Const hash равен new state. Он равен computed по-моему, так он называется. И здесь крипто. И убираем time. Не, давайте добавим time в виде string date .now, по-моему. И выведем хэш. Я не знаю, точно я правильно компьютер вызвал. Вот хэш. И он каждую загрузку страницу разная. Только фишка в том, что нам надо сделать так, чтобы он всегда точно на сервере отрабатывался. Типа мы можем прыгать по страницам, а потом вернуться на эту страницу. Сейчас я вам покажу, потому что раз в какое-то время он мне выкидывает ошибку. И он там вообще завис опять. Задолбал висеть уже. Пиздец висит. Просто пиздец. Я не понимаю, почему он так стал медленно билдиться и работать.
Вот эта страница. Пока что вылазим по другим. Версия, там about, всякое такое, вход регистрации, версия about, вход регистрация, там главное. Лазим по этим страницам, а потом берем и сюда заходим. Пока что уберем все ошибки. И видите, все, крипто. Вот как это проверяется. Потому что эта хуйня сгенерила сейчас на стороне пользователя, а не на стороне сервера. Она здесь, это user component, это... То есть это сервер-сайт, юзер-сайт. Вот сейчас она выкинула ошибку, потому что крипто говорит, что пошел нахуй, я не собираюсь на юзере работать, потому что эта библиотека работает только на бэке. Вот так вот, ребят. И мне надо эту проблему решить. Вопрос как? Из этого уже сказал, что есть целая папка сервер. Сервер. Ну тогда туда надо что-то закидывать. А, он скинул мне 2 скрина. Table of Contents, сервер out, сервер middleware, сервер плагин, сервер utilities. Во, наконец-то их не надо трекать и гидрацию. Secure, безопасно. По дефолту все ваши плагины будут запустятся, когда рендерятся серверные компоненты. Так это React. А вот. Блин, это экспериментальная фича, да? Собака Тахичат, что нового носатик. Мы добрались до серверных компонентов, но это экспериментальная фича. Ну, хуйня, конечно. Угу. Ну, закрываю, иди. Сейчас попробуем в этом серверном компоненте написать. Это сервер view, да, что ли? Будет. Это сервер view. Links. Вот, date, get full year.
Next контент какой-то. Автоматически рендерит любой раут как сервер компонент. Но мне нужна не компонент, здесь view. Next. Давайте еще раз. JS. Next. Docs. Assets, SEO, Data Fetching, State Management, Error Handling, Server. Next Nitro H3 под капотом. Nitro is internally using H3 minimal HTTP framework built for high performance and portability. Видите, это эндпоинты и middleware. Но мне нужно сделать так, чтобы в папке сервер был серверный код, который я заимпорчу. Нормально. Не знаю. Не знаю, поэтому заранее говорить не буду, чтобы ты потом не обижалась. Ага, теперь я буду говорить не знаю. Вообще делаешь перерыв. Надо было сразу говорить не знаю. Но я еще не приучился на все отвечать не знаю. Надо и поесть что-то. На еду, может, прервусь, но надо еду мутить, это тренда. Ну, куда поем, могу уделить время, по идее. Перерыв сделать на еду плюс уделение времени. Только фильм посмотреть? Нет. Я просто смотрю, будут ли меня там это. Посмотрим, да, в процессе. Сейчас я ничего не хочу, кроме как уебать кому-то с ноги. В GTA RP, конечно же. Ну, ты сможешь еду какую-то замутить? Ну, мясо там есть. Может, его просто обвалять и пожарить, и все. Там курица осталась пол-лотка, да? Но нам хватит сейчас, чтобы перекусить. Ну, сейчас просто разморозь его в микроволновке и пожарь все. И потом отдыхаем, да. Как сделаешь еду, я иду с тобой смотреть фильм. Потом не знаю, что будет. Пока я хотел бы поесть и фильм посмотреть. Короче,
Так. Ну, короче говоря, ты прокси использовать, но это пиздец, короче. И сервер middleware file not exposed to client at all. When from your front end where you want to make the API call, you only call the server middleware API. Ну, короче, как прокси его использовать. Сделать какие-то вещи до того, как компоненты смаунтятся. Data Express. Короче, не я один с этой хуйней заморочился. Единственное, что меня радует, что это посты 2018. И что, возможно, наконец это потратили.
Бля, почему во Vue эта хуйня есть, а здесь я этого не вижу? Render to string. Короче, render to string мне нужен. И он у нас откуда-то импортиться должен. Рендер. Я нашел какую-то штуку прикольную во Vue. Render to string. Но это он берет Vue App инстанс и рендерит его. Он весь инстанс рендерит, а мне нужно рендерить кусочек маленький. То есть, если мы здесь делаем просто функцию сервер, как в папке сервера, я не думаю, что это работает, честно. Допустим, сервер. Ну окей. Допустим. Мы ее сейчас сюда прокинем. И заимпортим. Нет? Она так заимпортилась почему-то. Окей. Хэш. Хэш. Ну давайте последний тест. Все, и дальше посмотрим уже туториалы. Все, пиздец, что там не так? Да все так, она опять завалилась. Как нехер делать, не знаю почему. Надо было с главной начинать. Поэтому сейчас даже перезагрузим и еще раз начнем с главной. Вот мы ходим. Бля, я сразу сюда нажал. А, он сразу ошибку выдал. А видите, даже импортить его, по идее, нельзя.
Это серверная хуйня, она только в API будет работать. Так что ни хера это не работает. Я могу view компонент серверным сделать эти экспериментальные функции. Я нихуя не понимаю, где я должен эту залупу взять. Это прям база. Без этого я дальше никуда не продвинусь. Прям тупо. Если я это не решу, мне проще проекта дойти дальше, смотреть фреймворки и прочее. Даже Vue с SSR, там не знаю, что угодно. Но по идее, если Vue с SSR это может, значит Next это может. Короче, Зеда скинул мне вот это вот. Где он скинул? Table of Contents. Это, я так понимаю, официальные доки. Сервер route, сервер middleware. Это вот это он мне скинул? Нет. Потому что, понятное дело, что это просто backend API, все. Сервер плагин. Отец звонит. Алло. Привет. Работаю и стримлю. Значит, хотел. Угу. Ну, типа за дверью поедем? Ну, хорошо. Ну, думаю, да, надеюсь. Ты прям с утра хочешь поехать, а магазины завтра работают с 8? Магазины-то работают с 8. Ну, все хорошо, давай тогда. Завтра с 8. Все, давай. Короче, я так понял, Накс так устроен, что давайте NV, короче, попробуем. Попробуем заэксплозить это. Получается, он все эксплозит вообще. Да, он все эксплозит.
Поэтому получается сервер ему нужен для того, чтобы как прокси работать. Это пиздец, ребята. Если он все экспозит на фронт. Типа из-за того, что он не может нормально разграничить SSR и client-side rendering, он заэкспозит это. Давайте опять же вот этот пример. Точка env, что-то там. Процесс env, но он так не пройдет. Да, он пустой. Понятное дело, не может заэкспозиться. Типа здесь написано, что я должен в конфиге его заэкспозить. Public runtime config. Recaptcha, site key version, site. Нет больше таких методов, нихуя. Public и private runtime config. Неужели так сложно? Неужели я единственной этой хуйней занимаюсь? Вообще не понимаю. Почему я один на этом застрял? Runtime config. И как к ним обращаться?
Да нет никакого секрета, не пробрасывать. Конфиг. Секрет. Конфиг. IP секрет. Пробросился. Но исчез сразу же. Все за долбоебизм, куда он исчез? Hydration error. Заебись. Окей. IP base. IP base просто не пробрасывается. Здесь, наверное, паблик. API base нормально с гидрацией. Короче, кофиксимп мы в полном очке, как бы. Мы сейчас пока эту проблему не решим. По факту это фундаментальное, что надо. Мне нужно, чтобы нода вывела некий код и встроила его прямо на сайт. Некую переменную, которая не изменяется. Но получается, я не могу это сделать уже вторые сутки. Ладно, некую калькуляцию сделать и вывести результат. Только результат отдать клиенту. Сама калькуляция под капотом на сервере выполняется. Результат калькуляции должен быть отдан клиенту. Я уже вторые сутки не могу это решить, потому что эта залупа на Наксте, она клиентосерверная. Типа, ты лазишь по сайту, и генерация... Собака дохичет, документация не помогает. Я верю в тебя, но с этим... Да нет там ничего в этой документации подобного. Нету там ничего. Вот мы смотрим, давай, Накс 3. Ищем, что здесь? Сервер, окей. Компоненты. Нам нужны composable. Автоимпорт view. Что такое composable? Я не знаю, что composable. Возможно, в composable получится установить, я не знаю. Потому что сервер это чисто API. Давайте попробуем последнее composable создам. Composable. И выведем его на страницу. Full useful. Да, это так все не сработает. Объясню почему. Это так нихуя не сработает. Потому что для некоторых страниц должны... Короче, смотрите, когда мы лазим по сайту на view, он на самом деле нихуя на бэк-то не отправляет. Понимаете? Вы просто лазите сейчас по single page application. Он же не отправляет запросы никакие на бэк. А здесь должен генерироваться бэкэнд код. Причем я так понял, что в React, к сожалению, это можно реализовать. Потому что компоненты можно делать чисто серверными. Можно, ну точнее не по дефолту серверные. Мы только клиентские. То есть React пошел другим путем, он сделал все серверное. Но там, где тебе надо, ты используешь клиента. А здесь клиентско-серверное все.
по дефолту. Все, что мы здесь видим, оно клиентско-серверное. Оно серверное, смотри, сейчас оно клиентское. Но если мы перезагрузим страницу, она придется с сервера. Вот только она такая клиентско-серверная. То есть вот, смотрите, ну, зашли о проекте. Это клиентский компонент сейчас. Но если мы нажимаем F5, это серверный компонент. Но сейчас он вот так повисит, он опять стал клиентским. Типа изначально он как серверный грузится, потом он клиентский. Из-за этого происходят ошибки гидрации, потому что он говорит, бля, то, что отдал сервер, и то, что есть на клиенте, оно различается, и я пиздец, я сломанный, до свидания, все. Типа он еще постоянно сравнивает вот эту хуйню. Вот. Типа я не могу на клиенте вот эти вещи вызвать, и поэтому у меня ошибка гидрации. Вот next. Гайды. Async контекст. Async entry. На Next с этим проблем не было, потому что весь Next по дефолту все страницы генерит на сервере. Да. Он все срет на сервере, прям всегда. То есть, если мы возьмем, допустим, не знаю, ну какую-то функцию чисто серверную, понятное дело, это криптофункция, она только, вот эта вот криптофункция, она доступна только на сервере. Она на клиенте вообще никогда не выполнится из соображений безопасности, типа. На реакции с этим проблем нет. Он ее выполнит, потому что он все на сервере. Next же сначала выполнит ее на сервере, а потом, когда долбоёб решит ее выполнить на клиенте зачем-то. И вопрос тогда, мне надо как-то ему запретить ее выполнять на клиенте, но он все равно как хуево ее хочет выполнить. Типа я даже использовал директиву. Если типа сервер, если сервер директива, тогда ты только ее выполняй. Хуйни ты кусок. Вот он какой-то true вывел. Откуда-то. Еще одну true. Ну, я думаю, это вот как раз вот это выводит. Что мы можем проверять, что если у нас процесс серверный, то мы генерируем наш крипто. Но при переключении страниц, вот так вот, когда мы щелкаем, он нихуя на сервере не запрашивает. Он получается, скажет, что переменная не задана. Ну, типа, сервер мы не запросили, переменная не задана. Пошел нахуй. React работает по-другому. Каждый раз, когда ты переключаешь страницу, он на самом деле их заранее запрашивает и генерит. То есть они в любом случае рендерятся на сервере. Хотя и Vue, ну, Next тоже самое должен делать, но каждый раз, ну, получается, когда ты на нее переходишь, он почему-то клиентом ее начинает рендерить еще дополнительно. То есть он еще раз поверх ее рендерит. И это пиздец, я в это уперся, и я не могу нихуя нагуглить, потому что Google выдает какие-то ебанутые варианты просто. Google шизу какую-то мне пихает. Все, давайте, ребята, пойду есть. С Татой поваляюсь, посмотрю фильм, отдохну. Кому рейд кинуть? И потом вернусь. Может, еще порубаем. Может, я спать пойду, потому что мне завтра в 8 ехать. С батей двери покупать и ставить их в дом. Кому кидать рейд? Кто у нас есть?
Дабзер. Пойдем его зарейдим или нет? Он тоже Nest ковыряет. Какого хера я не понимаю. Я не знаю, Next Ты как на Nest. спрашивал, почему тут Собака Тахичек, я пошел посру. Давай, бра, сладких. Будем Дабзера или кого еще из разработки будем? Так, Тут по факту турбориум только есть. И надо теперь добавить директиву, которая Кого будем? запрещает его удалять. То, что будет системный. Турбориум, он чисто это just talk контент. В роликах старых, блять, эта хуйня есть. Требований к внешнему дисплею, которые у них есть. Но Да-да-да, Final Cut хуярит сразу. Собака Тахичек на работы по разработке, то мои лучшие варианты. Да не, потому что меня каждый день рейдит, давайте хотя бы Дабзера зарейдим, хер с ним. И он его не может не удалить. Ну, поделиться может, фотку может поменять. Вот Дабзер делает то же самое, он берет Next и Nest. У него стак один в один мой. У меня тоже Nest на бэке, вот Nest.js. А вот Next. Блин, я чуть днем придумал, пока в душе мылся. Я забыл. Давайте, ребят, полетели к Дабзеру. Yes, it's default. Не, it's default не подойдет. Почему? Я хочу добавить варик. Полетел я. Есть, валяться в статуе, смотреть фильм, отдыхать. В душ. Потом. Вот, спасибо, давай, Токчик. Потом еще подрубим. Всем давала. Ты либо придумываешь в душе, либо